Оставили единственно цементоперерабатывающий, который цемент делал. Этот завод оставили, а в Чили-Юрте остальные заводы полностью уничтожили, чтобы Чеченская республика была зависима от Российской Федерации. Это в 2003 году Зорона, в 2004 году полностью, именно в 2004 году полностью были уничтожены именно Зороны и разобрали, короче, понимаешь? Поэтому, Тарас, есть единственный правильный выход, это дать свободу оккупированным республикам, выйти с Украины, с украинских земель, выйти с оккупированных кавказских земель. Я не говорю именно взять всех, выкинуть, нет. Тот, кто хочет быть свободным, оттуда просто взять и уйти. Вот так жить вместе, это нормально, но жить вместе в оккупации, нет, нам не надо это уже 17-го все видим, нам это уже не нужно. Али, это же не оккупация. Это, Тарас, когда фашистская Германия напала и оккупировала... Это просто содружество. Нету сотрудничества, Тарас, ты о чем? Тогда получается, немцы, которые дошли до Москвы и дошли до Кавказа, это было сотрудничество? Ответь мне, пожалуйста. Нет, это содружество, не сотрудничество. Содружество это было, когда немцы дошли до Москвы. Скажи мне, было это содружество? Почему русские не оккупанты? Русские то же самое сделали. Пришли с войной на чеченские земли. Убили, я еще раз повторяю, в то время чеченское население было только 1 миллион. Из 1 миллиона было убито 350 тысяч мирных жителей. Из них 42 тысячи детей. Ни один город, ни один село не был в нормальном состоянии. Все было уничтожено. И у меня вопрос, еще раз, Тарас. Это содружество или все-таки оккупация? Да нет, это не оккупация. Али. Тарас, смотри, Тарас, понимаешь, у тебя вместо мозгов дерьмо Путина и все. Я у тебя больше ничего не вижу. Как ты можешь то, что, например, хорошо, то, что делает Российская Федерация на территории Украины, это оккупация? Ну, нет, это возврат своих территорий. Все. Тарас, ты извини меня, конечно, пожалуйста. Да? Ну смотри, ты иди сейчас по добру, по здорову, за бутылкой, да, вот. Оно тебе, видать, поможет. Не убирай, оставь сейчас, Ибрахим тоже. Не, я не убираю его, я просто ему советую. У меня просто вопросов больше к Тарасу нету, уже все понятно. Если у вас есть вопросы, давайте нормально общайтесь. Так, Анзор хотел что-то там сказать. Да, я хотел сказать. Я просто, Тарас, вижу у вас безразличие, то, что с вами происходит, что с вами делают, что приезжают тысячами гробы, груз 200, то вам кажется без разницы, откуда они приходят, будет это Чечня, Ичкерия или Украина. И если вы так будете продолжать, вы потеряете себя как народ и потеряете свою страну. Вот что мы видим. Мы всегда призывали вас, русских призывали, чтобы вы остановились, чтобы вы задумались, чтобы вы сами изменили свою ситуацию в своей стране, потому что вы можете это сделать, это возможно. Вам что, плевать, когда вас взрывают, например, это 99-й год, просто вспомните, когда Путин взорвал дома, это же было доказано. Когда вот этих моряков утопил Путин, он что, просто рукой махнул, она утонула, сказал он. Он просто так сказал это, без каких-либо других эмоций. Вот сегодня вы говорите возврат территории Украины. Украина – это не Россия. Украина – это территория украинцев, и было всегда. Чеченцы, нету такого в истории и не было такого документа, где написано, что мы, чеченцы, куда-то входим, или чтобы мы когда-то какой-либо документ подписывали с россиянами, с Кремлем, там без разницы. Не было такого документа. Я помню,
Я сам был на этой встрече в 1997 году, 12 мая в Москве, в Кремле, когда мой отец, наш президент Аслан Масхадов, подписывал документ, договор о мире с Борисом Ельциным, президентом России. И там президент России сказал, что вот, понимаешь, шла какая-то война 400 лет. Он не говорил там возврат территорий, он сказал война. То есть он признал, что были оккупации, что война же это когда происходит оккупация, что чеченцы сопротивлялись оккупантам. Вот так вот. То есть ваши лидеры сами признавали это и сами прекрасно знают, что наша территория – это наша территория, а не русская территория. Да, вы Россия, хотите нам навязать русский мир. Русский мир, чеченский мир – это отдельные вещи, раздельные во всем плане. Ни религия, ни обычаи, ни традиции, ни язык, ничто нас нигде не объединяет. Вот. Мы всегда были под оккупацией и во время Советского Союза, и во время России, и сейчас мы находимся в оккупации. Я уверен, что в один прекрасный день мы свою землю деоккупируем. И, пожалуйста, вы тоже одумайтесь и верните свое право, свои права, свою свободу от этих Путиных там, и других. Можно сказать? Да, конечно. Я вот хотел хотел вот Тарас, да, вот что самое плачевное, да, они вот большинство россиян так и думают, Да. потому что даже у них в правительстве то же самое про Казахстан говорят, что Казахстана вообще не было, это подаренные земли там и так далее, поделенные и так далее. Ваш Путин, он помешан на своей истории, которую сам, не знаю, придумал и так далее. Ну там понятно, да, почему вот Али до этого говорил, там больше 300 тысяч людей погибло во время войны Россия с Чеченской Республикой, да? Там же понятно, даже фашисты так не делали. Для чего уничтожали всю инфраструктуру? Они же с лица земли стерли вообще города, вот, да, Грозный тот же самый. Это для того, что они изначально просто хотели уничтожить чеченцев как нацию. Геноцид. Они споткнулись, потому что с народом они воевали, с народом, с армией, с народом воевать это не с армией. Поэтому и все сравняли с землей. Что далеко ходить, у нас вот тоже было, вот январские события, вы слышали, наверное, у нас здесь это митинги были, да, проходили и так далее. И никто не понял у нас, почему попросили помощи у ОДКБ. ОДКБ это союз, якобы, да? И когда приехали сюда россияне, ну, ваши военные, Тарас, да, это у нас не был, это внутренний конфликт был. Это не в Республике Казахстан в основном, это все в других городах в основном проходил он мирно. Именно только в Алмате он был такой более агрессивный, что ли, вот так сказать. И когда ваши приехали, там было понятно, они тупо стреляли по мирным жителям без шевронов, без опознавательных знаков, просто в камуфляже ваши приехали и начали тупо по мирным жителям стрелять, и там много было убитых гражданских. Слушай, вот, извини, перебью тебя. А в Житыбае сейчас что делается? А что там делается? Ну, там почему-то нефтяники бастуют, просят, блядь, какие-то... Это вам какая разница, вот что там, да, бастуют, это наша, как бы, да, это их проблемы, по идее. В нефтяники бастуют, потому что они хотят, чтобы им повысили зарплаты, и все. Они не требуют, они не хотят захватить нефтяные вышки там. Слушай, кто больше всех, блядь, получает в Казахстане? Нефтяники. Да еще зачем они просят еще повысить? Зачем тебе считать чужие деньги, сколько кто? Сам конфликт, я тебе говорю, извне. Когда Армения была конфликтом с Азербайджаном. Подождите все, пожалуйста, те, кто сейчас наверху, да, я просто даю предупреждение. Один мат вылетают. Короче, ну, без мата, да? Ой, извините, я вот как-то вот
А раз ты из Дурацкая Казахстана, как он. казах ответил коротко и ясно. Тебе какое Вот. дело, что происходит в Казахстане? Это внутреннее дело Казахстана. Вот смотри, сейчас в Германии бастуют, Франции бастуют тракторами, сельскохозяйственные там эти работники, да, фермерские работники. Давайте введите танки туда тоже, разведите их, наведите порядок там. То есть вам до дела дано. Ну, у вас знаете, в чем проблема? Вы все бывшие постсоветские республики считаете своим домом. То есть вы имеете право заходить, как медведь за посудной лавкой, зайти, делать все, что вам захочется. И все должны понимать ваш русский язык. И если вы не понимают, не хотят с вами говорить на вашем русском, вы почему-то считаете нацистами, да? Хотя это вы Русофобами, являетесь русофобами. нацистами, Нет. не русофобами, нацисты, Нет. секунду, подожди, не перебивай. Вот. И секунду, и вы считаете, наоборот, это, если так логически подумать, это как бы, знаешь, как говорилось одним там умным человеком еще в 20 веке, что ли, 19-м, фашисты 21 века будут называться антифашистами. Это очень схоже, да, вот то, что вы делаете. То есть, если люди говорят на своем родном языке у себя дома, вы почему-то думаете, что вот должны знать все русские. Нет, уже не должны знать русские. Они независимые, суверенные государства. Хорошо им, плохо, это их личное дело. Они в своей стране имеют право на все. Может, у тебя еще из ушей пар полетит, и вот я еще другое сказал бы, я еще вернусь еще там в 40-е года, да, я более тебе скажу, для чеченцев, ингушей и некоторых других народов советский солдат и нацистский, гитлеровский солдат это равно, одно и то же. Синоним. Почему? Потому что советские солдаты также депортировали, целые народы убивали, выселяли исконно своих территорий. Так же, как и для балтийских стран, да, Литва, Латвия, Эстония и других, для них также. Вы являетесь такими же фашистами. Другое дело, ты сказал, вот, что вы не хотите жить. Когда в 91-м, когда это развал Союза был, ваш РСФСР вывел войска с Чечни. Просто вышли в один день, я не знаю, 2-3 дня, просто оставили Чечню и Ингушетию, не помню, скорее Ингушетию также, просто без единого там советского солдата. И затем на тот момент, чуть позже, может, да, после того, как пришел, там провели выборы, там местную полицию, армию сформировали, да, потом ваш президент на тот момент Борис Николаев чуть позже сказал, да, берите сколько хотите за свободы, независимости. И мы взяли сколько хотели, да, мы взяли сами, даже еще Россия не образовалась, мы провели президентские выборы, и Конституцию мы раньше России приняли. То есть мы, как Чеченская республика Ичкерия, независимое государство, образовались раньше вас. И Конституцию на день или два раньше приняли, чем Россия. А затем вы решили, вспомнили, что когда-то мы входили в Советский Союз и вернуть, как вы любите говорить, родную гавань. Но, как ваш говорил ныне покойный Навальный, мы же не бутерброд, когда вы захотели нас будете оставлять, когда вы захотели, вы будете возвращать. Наш народ уже самоопределился. Просто сам по себе. Нам никто не заходил, никакие американцы, никакие французы, никто из... Мы просто сами этот выбор сделали, в отличие от вас, которые зашли в Крым, оккупировали, потом позже аннексировали. Как тут в комментарии мне в глаза бросилось, ваххабисты назвали, да, ведущего. Когда я был в Крыму, я видел там ребят, таких как вы сейчас, многие говорите, ваххабисты, ярлыки, вы мастера кидать ярлыки на людей, да. Я видел глубоко верующих людей, там, татар. Со мной был дагестанец, я ему сказал, как сюда зайдут российские, если зайдут, как будто это так и получилось, да. Если это была бы Россия, их всех забрали бы, они сидели бы по тюрьмам, даже ноги об асфальт не успели бы их недоступно, по асфальту пройтись. А мы эту картину сегодня наблюдаем. Репрессируют татар, они почему-то при Украине никто их не сажал, никто их не заключал, занимались своими делами, экстремистами их не обзывали.
Куда вы не зайдете, везде вы пытаетесь насеять страх, смуту, диктатуру. Чуть-чуть человек не так мыслит, как ваш царь, вот там линии партии, да, испокон веков, как у вас было принято. Вы тут же объявляете врагом народа. Когда мы никогда не присягали вам, добровольно не входили в состав ни в царскую Россию, ни в СССР и Российскую Федерацию, тем более. Вы найдите проблему в себе, ищите проблему. Почему вы сегодня являетесь изгоем перед всем международным сообществом? Вы изгой, вас нигде не хотят видеть, ни в одном цивилизованном и нецивилизованной стране. Ибрагим, Да, подождите, Тарас, пожалуйста. вы из Казахстана, да, я как понял? Ребята, подождите, пожалуйста. Тут одна Наташа очень просит нас, чтобы мы учили русский гимн. Хорошо, Наташа, мы будем учить. Я сейчас дам тебе послушать то, что мы учим, да, вот, ну, гимн. Гимн халатю, чтобы, ну, Да, это чисто хороший гимн. Жанна, послушай, пожалуйста, вот, который мы учим гимн, хорошо? Мы рождены, чтоб всем вокруг нагадить, взорвать плотины, затопить дома. У нас сидят придурки в аппарате и долбоебы вся наша страна. Везде воюем мы и убиваем, такие планы нашего Кремля. Зачем живем на свете мы не знаем, и нахера, блядь, носит нас земля. Россия, 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 могучая куча дерьма. Россия, 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 огромная наша тьма. Россия, Россия, могучая куча дерьма. Россия, Россия, огромная наша тюрьма. Спасибо, что послушали. Тарас, извиняюсь, вы из Казахстана, да, я как понял? Не, я из Москвы. А откуда? Просто я, насколько знаю, многие россияне даже не знают город Жезказган, где находится. А вы про Жетыбай говорите, где проходили сейчас митинги нефтяников. Просто это казахи мало кто знает, да, об этом. А вы в Москве сидите и вы об этом знаете? Ну, я должен следить о своей родине. Вы сами из Казахстана, да? С Актау. С Актау вы. Шевченко. Да. Понятно. Я потому что понял, потому что вы про Жетыбай говорите, и я сразу понял. Я вам скажу, Тарас, да, многие вот, я не говорю конкретно, что нация там и так далее, да, вот, которые наши казахстанские, русские, многие сначала вот говорили там, вот, там, до этой войны с Украиной там и так далее, говорили, что вот казахи, мы как братья там и так далее. Я не говорю, что это 100%, это где-то процентов 30, наверное, 40 так говорили. Ну, до этого 100%. Потом, когда начался конфликт, вот, да, война с Украиной, когда Россия на Украину напала, получается, и многие переобулись, и что самое, да, страшное, я думаю, то, что которые жили здесь, делили один хлеб, грубо говоря, да, они потом говорили, что надо вернуть Петропавловск, Павлодар России там и так далее, потому что это исконно их земля. Вот чего, извини, перебью. Вот чего, вот этого не хочу. Вот просто не хочу. Чего? Ну, возвращать, короче, России, там, Павлодар, блядь, там, Нет, почему Петропавловск. возвращать? Во-первых, это надо историю читать вообще про земли, да, если на то дело пошло. Сейчас, конечно, 21 век, об этом как бы, нет бы, чтобы там ваша Россия воевала, нет бы, как бы, 21 век, они как варвары, да, напали на Украину. И как бы, это независимая страна, что хотят, они у себя пусть делают, это как бы не должно касаться там. Захотят, туда ставить будут войска там, хоть Африки там и так далее. Это независимая страна.
Понимаете, да? Ну, нет, да. Да, вот насчет оккупации. Вот Россия зашла на Украину с оружием. Ну да. Зашла. И Тарас, вы считаете, что это не оккупация? Чем отличается, знаете, война от спецоперации, да? Почему объявили не войну, Путин объявил, а объявил спецоперацию? Вы понимаете, в чем разница вообще? Потому что Донецк долбили, короче, Нет, просто почему напросто на объявили протяжении... спецоперацию, а не война? Сейчас до сих пор там сколько погибших мирных людей. Я не говорю, что мне и... Ну, потому жалко, что в Донецке, блядь, умирали люди. Кто-то несет. Спецоперацию почему объявили? Почему отличается спецоперация от войны? Да Донецк, просто... знаете, нет? да, Тарас не в курсе, почему Донецк бомбили, как он говорит. Тарас, смотри, при аннексии Крыма участвовало минимум 4-5 бригад, то есть помимо тех, которые находились на территории Крымского полуострова. То есть там не была морская пехота, их более было 20 тысяч, плюс еще зашло где-то 40-50 тысяч российских войск. То есть после оккупации, дальнейшей аннексии Крымского полуострова, несколько бригад вернулись на место постоянной дислокации. И через неделю эти же бригады российских войск по учебной тревоге подняли и закинули в Донецкую область. Первая бригада, один из первых, которая приняла в 2014 году бой, непосредственно вступила в боевые действия вооруженными силами Украины, это была 18-я бригада, то есть российско-оккупационный контингент, который дислоцируется в Чечне. Российский, заметь, где служат россияне, то есть которые оккупанты. Они первые приняли бой в городе Снежной, то есть город Снежной. И первые потери, я даже пофамильно тебе могу их рассказать, кто там погиб, с какое подразделение, кто был убит и куда их отвезли, и кого там пепель собрали, просто ведром увезли, да. И их родителям сказали, если вы рот откроете, дадим волчьи билеты, и вашим детям нормальной школы не видать, и работу тем более в будущем, да. Вот. Это одна из бригад, которые мне 100% я знаю. И сколько было? Соответственно, никакого, скажем так, гражданской войны не было в Украине. Была антитеррористическая операция, потому что российские войска же пошли под ником ихтамнетовцев. Соответственно, это незаконные вооруженные формирования сопредельного государства, которые нету никаких опознавательных знаков. Потому это называлось АТО. Вот. Когда ОБСЕ, там вы говорите, кто-то их не видел, знаете, когда российские войска, как шакалы, как крысы, без опознавательных знаков бегают и не признаются в том, что они российские войска, конечно, никто официально, если государство не признает, их никто не будет говорить, что это российские войска. Все знали, кто они есть. Вот. Соответственно, там гражданской войной и не пахло. Понимаешь? Российские войска с первого же дня там участвуют и воюют и в Донецке, и в Луганске, и они, агентура, и дальше пошла, но они не смогли в Одессе, да, Бучу поднять. В Одессе их моментально как бы загасили. Примерно так. Так что не было там никакого гражданской войны. А дальше больше просто вы никогда не называете вещи своими именами, потому что Россия это трусливая страна. Вы войну в Чечне назвали как первую конституционную, наведение конституционного порядка, вторую антитеррористическая операция, третью там Грузию, там что-то там принуждение к миру, Сирии, опять же там помощь Башару Асаду, нелегитимному президенту, да, так называемому. Вашему президенту, когда журналист вопрос задал, я это собственными ушами слышал, почему вы нещадно бомбите Алеппо, когда ему вопрос задали, почему такие бомбы применяют. Ну, это наши новейшие разработки, в реально боевых условиях, чем их не испробовать. То есть мы пользуемся этой ситуацией, мы используем. То есть ваш президент, справедливо объявленный международный розыск на сегодняшний день, открытую признавал, что он использует бомбы для мирных городов, на мирных людей.
Слушай, извиняюсь, перебил. А вот как объяснить, короче, когда Петр Первый там забрал у Швеции территории, когда этот Крым тоже у турков отобрали. Вот как это назвать? Тарас, вы проиграли войну еще в Крыму в 1854 году. Не-не-не, Украина, он специально тащит в историю. Подожди, есть современность, есть развал Советского Союза и заключенные договора. Есть суверенные государства с 91 года, где официально были открыты посольства России в Украине. Если Украина не независимая страна, если Россия, она не признана как суверенным государством, какого как бы перепуга открывает посольство в Украине, украинское посольство в Российской Федерации и по всем бывшим союзным республикам. Соответственно, все государства признали друг друга как независимыми. И были заключены соответствующие договора. Вот. А то, что сегодня там к одному больному, ну, это, знаете, тысячелетний разрыв, когда ему вопрос журналист задает, такой тоже пророссийский пришел, там, пропаганда какой-то непонятный даже, журналист, скорее он уже не журналист, пришел, его спрашивает про начало, причины войны, он отсылается к Рюрику, да, там, тысячелетний, там, у него разрыв, там, Рюрик сказал, или кто-то сказал помочь ему, короче, Украине прийти и там освободить. Вот он, блин, вспомнил тысячелетнюю давность. Просто фантазировать не надо. Есть законы, есть современность и международное право. Если когда вам выгодно, как говорил наш первый президент Джохар Дудаев, когда вам на хвост наступает, вы бежите по всему миру, орете, где законы, международное право, там, ну, как бы хотим жить по законам. А когда вы чуть-чуть чувствуете себя более немного уверенным, вам никакие законы не нужны, никакое международное право не нужно, вы просто нападаете как варвары, то есть вы свою сущность раскрываете. Не надо отсылки делать куда-то в историю. Мы живем в другом веке, другие реалии. Мы же не будем до динозавров доходить. Ну, а вот что делать с Америкой, которая Вот раз я входит извиняюсь, да, в вот Сирию, входит меня- в Афганистан, еще куда-то, блядь, там лезет, блядь, там со своими ногами, вот блядь, на погаными. раз, я вот смотри, конечно, если по справедливости брать, да, то не все, конечно, россияне под одну гребенку. Есть многие, которые покинули территорию России, чтобы не воевать там, да. Как, ну, их кто-то называет трусами, кто-то предателями, кто-то наоборот. Даже вот сейчас у меня в Казахстане сейчас многие казахи не могут визу просто получить в Америку, да, уехать. Потому что сейчас у нас россияне едут через нас, ну, уезжают кто в Америку, кто там еще куда-то уезжают. Почему сделали это? Им легко можно визу получить для того, чтобы многие, ну, сейчас же мобилизация, и у них как бы своя тоже стратегия есть, чтобы выдавать визы. Сейчас многие уехали россияне в Америку. И когда, а кто не уехал, кому не дали там по некоторым причинам, они остались у нас здесь, в Казахстане. И как бы это, и вот это, что самое, да, то же самое получается, как вот Украина, как вот с Чечней, как с Украиной и так далее, что завтра будут говорить, что мы их притесняем и так далее, и тогда Россия, как бы, ну, по ее понятиям, она имеет полное право прийти к нам в республику, да, и освободить своих бедных граждан, которые у нас проживают. Просто Тарас сам ушел, да, или его? Ну, наверное, выпиши, оно слышно по голосу. Не, может он заикается, как бы. Ну, может, Возможно, коллега. Да, как бы тут это непонятно. Я извиняюсь, я не Поэтому- поздоровался, я всех приветствую, я из Украины. Да. Я Владимирович. был, я знаю, в гостях Анзор, вы у нас были в городе Хмельницком Мгм. с Исламом Белакием. Да, помню. Я вот видел фотографию, вы там возле Джохара Дудаева на мемориале. Да. Есть фотографии. Было. Вот я с этого города. Понял. Очень приятно. Приветствую.
Так, Жанна, по-моему, еще не успокоилась, да? Я просто этого Тараса не хотел материть, ну просто тут не такой контент. Я бываю на других чатах, там можно обматерить. Да, я вас видел тоже в одном чате, помню, даже ник помню. Да, я бываю, я подписан на вас и на Ютубе, и М, еще там Мгм, в мгм. одном нашем знакоме, Понял. Фархада, Я понял, да. вы знаете Фархада? Да, Вот вот, я ну, тоже, заочно знаю, да. да, вот я тоже бываю так на его стримах. Мгм, мгм. А вы вот Украина, вы прям, ну, проживаете там, на Украине, да, я как понимаю? Да. А в каком городе, если? Я не расслышал просто. Хмельницкий. Город Хмельницкий, Мгм. А, Хмельницкий. да. Я сам с Казахстана, с Алматы. Очень приятно. А, взаимно. Кадыровцы. Анура, вам надо приехать в Казахстан как-нибудь, как время будет у вас Тамерлан Хуевер. посетить. Оля, барык, Ладу Мне, кстати, шашоса вот пока. на теме мне вот имя дали, меня вообще полное имя, ну, Асланбек зовут меня. Мгм, Я сам казах с Атырау, но у моей бабушки была подружка близкая, чеченка она была. мгм. И она, когда я родился, и она как лучшей подружки говорит, назови моего внука. Ну, я тебе Честно. даю, чтобы ты назвал. И она назвала меня Аслан. Ну, а мы казахи, как бабушка у нас, как она? Ну, типа, Аслан, завтра дети будут, чтобы у них бег, ну, у казахов бег, это, как вы Да, сами понимаете, да, 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 типа, да. Асланбек, чтобы ей отчество было. И вот добавила, получается, а вообще мне бабушка, моей бабушке подружка чеченка дала имя. М. Поэтому я Асланбек, с да. чеченами с рождения связан, даже имя. Ну, значит, ты наш. А мы Да. твои. Да. Очень приятно, да. Очень А приятно. друг у меня чеченец, он получает, а его Ильяс зовут, Ну да. чеченца. Мгм. Ему от дедушкин друг дал, казах. М. И вот так удивляются многие. Ну да, как Тамерлан тут говорил, Тамерлан, кажется, говорил, да, Казахстан для нас уже, можно сказать, как вторая родина. Там родились, росли наши родители. Вот у меня отец родился в 51 году, а мать в 50-м. Вот. В Караганинской области. Кстати, вот я хотел вот сказать, да, добавить, я вот забыл до этого. Вот в чем вот нравится, да, чеченцам именно в том плане, то, что вот которые жили раньше в Казахстане, Мгм. они вот уезжали, я ни от одного, вот честно, вот мне не встречались такие, да, я ни от одного не слышал, что вот Казахстан там такой, сякой, там вот так и так. А вот которые, ну, конечно, не в обиду, а вот которые русские здесь жили и уезжают, многие Недовольны. говорят, что вот угнетали их тут, короче, это избивали, мы уехали и это сбежали, в общем-то. Ну, Вот я вот почему-то у них вот такое отношение. Вот сначала живут, а Мгм. потом уезжают, начинают гадить, ну, понимаете? брат, смотри, вот Я не как... все, конечно, не все, но в основном Ну, большее я количество. понимаю, да. В общем, Добрый вечер. да, добрый вечер. Спасибо Казахстану, спасибо Ичкерии, спасибо грузинам за поддержку Украины. Также украинцы поддерживали, Да, когда была война расистов в Чечне. да. Многие украинцы воевали на стороне ичкерийцев. Хотел, вижу здесь много расистов, обратиться к ним, что с вашего молчаливого согласия убивали чеченцев, убивали грузин, убивают украинцев, бомбили вакуумными бомбами сирийские города. С вашего молчаливого согласия убили Немцова, убили Навального. И самое странное,
какое-то у них, ну, я не знаю, рабское мышление и вера в пропаганду, в телевизор и так далее. Хотел еще один факт сказать, что уже есть полковник ГРУ разведки российской, который с 2014 года вторгся в Донбасс, и он имеет на телефоне видеодоказательства, как русские обстреливали тот же Донецк. Он занимался охраной изолятора, ну, там, где держали мирных и немирных, выбивали, убивали, ну, то есть там, и он уже, если посмотреть видео «ГУЛАГу нет», то он уже ему удалось выехать в Европу, і йому там дали повний, як то сказати по-російськи, захист і Убежище. защиту, да. Да, І защиту, він да. вже буде давати, доказати, ну, свідчити в Гаазькому суді. Он полковник или подполковник, по-моему, ну, очень такой, и он рассказывает, как им давали, мені трошки незручно говорити на російській, але я буду намагатися. Им давали приказ, чтобы они, когда в 2014 году вторглись в Донецк, использовали только снаряды и патроны, которые находились на территории Украины. Других там снарядов или, ну, озброения они не могли использовать, потому что только такое, что было на территории Украины. То есть под таким предлогом. Ну, хотел вам выразить казахам, повторюсь, ичкерийцам, грузинам, всем народам, которые стоят на стороне добра и справедливости, подякувати. Запрошую всіх у Львів, низько кланяюсь, і слава Україні, і слава Казахстану, слава вільній Ічкерії, і грузинам, і так далі. Всіх Спасибо. люблю, обнімаю. Дякую вам щиро. Дякую, дякую. Спасибо огромное, Дякую. спасибо. Мы то... Героям слава. Героям слава. Дякую. Кстати, хотел уточнить, ну, напомнить, я когда-то поехал в Киев, и меня спросили, на какой улице ты живешь, адрес. И я сказал Джихара Дудаева. И мне сказали, ну, у вас во Львове все время какие-то названия придумают. Ну, у нас есть улица Джона Леннона, Джихара Дудаева очень давно. Поэтому завжди пишався справжніми ічкерійцями, справжніми чеченцями. Дуже захопився казахами, які підтримують Україну, які не потерпають в тому російському болоті, які переконалися, які, ще раз, есть подтверждение на телевизоре Скобеева, или этот соловейный помет. Он, кстати, рассказывает, что Казахстан такой, казахов и азербайджанцев, таких наций никогда не было. Это были казаки, а стали казахи. Ну, и этот ихний рашизм, он все время, ну, намотан на це. І хотів сказати, коли Україна переможе, то переможуть всі народи, які хочуть бути вільними. Ми зробимо все. Дякую вам ще раз. Дякую, дякую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Да, конечно, мы помним помощь Украины, тех бойцов украинцев, которые приехали к нам в самый тяжелый такой момент, когда Россия вторглась в такую маленькую республику, без вооружения, без ничего, и встали рядом с нами. Вот, ну, я лично их всех видел. Байсагор, а яка запрос? Байсагор, запрос, а яка?
Вот я видел этих украинцев, вот, которые к нам пришли на помощь. Вы помогали нам, и мы сейчас стали рядом с вами. У нас есть батальоны, которые сегодня, ну, вы знаете, конечно, которые воюют против этих русских оккупантов. Даже в тяжелые времена, во время Голодомора, и тогда украинцы приехали к нам, то есть в качестве, как получается, ну, чтобы выжить. И мы помогли всем, что было у нас. И я надеюсь и даже уверен, что так и будем продолжать быть рядом и в хорошем, и в плохом. Но, в общем, как вы сказали, мы должны продолжать свою работу, мы должны завершить то, что нам навязали, то есть войну. Я почему говорю нам? Война против Украины коснулась и нас, касается и нас, чеченцев, касается азербайджанцев, казахов, грузин. Всех это касается, и Европы это касается. Мы это прекрасно видим и знаем. Вот, и сами европейцы тоже. Хорошо, что они поняли. И хорошо, что в мире поняли, что такое Путин, и что такое Россия, и что с этим злом надо бороться вместе. Я тоже вам скажу спасибо за все. Конечно, победим. Дякую, дякую. 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 Все, вам гарного вечора. Хай вас, як кажуть, Взаємно. береже Бог, Аллах. Взаимно. Дуже дякую. Все, до побачення. Дякую. Очень приятно, спасибо. Дякую. Дякую. Взаимно. Дякую. Олег, ты будешь кузя мало? Чувак, пошла, и все очереди в кухне, чувак. То Давай, ничего, що я ще й зроблю. акуратно, ще якого не чудують, а що? А я тут, По-любому, я только тут, так. я тут на орехах. Вот знаю. Дела, а şimdi на едем, пиряшек шаш, да, ты орешь, да. Заудей? Sunt переш știa mai Hoca să soțul voi. Hoca gălnășuș, aștușum. Так что за Элом душун. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيسنقول حخش ولا حوقت تجوا نعم يخ مدك بيعمل أصلا قيال هم داتنا سوس وزستم دويكوش أو مدك لبيع قم أتسقى قوس تجي دوكم دوبس гуш будуцун окуда полностью забитые гуш туцун метки ати гуш туцун шахал вах боцу халвах или халвах бош ашу срет кела цубоди ашу со теата бохта гиацу ал авапикел да ел моёлила хосан до твашдуй хосан до тваш бана донис а неуважение к старшим солдат шал Жан Баркал, такс, крыло, захова. Что тот русский что сказал? Поменялся? Жан Баркал, Аллах рискал. Красиво, да. Маша Аллах. Вы не поменялся, да? Не поменялся? Привет всем. Привет, Сергей. Привет. Приветствую. Как у вас дела? Хвала Всевышнему, все хорошо. Подожди, что теряется просто. Хорошо, Все как, хорошо. как у тебя? Что так? Вы откуда? Из разных стран. Вы откуда?
Из разных стран есть украинцы, есть чеченцы. Это понятно. Ну, Ну, я с Украины тоже. а в каком городе? Днепр. Днепр. А у вас, Сергей, есть вопрос? Или что-то сказать? А нет, ну чисто нормально просто. Скандала не будет, не переживайте. Это ж спокойный эфир, да? Конечно. Иногда. 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 Потому что ну, в некоторые эфиры заходишь, там вечно орут. Мы, не Орут, орем. орут. А ну смысл с этого? То, что покричаться, этого ничего не будет. Мы спокойные люди, адекватные люди. Любим мир, Ну, правильно. спокойствие. Я думаю, что ну, Да. смысл с этого, что ты будешь кричать, ну, не будет смысла. Абсолютно. Там, что я буду кричать, что вы будете кричать. Ну, смысла с этого ну, не будет никакого. Алла, Антон, я уже знаю, что подумал. Мгм. Ты только что сказал, мы спокойные люди. Я Мгм. уже подумал, сейчас ты скажешь, кроме Тамерлана. Я не сказал это, я промолчал. Ну, конечно, Тамерлан, Сергей, если не трогать, ну, если тронуть, то сделаем так, что пожалеют. Да, Тамерлан? Сергей, молодец. Всегда за, кроме голодовки. Голодовки. Да. А важно. Пластырь. Зато и я сижу вот сейчас довольно такой, чебуреки кушаю. Короче, рот-то уже вот есть. Вот теперь я стал уже завидовать. Султан, ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Ичкерия. Вот так вот. Анзор, можно вас спросить? Да, конечно. А вы знали такого блогера Дедусика? Где он был? Он погиб. Виктор Суходольский, а позывной у него был Дедусик. Да, где в Ичкерии? Не, он в Украине у нас погиб. В Украине, Он да? Такой был у нас известный блогер. А, Он блогер, встречался с блогер. вашими М, земляками. Лично не знал, а вот слышал, да, слышал. Но лично не знал. Ну, у него интервью есть, он я забыл, с Чеберлойским встречался, он как-то Муслим. брал. Я забыл, как его зовут. Муслим, да. Ну да, Муслим. Мгм. Вот у него есть видео. Мгм. Ну, я понял, о ком речь. 12 погиб, да? Ну вот в 2023 вот погиб. В прошлом году, да. Хотел сказать 2023-13 говорю. Да. То у него тоже много и флагов было, он такой коллекционер, и тоже флаг Ичкерии. Всегда, когда встречался на Ютубе в чат-рулетке, то он так тоже выставлял, Да. показывал. Чтоб А у него весь видели. флаг был расписанный, весь Помню, шейха Мансура. Помню, да. Буквально на днях видел его фотографию, вчера или позавчера, наверное, в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке там выражение, ну, соболезнования. Да. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бачу тут всі свої. Ну, конечно. Свои это кто? Вы даже здрасте, зашел к вам, вы даже здрасте не сказали. Русские, китайцы свои. Василько, я сказав добрий вечір. Добрый вечер. А кто ты тогда, если не свой, кто ты? Кто ты воин? Це ще питання кому? Это ему, он же сказал, что свои даже. Все, плюс ключу. Хорошо, давайте не будем ругаться, правильно? Да, мы не любим ругаться. У нас История. обычно русские ругаются. История Украины, вы знаете? Який смисл? Я знаю історію України. Задавай питання. Украина появилась в каком году? Началось. Ти маєш на увазі яку Україну? Сучасну чи прадавню? У нас в Україні були дві. Одна утворилася між двома світовими війнами,
І нинішня Україна утворилася, як і Росія, в 91-му році. Что, первое Ну да. бойство было с Хелексом, а второе с Россией, да? Давай тако, хлопче, давай я тобі ваш підступ. Ти розумієш все взагалі, що я говорю, чи мені краще твоєю мовою говорити? Ну, я разумею. Телячою мовою. Точно розумієш? Балака. Это все уже сразу по Та голосу слышу. неважливо, я йому зараз на пальцях поясню, де він є. Дивись, хлопче, звідки ти є? Донбасс. Чтобы другие поняли у нас тут. Донбасс. Хорошо, я вас понял. Замечание принято. Перехожу Не на понял, иностранный не понял, язык, а который называется понял. российский язык. Смотри, Донбасс. Давай телячою Дон- мовою. ага, Телячою понятно. мовою, я разумею. Иди лучше за кораблем, сразу Да скажу. не важно, подожди. Ну, давай. телячою мовою, давай. Я разумею. Смотри, Вася, может быть, ты разумеешь что-то, но другие не разумеют, понимаешь? Это не Ну, твои хорошо, фишки. Ты хорошо, зашел- давайте по-русски. Давай по-ивановски, да, давай. Ну, я тебе еще раз говорю, перехожу на иностранный для себя язык. Что, speak English? Ну, смотри, когда меня Чей всегда... Крым? Сразу спроси, чей Крым, и уже будет ответ сразу тебе понять. Ну, слушай, брат, я не знаю, этого чей Васи, ну Крым. дай поговори с ним. Давай, говори. Вася, говори. Я услышу тебя. Откуда ты? Я ж тебе сказал, Донбасс. Донецка угольно-добывающий Луганск, бассейн, да? Луганск, Луганская. Область. Угу. Понятно. Чё, Хорошо. город? Ну, так что ты хотел мне спросить по истории Украины? Скажи, Украина в каком году создалась и кто ее придумал? Украина как самостоятельное государство Самостоятельности нет в Украины. в 991 году, как и остальные 15 республик, которые получилось. Подожди, суверенитета никто не... Вопрос. Суверенитет. Слышишь, дед, с Луганска. Вопрос нет, задал, да, нет. ответит человек. Наконец-то. Узнал, да? Ну так я тебе же ответил. Украина как суверенное государство. 1991 год. Хорошо, а подписали сколько стран суверенитет? Нас Не тупи, признало не тупи, большинство только не стран тупи, мира. не тупи, Вася. Сколько подписало стран суверенитет Украины? По-моему, ты Народ, висишь стоп. со своей Народ, методичкой, понимаешь? стоп, народ, стоп. Который из Донбасса, да? Вася это ты, понимаешь? Поэтому я тебя назвал Вася. И не стоит называть другими Вася. Что-нибудь новое придумай, Вася, хорошо? И нормально, не перебивай, отвечай. Слушай, если ты задал вопрос, слушай ответ. Зашел сюда, начал умничать, давайте без оскорблений там и так далее. А сам начинаешь очень много пикать тут. Нормально разговариваю, жди, когда ты задал вопрос, жди ответа. Задал вопрос, ждешь, или там он задает, ты отвечаешь. Не надо перебивать тут. И Вася, это мы называем Васру. Пердун старый. Да, надо иметь мужество выслушать. Ну, в этом случае, ну, например, у нас есть в Белой Церкви историк хороший, дядя Виталик. Вот Да, он, да, у него Бог нервы передачи. железные. У него нервы железные. Включи микрофон. Цивилизация дошла до вас, короче, российская. Российская. Ему надо сменить методички. Русский Не то мир. надо. Просто Дядя Вася, включи микрофон. там везде опасность. Этому Васе надо напомнить, кто дань платил, когда Москва дань платила. Орды, да, 300 лет. Дань платила. Россия платила 300 лет, Орды. Московия, такие тогда России не было. Московия. Ну, хорошо, Московия. А где была Украина? На Украине?
Хорошо. Украина была. Так я тебе говорю, вот, ну, вот ты такой вот плоский, вы все такие пропагандоны плоские. Вот смотри, 1991 год. Вот получилось такое государство, как Украина и остальные, вот 15, есть 15 республик СССР. Вот 91 год. Вот все получилось. Ну, дальше что? Ну, Хорошо, вот сколько, я ж вам и хатчикам, и украинцам задаю вопрос. Хачики. задаю Аргейн вопрос. Валана Наост. Сколько? Вася, кто такие хачики? Вася, ладно, Вася, подожди. Хачики, кто такие А хачики? сколько Подожди, кто такие хачики? Хачик, сколько стран подписало суверенитет Украины с 91-го года? Вы ж мне, сука, ответьте, а потом будете... Послушай, Я сам- Наташа. Сучины. Подожди, нет как-то смысла это говорить. говорится. Вот оно себе читает и все. Хрюшка. Хрюшка пришла и Просто, хрюкать ну, начала. Нет. Нет, Это народ, подождите, Наташа. народ, подождите. Как Смотри, было? послушай, пожалуйста, Вася, сегодня у нас Анзор тут у нас старший, да, пожалуйста, заходи завтра в эфир. Ты свободно можешь, короче, мы будем на родном языке разговаривать, да, на родном русском языке, короче, по-русскому, как положено, да, мы будем с тобой разговаривать. Поэтому завтра заходи, пожалуйста, 19:00. 20:00 по европейскому времени заходи, мы поговорим на твоем языке, Вася. Ведущий, я говорю сейчас на иностранном языке. Ну, Ну так, чтобы вам было понятно. да. Вася, я говорю с тобой. Не, я всегда еще со школьной скамьи говорил, когда мне спрашивали, какой ты иностранный язык знаешь, я всегда говорил русский. Послушай, дорогой, русский язык это не иностранный язык, так что не Для надо. меня, Процентов 60% тюркского Я и Алейкум салам. иностранний. Я розмовляю українською мовою. Давай з тобою так поспілкуємося. Тобі буде зрозуміло. Давай тогда разом. Я-то пойму. Я могу с тобой на Ну, так, чеченском все, поговорить. давай. Ты нет, Давай, ты поймешь давай, меня? давай, щоб іншим ти будеш перекладати, хорошо? Послушай, дорогой ты мой, ты сейчас зашел вот Алейкум именно салам. к чеченцам на стрим. Давай поговорим сейчас на чеченском. Так вот, ведущий меня попросил говорить на русском, чтобы все понимали. Я говорю на русском, но я и сразу говорю, что для меня это Я не иностранный знаю, язык. если ты Так человек, же, как смотри, и для если чеч- ты человек Не без перебивай, юмора, да, пожалуйста. Так же, как для послушай, ты не чеченцев, перебивай русский меня, язык слушай, тоже дорогой ты мой. иностранный. Ну, чеченцы, Блин. ну что, для вас не иностранный язык русский, нет? Вот. Для меня русский языка нету, блин, вообще, слушай, ты вообще о чем, блин, тут говоришь? Для меня русский язык это проститутка, я извиняюсь, Анзор, конечно. То что, мне на нем не говорить или что? Я Аллах. Ты милак очень... А? Когда Вообще, другие что люди худеют, не что? говорят О ничего, чем? потому что твой юмор никто не понимает, кроме нас. Или, Я да, вас понял. Да, у него такой юмор, короче, он хотел сказать, что такого языка нету, чтобы это было иностранным. А Анзор Адул что? ну, я имею в виду, давайте определенную тему. Ну, для меня тоже, например, не существует вообще Россия. Все, я стер ее везде. Ну, вообще Да, говоря. своих земель не имеет. Все земли захвачены. Поэтому Тамерлан говорит, поэтому Тамерлан сказал, хотел, такой юмор у него был, чтобы ты понял, но ты сразу Да, не да. понял. Просто давайте не будем так, это самое, просто давайте о Просто чем-то тому поговорим. Васе, который, да, заходил, он не может понять, что некоторые страны не имели своих названий, аж потом Галия, потом превратилась в Францию, там, Нет. там Смотри, еще Тамерлан, другие страны. Тамерлан, ты не обижайся. Можно, подожди секундочку. Тамерлан, ты не обижайся. Смотри, я говорю на русском, но мой родной язык украинский. Поэтому, если мой родной язык украинский, значит, для меня российский не родной. Тоже чужой. Но просто вы его понимаете, я с вами говорю. Но если я буду говорить на украинском, вы меня не поймете. Так, Нургуль, Я лучше промолчу, короче. Нургуль, заходи, принимай, пожалуйста. Принимай, Нургуль. Очень интересно, короче. Интересные вещи ты говоришь. Принимай. Русский язык Да, это да, и пошел, да. это и есть диалект украинского, как наши историки говорят. Это 60% русских слов и тюркских слов. И
Так, подожди-ка, Украина, подожди, ради бога, тут сейчас Так. зашла, на. Давай, слушаем тебя, Нургуль. Тех за Украину предатели мусульман бывают друг друга, а это предатели Палестины. О чем ты вообще? Объясни, пожалуйста. А то пишешь ты очень хуже, чем я. Вы же знаете, что Палестину убивает Израиль, да? Ой, Да, знаю. Америка. А вы, мусульманы, защищаете этих дьяволов. Каких дьяволов? Мы сейчас в Израиле? Вы за Украину. А вы откуда? А я с Казахстана. Мои предки турки. Подожди, не, народ, подождите. Окей. Пусть Аллах покарает тех мусульман, которые убивают друг друга из-за дьявола. Так, послушай, дьявол, А вы подожди. за дьявола. Сейчас уже моя Палестину очередь. убивают. Ты уже высказала, подожди, ты уже высказала. В 1994 году по 96 год, когда чеченский народ истребляли. 1999 по 2009 год, когда народ чеченский истребляли. Было убито 350 тысяч мирных жителей, из них 42 тысячи дети. Владимир Владимирович Путин, ваш брат по крови, приехал в Казахстан, Астану, и там сказал, если надо, мы будем воевать и с Аллахом. И на Аллаха найдем управу. Прямо у вас в Казахстане Путин сказал, что мы будем мочить их в сортире. И при этом даже 5 казахов не приехало помогать чеченскому народу. А наоборот, власть Казахстана поддерживала Российскую Федерацию против чеченского народа. Сейчас у меня ответ тебе. Вопрос тебе. Что ты скажешь про это? Я включил микрофон. Слушаю тебя. Включи микрофон, пожалуйста, и дай мне ответ. Включи микрофон, или до вас что, не дошло русский мир еще? Русская культура не дошла? Давай, включи микрофон включи. Ведущий, она гуглит, как отвечать, не спеши. Кстати, Дай пусть Россия время. даст Оренбургскую землю, Пусть это подготовит. Казахстан. Понимаете, зашла тупое существо, по-другому никак не могу я сказать. Ничего не знает про Украину, ничего не знает, что происходило у нас и так далее. Вообще ничего не знает. Она единственно увидела президента Зеленского, который там поддержал Израиль. И кроме этого словесного разговора, больше ничего не было со стороны Украины. Понимаете? Заходи заново. Ведущий, скажу пару слов. Спасибо вам. Я вашу страну люблю. Надеюсь, она будет независимой, потому что есть у меня, есть у нас ваши братья, которые у нас плечом к плечу. Я сейчас вас покидаю, потому что уже не могу говорить с вами. Но я на вас подписался, я еще к вам приду, если Спасибо. позволите. Береги себя. Хочу дождаться и увидеть, как Россия сгорит. Иншаллах, по-любому сгорит. Так, Будьте здоровы. до побачення. Спасибо. Так, Нургуль, ответ, пожалуйста. Я тебе задал вопрос, конкретный ответ. С 1994 года по 2009 год уничтожался мусульманская нация под названием чеченцы. Что вы сделали, чтобы защитить эту нацию с 1994 года по 2009 год? И почему у себя принимали Путина? И почему русские, которые проживают на вашей территории, Казахстан, приезжали к нам воевать как наемники, сражались, убивали чеченский народ, а потом ехали обратно и находили защиту у вас, на ваших землях Казахстан? Почему, Нургуль? Я помню, да, в те годы приезжали много беженцев в Казахстан. Да, дальше. Ну, просто я хочу сказать то, что когда началась война, чеченцы защищали Россию. Хотя В каком году чеченцы защищали Россию? их В каком предки году? умерли от российских. В каком году чеченцы сражались за Россию? В каком году? Когда? Ну, когда началась война в Украине.
У меня уже мозг, я не понимаю, что происходит. Жахар Дудай, ой, как его Вот зовут? смотри, алло, Наргул, смотри. Тебе только что был А задан их нормальный вопрос, их ты- предки ты- умерли ты на войне на- у русских, а слушай, теперь они ты даже речь защищают не можешь русских связать как нормально. предатели Даже речь не подожди. можешь. своего народа. Так, народ, Игра, Сабадила, пожалуйста, без меня. Я сейчас пытаюсь понять эту женщину, у меня сейчас в голове кипяток, я не могу понять ее. А кто для тебя предатель? Те, которые воюют на Украине против России, или те, которые воюют за Россию против Украины? Кто? Изам, Я хотела сказать, что вообще вот Чеченова, когда была война с этой, я помню этого чистилища, как там война была. Ты посмотрел фильм? Да. Нет, вот Заболит, а я как воевала, да? А теперь, когда началась война с Украиной, чеченцы начали защищать Россию. Смотри, Забыли про своих это понятно. Подожди, дай мне понять себя, дай мне понять. У меня вопрос к тебе. Не убивайте друг Кто для друга. кто для тебя, короче, плохой? Тот чеченец, который воюет за Россию, и тот чеченец, который воюет за Украину против России. Кто для тебя плохой? Обе. Я не хочу, чтобы вообще эта война, хочу, чтобы прекратилась, черт его знает. Ага, хорошо. Ты сейчас упрекнула чеченцев из-за того, что некоторые чеченцы воюют за Россию. У меня вопрос к тебе. После 30-х годов, как было убито до 8 миллионов казахов, почему казахи воевали за Советский Союз? Когда Советский Союз уничтожил, убил голодомором до 8 миллионов казахов, почему в этом же Советском Союзе казахи воевали за интересы Советского Союза против фашистской Германии? Можно ответ? 15 республик же, например, как его, этого Гитлера отхерачил. Ну, естественно. Когда 15 республик. Потом Америка развалила это 15 республик благодаря Горбачеву. И потом он добивает это Америка. У тебя мозги есть нормально, да? Это непонятно, что ли это? Ты можешь на один вопрос хотя бы нормально ответить? Или ты тупая, короче, я не могу понять. Сам ты тупой понял, баран, Послушай сюда, послушай сюда. Короче, так иди, короче, за русским кораблем, короче, прости, Маша. Так, Сабадин, حيازة فتش يوم مليون حوري دي تقدر دوي تعيون ترى حقوقه نقدر يرو يلو حوري دي تقدر داس عيالا ترى حبيخو هم بالي لي زود عن مدرة حشو عباش نقبل على دوي حشو يلقيهم شو يوسف يتصدوي حيباش تك حياته وشو حيباش يبوش ومي حيشوره Тамерлан, Я тебе объясню, Тамерлан, вообще сразу блокируйте язык, очень. Матишки, Аэли, давайте, смотрите, Соболевич, уберем этот бардак, давайте поменяем тему, а то действительно Тамерлан, неудобно. Анзор, я сейчас понимаю. просто отвечу вот так, это Нептун Юдо из Казахстана, Нептун, я сейчас отвечу. Она, смотри, она, с одной стороны, смотри, какая тупая женщина, я по-другому не могу сказать, насколько тупая женщина, что она зашла, говорит, перед этим она пишет комментарий. Те, которые воюют за Украину, они предатели. То есть ловят сторону России. Говорит, что они предатели. Зашла в эфир, она говорит, короче, вы типа поддерживаете, короче, Израиль. То есть, оказывается, мы поддерживаем Израиль против Палестины. Потом я ей задал вопрос, женщина не может ответить на этот вопрос. Потом она говорит, что вот как вы могли воевать за Российскую Федерацию, которая убивала ваш народ, понимаешь? Когда опять я задал вопрос, она опять уже начинает говорить, что и тех она не хочет, чтобы эта война была. При этом я ей задал вопрос. То есть она упрекает в том, что некоторые из нашего народа воюют за интересы России. Из-за того, что типа вот ваши воевали, Россия воевала против вас, а как вы можете типа якобы воевать за Россию? Но при этом я задал вопрос ей, как казашку, чтобы она поняла, что до нее дошло, что во время 30-е годы Советский Союз уничтожил голодомором по разным оценкам от 2 миллионов до 8 миллионов людей из ее народа. И говорю я, как вы можете спустя 14-15 лет воевать за интересы Советского Союза?
И она начинает, там воевала 15, короче, 15 республик, говорит. А сейчас что, воюют только русские чеченцы, что ли, против России? То есть против Украины, то участвуют только из Чечни и России, что ли? Сколько республик входит в Российской Федерации? Я реально такое тупое, короче, обезьяны я реально не видел. Так, сменяем тему, другую тему. Али, я понимаю твою реакцию, но просто ты тоже пойми, люди заходят, не имея никакой информации, что у нас произошло, что происходит сегодня в Украине, они там чистилище Барицев, чистилище, фильм смотрела, что ли? Невзорова там, посмотрела, да, вот, ну, и у него вот это чистилище в голове сидит, она ничего не знает, будет это он или она, без разницы, просто не выноси себе нервы, пойми таких людей. Да, действительно, пропаганда хорошо поработала России. Не надо нервничать. Сириусу больше не наливайте. Да, давайте о чем-нибудь другом. Так, Имину. Так, слушай. Эмоциональным шадеш дорогой там, на самом деле. Тамирова. Сомак эмоционально, спокойно. Сомак шунуцбая. Да. Так, у нас тут еще Вася. Ну, короче, давай посмотрим, что скажет Вася. По телевизору крутит. Я помню, как нам в школу. Ну здорово, хохлы, пидорасы, ичкерские обезьяны. Хрю. За мамой. Мама, привет от нас, от всех, от чеченского. Очередной аквафреш. Короче говоря, Наташа не туда пошла. Ну, или точнее, не сюда. Он как Киркоров не в ту дверь зашел. Послушайте, дорогие вы мои, смотрите, вот как Али говорил, когда Анзора не будет здесь, да, пожалуйста, добро пожаловать. Вот всем Наташам советую. На вашем языке вот да. А сегодня мы просто как-то стараемся, да, вот, ну, чисто между собой общаться. Да. А так, короче, тут, по-моему, все знают, да, как мы с Наташками обращаемся, как мы их любим. Ну, все нормально. Так, кто, о чем, когда, где, когда? Наташки есть, Наташки. По-моему, я так думаю, сегодня день пьянки, по-моему, да? Все, кто сюда не заходят, пьяные. Но у русских это каждый день. Как суббота, так сразу. Не, у русских каждый вечер это пьянство, короче, так что не удивляйтесь. Тут спрашивают, Али, вы до сих пор в Ичкерии? Это Али вопрос задают. Мне показалось, что вы до сих пор в Ичкерии. Что-то эти люди странные какие-то. Они думают, что вот именно чеченцы, вот многие, ну, это сейчас, кстати, не к тому, что написал в комментарии, да, что почему-то чеченцы должны находиться все время в Чечне. То есть мы не имеем права вообще нигде выезжать, жить в других странах. То есть на свободу права передвижения. Вот как раз эту политику, они же все вот это вот 30 лет проводили. Чеченцы-террористы, чеченцы-бандиты. Закрыли информационное пространство и на весь мир трубили, да, делали из нас мировое зло. К сожалению, да, у них получилось. И да не, ну, и сейчас даже проблема возникает получение визы, да, мы не можем визу получить нормально. В связи с этим ихним ярлыком, который повесили они. Но, алхамдулиллах, как у них самих есть пословица, не рой чужому яму, в эту яму сам попадешь. Они эту яму нам рыли, мы-то выйдем
хвала Аллаху, с этой ситуации, уходим потихоньку. Но они сами попали в эту яму теперь. Они сейчас в роли террористов. И главное, их преступник, который их возглавляет, объявлен в международный розыск. Да, да, к сожалению, пока так, но потихоньку уходим. Так что вы приехали, русские, и мы будем делать все то, что от нас зависящее, чтобы вас еще дальше туда гвоздь в ваш гроб забивать. Ибраим, они думают, что мы чеченцы, да, что тоже рабы такие, как они, понимаешь? Они думают, что мы должны быть похожими на них рабами, что мы не имеем права якобы из Чечни выезжать, там жить, в других странах, я не знаю. Это у них, да, они-то рабы, они там и живут. Анзор, можно вам вопрос задать? Да, конечно. А как вы считаете, Гиркина могут убрать так же, как и Навального? Могут. Ну, то, что давайте начнем, наверное, с того, что все знают, понимают, что Навального убрал Путин. И даже тогда, когда его посадили, было понятно, что его уберут, что он живым оттуда не выйдет. Вот. Гиркина, других, возможно. В России все возможно. Вот я сегодня думал, даже видео выложил такое новое. Сколько людей убил Путин, таких известных журналистов, генералов там и так далее. И считал их. Там Александр Лебедь, генерал, он его убил. Трошева тоже он. Там сколько, Анна Политковская, сейчас Навальный, всех убрал со своего пути. И даже если кто-то появится сегодня, там какой-то противник или какой-то критик, за которым будет какая-то поддержка или стоять люди, вот таких людей Путин будет убирать. Вот. И все это как-то получается перед выборами у него это так получилось убрать Навального. Как бы, да, я тут сегодня читал, мол, это как бы невыгодно Путину, что убрали Навального, например. Некоторые не верят, что Путин убрал Навального. Я верю. Он способен на это. Да, так же, как и Литвиненко. Вот тоже Литвиненко схожесть такая. в чужом государстве, там, полоний, да, радиоактивное, опасное, отравляющее вещество, использовал это. Да он плевал на всех, этот Путин. Убили Зелимхана Яндарбиева, нашего второго президента, в Катаре. Просто взяли и взорвали. В чужом городе. И притом еще там, я, кстати, у Зелимхана Яндарбиева был дома, я помню, где как находился его дом. Его убили по дороге в мечеть, машину взорвали. И, знаете, штаб, главный штаб ЦРУ находился в Катаре и не очень-то и далеко. То есть перед носом у этого ЦРУ взорвали Яндарбиева. Так что Путин – это опасная вещь. Неадекватная. Да, они умело манипулируют вот этим свободными государствами. У них везде, повсюду натыкана эта агентура. Да. Они понимают, что здесь закон, даже иногда совершив преступление, успевает в большинстве случаев, к сожалению, уехать обратно, вернуться к себе в Россию. И там в России уже их очень тяжело достать. Им не выдают они фактически, да, своих преступников. И здесь выходить, орать за свободу слова, за ущемление русского языка, они могут. Они могут кидать вызовы, допустим, почему давай приезжай сюда, давай приедь туда, здесь поговорим, там поговорим. И также одновременно они могут воспользоваться правами и свободами демократических стран. Они очень хорошо сидят на двух стульях. Вот Финляндию возьмем, да, пример. В городе Турку хотели закрыть русскоязычные школы.
народ русские стали, вышли на акции. В связи с тем, что там более 100 человек вышло протестующих, это не прошло. Уфины передумали, то есть, да, ну, задумались, отложили на какой-то другой срок. Как говорил Дудаев, вот реально хотелось бы, да, как вот они воюют, вот так же с ними воевали. Вот пока так этого не произойдет, они не поймут. Они вот эту гуманность используют против, то есть нормального общества, нормального демократических стран. Пока с ними также не будут воевать, также не будут вести борьбу, они этого не поймут. Вы чечен или кадыровец? Я Северной Кореи. Ким Чен, мой президент Ким Чен. Ким Чен Ир. А вот они из Чечни есть, с Украины. Гон, слушай. Салам алейкум еще раз, дядя Анзор. Вот я Алейкум салам. хотел бы с вами, знаете, немного такую тему, я бы хотел историю первой кампании, второй кампании чеченской, вот более подробнее о ней поговорить, если можно, если Конечно, конечно, брат. готовы рассказать. Мне просто интересно судьбы полевых командиров чеченских, да, вот, допустим, ну, Хамзат Гилаев. Асма, можно тебя перебить? Просто, пожалуйста, не называй компанией. Или там чеченская, российско-чеченская, брат. Российско-чеченская война. Все, договорились. Полевые командиры Хамзат Гилаев, Салман Радуев, потом Шамиль Басаев, кто еще там был? Доку Умаров, по-моему, еще был. Да. Вот, и у меня такой вопрос. Вот эти вот полевые командиры, они как-то между собой делились ли, либо они все были как-то за одну идею, или каждый из них как бы самостоятельно какие-то свои решения принимал? Можете как-то поподробнее об этом рассказать? Потому что очень интересно. Имеется в виду первая русско-чеченская война или вторая? Ну, в первую понятно то, что, получается, после смерти вот вашего отца, соответственно, они же все, как я понял, правильно понимаю? Да. После 2005 года, получается. Получается, вот эти вот командиры, они под одной эгидой выступали, или они все по разным сторонам ушли? Вот этот момент хотел бы уточнить, потому что нигде информации нет. Цель, конечно же, у нас всегда была и остается одной. И первая война, и вторая война. Конечно, мы воевали против русских оккупантов, защищая свой дом, за свою родину. И цель у нас была освободить нашу землю. И как говорил, к примеру, мой отец, он говорил, что мы боремся, чтобы добиться гарантии безопасности для нашего народа. Чтобы мы были уверены, что больше никогда ни Россия, ни какое-либо другое государство не вторгнется на нашу территорию, что нас ни в чем не обвинят, как русские это всегда делали, там террористы, исламские радикалы и так далее, без причин. Вот за что мы воевали. Ну, я всех перечисленных знал лично, и Салмана Радуева, его убили в тюрьме, Дока Умаров, его убили, да, воюя с оружием в руках, он воевал. Очень много фамилий, таких, которых я могу перечислять, да, там Умал Тадашаев, Шамиль Басаев, Али Адаев, Турпалали Адгириев, там Руслан Алихаджиев, там братья Ахмадовы, их очень много. И вот все боролись против оккупанта, против оккупации. Ну так это, если коротко. Еще один такой вопрос. Смотрите, получается, когда Россия хотела поставить, скажем так, наместника именно на территории Чечни, там же до Кадыровых были Ямадаевы, да, по-моему, какие-то братья были. После. Они появились после, примкнули, в общем. Так, когда Кадыров появился, да, он появился в 95-м году, стал муфтием. А до этого он был заместителем муфтия нашего Алсабекова, фамилия его. Он, кстати, уехал в Казахстан и там жил.
Вот, и с 95-го нашим муфтием Ичкерии всегда был Кадыров. До 99-го года, когда он поехал в Москву, в то время, когда на нашу территорию начали стрелять артиллерия, бомбить вот эти ракеты «Земля-Земля» по базарам, по родильным домам, по мечетям. Вот. И в это время Кадыров поехал в Москву на встречу с Путиным. То есть он уже снимает с себя маску. Хотя до этого мы говорили о том, что он работал на КГБ еще с тех времен, когда он учился в Бухаре, в Исламском университете. Вот, и уже в 99 году Кадыров снимает с себя маску, то есть Путин назначает его там своей марионеткой, куклой. И почти одновременно появляются и братья Ямадаевы. Они там сдают Гудермес, там некоторые села, другие села, и уже работают на Кадыровых, на Россию. Все, понял. Я хочу Али ответить, почему казахи в то время не поехали на территорию Чечни. Я, конечно, молодой, там в это время я там еще ребенком был, соответственно. Смотрите, во-первых, тогда не было интернета, и, в принципе, народ Казахстана, само государство Республика Казахстан, это не исламское государство. Мы придерживаемся религии, альхамдулилля, мы все мусульмане. Вот, если бы, допустим, это было бы в наше сейчас время, соответственно, весь мир бы поддерживал Чечню, это бесспорно. Вот это, во-первых. Во-вторых, смотрите, здесь ситуация такая, что вот эти вот муфтии, да, которые на территории Чечни сейчас, допустим, которые есть, которые масхабу придерживаются, они ли говорили то, что все вот эти вот ополченцы, которые сейчас воюют против России и так далее, то, что это все ваххабисты, то, что у них там акида неправильная и так далее, понимаете? И народ Казахстана верил этому, потому что не было людей, которые с той стороны донесли бы до нас вот эту вот мысль и истину, понимаете? Вот это есть, я думаю, основной аргумент, почему на территории как бы Чечни не было моих собратьев казахов. Вот. И за женщину, которая до этого была, я извиняюсь, там у нас много таких, которые в принципе не разбираются в ситуации, просто там что в голову приходит, то и говорят. В принципе, ситуация она такая. То есть здесь больше религиозная тематика сыграла. То есть мы все верили в то, что они там останавливают террористов. Они же там сценки играли, как будто какой-то там ваххабист захватил жилое здание, там Кадыров с ним поговорил. Соответственно, вот Кадыров молодец, на правильный путь человека поставил. Вот, мы это так видели. Соответственно, как время прошло, информационное поле открылось, все, в принципе, стало на свои места, и все стало понятно. Осман, во-первых, когда мы так говорим, это не упрек казахам, казахскому народу, но когда казах или там таджик, или узбек, или киргиз, или дагестанец, или ингуш, или там кто-то украинец, белорус, когда кто-то начинает упрекать чеченский народ, сперва спрашиваем, откуда, как, чтобы привести пример, понимаешь? Поэтому мы так должны отвечать, мы должны так говорить. Поэтому я сказал, она нас, чеченский народ, она нас, чеченцев, упрекает, что почему там вот вы там предатели из-за того, что мы поддерживаем Украину. Почему мы должны быть предателями. Также она сказала, что, например, вот Россия убивала нас, то есть Россия вас убивала, а вы там воюете за Россию. Поэтому то же самое я задал вопрос. Тогда почему казахи воевали за Советский Союз, который уничтожил от 2 миллионов до 8 миллионов казахов? Понимаешь, это не упрек казахам, а это именно ей, чтобы она задумалась. Вот таким, поэтому мы так говорим. А когда мы, брат, не отвечаем, вот так, именно так и не отвечаем, до людей не доходит это. Поэтому это не упрек было казахскому народу и даже другим народам. Просто люди любят, когда мы молчим, брат, когда чеченцы молчат, пытаются, чтобы не делать лишнюю фитну там и так далее. Нас называют нацистами, нас называют террористами, нас называют бандитами. И как хотят, и так и крутят, и так, как хотят, и так и на нас наговаривают. Чтобы этого не было, мы сразу приводим, из их же истории приводим сразу, чтобы они поняли, что до них дошло. А так упреков со стороны у нас нету. Альхамдулилlah, что мы не нацики, а мы чеченцы.
нормальные мусульмане, да, которые соблюдают свою религию и хотят, чтобы нас поняли тоже, как мы понимаем вас всех, чтобы нас тоже так же поняли другие. Все, спасибо за ответ. Пожалуйста. Гун. Салам алейкум, Али, салам алейкум, Анзор, Тамерлан, Ибрахим. Алейкум салям. Украину. Жалко, Анзор ушел, хотел сказать ему, здесь сидят многие люди, которые отцы рожденные где-то в Карагандинской области, также рожденные в нашей Павлодарской области, я сам с Казахстана. Поэтому хотел поприветствовать всех братьев моих чеченцев и пожелать им независимости от русского мира и благополучия, процветания только чеченскому и ингушскому народу. Сейчас он, дякую, друзья, сейчас он придет. Анзор сейчас, насколько знаю, Анзор отец, рожденный в Сейчас. Карагандинской области был. Дудаев Джухар был со мной в одной деревне в Береговом, Павлодарской области рожденный был. Поэтому я как-то жил и знаю более-менее. Али, я просто хотел, я сам слышал, с тобой всем согласен. Не надо с женщиной спорить. Али, мужчины, у нас есть устаз, который всегда был. Мы, мужчины, намного выше. Мы не должны спорить с ними, которые не дают нам, понимаешь? На тот момент ты сейчас показал, так вот казах обиделся, например. Я с Казахстана тоже обиделся. Не надо делать так. Смотри, Гон, смотри. Будто женщина, будто мужчина, старший, младший, мне абсолютно наплевать. Я согласен с тобой. Гон, смотри, послушай, пожалуйста. Да, что же. Ко всему уважению к тебе просто и к твоему народу послушай. Когда чеченский народ оскорбляют, когда чеченский народ пытается задеть, я любому отвечу. Хоть он даже мой друг настоящий, с кем я делил последний кусок хлеба, я ему отвечу, потому что никто не имеет права упрекать чеченский народ. Чтобы упрекать чеченский народ кому-либо, они должны пройти на чеченской обуви, да, весь этот путь. И также чеченцы не имеют права упрекать кого-либо. Подожди, брат, наша цель – это разъяснить, объяснить, донести людям. У нас обычно тема была донести до русских, но потом это перешло донести до стран СНГ, понимаешь? Потому что народы, которые проживают в странах СНГ, да, вот у них тоже такое же мышление почти, как у россиян, по отношению к чеченцам. Анзор, салам алейкум. Валейкум салам, брат. Это последнее время что-то начало. Анзор, насколько знаю, Карагандинский отец был, правильно? Да, мать и отец родились в Карагандинской области. Да, мы в Казахстане знаем это. Али, просто хотел сказать одно, брат. Я с тобой полностью согласен, никто не может оскорблять никакой народ. Но не забывай, что когда переселение было чеченцев, ингушей, казахи помогали, встречали. Мы не говорим, что там каких-то там что-то благодарности. Не надо. Но помни, что казахская земля была всегда, мы всегда рады вам. Вторая война была также, когда в войнахе приехали, также встретили всех чеченцев, ингушей. Даже в Павлодарской области боевой командир получил паспорт германской страны, там шум был. Я не знаю, Анзор, может, слышал когда-нибудь, там был шум Павлодарской области. Слышал. Паспорт. Гони. Можно так ладно говорю, потому что... Подожди, пожалуйста. Никто, во-первых, да, не забыл, вот чеченцев не забыл, да? Амирлан, я не прошу, чтобы забывали, я просто... Пожалуйста, казахи всегда были за чеченцев, за ингушей. Смотри, мы это не забыли, дорогой ты мой. Вот ты сейчас опять же начинаешь вот такой тонкий намек, да? Ну ты, пожалуйста, тогда и говори обратную сторону тоже. Когда в 94-м, когда в 99-м, да, началась вот русско-чеченская война, что вместе с Российской Федерацией, к сожалению, да, вот, к сожалению, были и граждане Казахстана. Слушай, Тамерлан, подожди, Саварду, я тебе скажу, столько русских в Казахстане живет, что, бля, с Казахстана много русских уехали, сейчас в Украине воюют за русских. Ну и что должны они, что, казахи? Ни один казах не пошел воевать против чеченца. Ни один казах не пошел воевать против чеченца. Ну вот видишь, ты начал, вот смотри, подожди, нет, ты сейчас, подожди сейчас, ты сейчас начал оправдаться, а когда мы отвечаем тем же, я с уважением отношусь к чеченскому народу. Да?
Я к Не тем, надо нас тогда упрекать, любой пожалуйста. казах относится, там Не Мирлан, надо нас дайте скажу, упрекать. что вы пользуетесь то, что у вас стрим, ладно, пользуйтесь. Просто я Вы хочу не донести до пользуетесь, вас. послушайте, Сказать, дорогой. сказать с уважением Подождите, относиться к подождите, тем, народ. Гон, подожди. Гон, субханаллах. Не показывай свое истинное лицо. Я не до сих буду пор- показывать. Я до Можете последнего сказать, верю, что что ты, это у тебя просто это вылетает все это, да, не по доброй воле, да. Не надо показывать. Мы не пользуемся тем, что у нас эфир. Если мы пользовались бы, Гон, я тебя давно выкинул бы. Не пользуйся. Уважение к тебе. Скажем, Да, собри, Я хочу, собри. чтобы мы уважали Подожди, любим Гон, подожди, земский Гон, народ, Али. подожди, дай мне сказать, И вы подожди. не хотите нашу любовь Дай мне принять, вы досказать, говорите, Гун, дай мне досказать. Подожди. Видишь, как ты начал оправдываться, видишь? А когда на мой народ говорят всякую дичь, да, когда на мой народ говорят всякую дичь, и когда я объясняю этим людям, Гун, подожди, пожалуйста. Да субхана, что с тобой? Подожди. Когда женщина или мужчина из Казахстана полностью чеченский народ в грязь толкает, называя нас предателями, называя нас, всякими названиями, да, и когда мы ей отвечаем, как положено, не переходя границы дозволенного, да, как положено, когда ей мы отвечаем, это ты сказал, что ты обиделся, что тебе не понравилось. Дай мне досказать. Дай мне досказать. Что с тобой? Земский народ, великий народ, Али. Никто не может оскорблять, ни одна женщина, ни один мужчина вас не может оскорблять. Захар Дудаев, отец, мы слушайте, я хочу сказать свою, дайте. Мы уважаем ваш народ и всегда, Спасибо, брат. где бы ни находились, мы всегда будем преклонять голову. Уже, я, конечно, ребята, дико извиняюсь. Я вчера говорил и сегодня говорил. Валлахи, да, я тоже ревную свой народ, как и вы ревнуете свой народ. Как вы ревнуете своих братьев, сестер, я ревную точно так же и свой народ. Понимаете? Я долгое время, да, я не хотел отвечать никому. Но мне надоело, когда все время, да, везде, все время упрекают, стараются унижать мой народ. Почему вот вы все стараетесь упрекать чеченский народ? Вот скажите мне, пожалуйста, ради Аллаха, когда мы этого не делаем, я лично никому в жизни еще не заходил на стрим и не упрекал ничей народ. Почему-то, все заходят к нам и начинают упрекать нас. В чем мы виноваты? Вот скажите, почему мы должны оправдываться? Мне кажется, потому что у нас нет своей государственности. Им просто мы кажемся как разменная монета и имеют право и могут говорить все, что им в голову придет. Они, я не говорю о определенных личностях, да, которые реально, да, с уважением к нам относятся. Мы взаимно относимся однозначно. Просто у них такое они свои интересы защищают. То есть такая пророссийский шваль, который возглавляет Казахстан, будут до последнего защищать. Говорит, это президент, он ведет многогранную политику. Когда вместе с Шрёдером стоит, Шрёдер приехал в Казахстан, и официально перед немецким лидером он говорит, мы ведем интеграционную политику с Российской Федерацией, и у нас в России все шито-крыто, все нормально. Когда их лидер говорит, мы молчим, я молчу, ладно, хорошо, ваши проблемы, вы своей страной управляете, проблем нет, мы же не говорим, почему вы молчите. У нас проблема не решена. Когда говорят, опять же, у вас там война, там, когда была, у нас до сих пор война, наша территория оккупирована, у нас каждый день люди теряются, человек рот не может открыть. А нам говорят, переживайте за кого-то там, кто находится через 3 земли. Мы переживаем, мы говорим, столько как мы говорим, про нас не говорит тот же самый народ, о которых от нас требуют, чтобы мы переживали. Абсолютно, он даже, да, единичные митинги были, согласен, выходили, люди переживали, но они одновременно просят помощи у России. Извините, когда мы
Мы даже столько не просим, говорят только отстаньте от нас, мы сами разберемся. Почему-то это же мировое сообщество помогает главному нашему врагу, хотя сегодня это же враг объявлен оккупантом. Когда касается нас, все равно сегодня пытаются выдать это преступно-террористической организации по запросу России. А куда мы должны делать? Просто у нас нет государственности. Пока мы не будем защищать, как вы правильно до этого сказали, свои интересы, прежде чем думать о ком-то, с нами не будут считаться. Мы как разменные монеты будем. А еще хотел бы добавить, как принято говорить, как пословица, да, тот человек, который ничего не делает, тот только не ошибается. Мы, значит, делаем что-то и ошибаемся. Пока, так как у нас нет государственности, нас всегда будут упрекать, говорить, пытаться ярлыки вешать, да, те же самые ярлыки вешать, какие спецслужбы России им преподносят. Они же многие сами признают. Мы слышали там, здесь, тут, и мы, понятное дело, я тоже много чему верил. Я признаю, вот Рахим говорит, мы осознали позже, что как бы это не совсем правильно было. Это респект. Но есть те, которые в упор это, да, продолжают верить тому, что это спецслужбы, которые скидывают всю информацию. И это нормально, это отлично. Главное, чтобы это их не касалось. Смотри, Ибрагим, нас, вот чеченцев, да, убивают с 94-го года. Даже вот Али сейчас закинул на свой телеграм-канал. Когда это было, Али? Вот сейчас, вчера это было, когда вот сейчас тоже чеченских ребят там убили у нас дома. Да, троих ночью, да. Вчера ночью, под ночь подбили. Хорошо. Почему сейчас, короче, вот эти вот самые, да, кто нас там упрекают, кто там, говорят, что мы там, такие. Почему сейчас они то же самое об этом не говорят? Почему-то. Почему-то до сих пор убивают, вот в Чечне, у нас на родине убивают наших братьев и сестер. До сих пор их унижают. Почему мы тогда не имеем права об этом говорить? Я вообще, в последнее время, я вообще не понимаю этих людей уже. Что? Я сейчас должен говорить и днем, и ночью за какую-то определенную страну, что ли, забыв про свою страну, про свои земли, про своих братьев и сестер? Да нет, дорогие вы мои. Я лучше сперва буду говорить о своих. Потому что это мои братья и сестры на данный момент, которые тоже с 94-го года убивают. Почему я их должен сейчас забыть? Не согласны? Пожалуйста, идите, короче, на русский корабль. Анзор, можно вас спросить? Да, брат, конечно. Я сам музыкант, а вы с Тимуром Мусараевым знакомы лично? Видел, но так общения не было. А так я его помню, он раньше был, как говорится, в Гилаемском спецназе. Не помню с какого года, но я его видел в 94-м году, вот примерно так, первый раз. А так общения не было. А вот еще такую историю когда-то слышал, правда или нет, что Кадыров когда-то, когда было там боевые действия, то он застрял в трубе. Правда это или нет? Да. Было, да, такое? Было. Как это было? Можете как-то рассказать в 3 словах? Ладно, в 3 словах не получится. В общем, он со своими людьми, там друзья были, они поехали в село Автуры, это сердце Чечни, можно сказать, в середине. Поехали туда, приехав туда, они услышали очереди стрелкового оружия, там автоматы, может и пулеметы. А они потом, те, которые в машине находились, Кадыров и другие, они рассосались, стали искать безопасное место, как я рассказывал, кто за деревом, кто за углом. Кадыров залез в трубу. Когда стрельба уже прекратилась, они сели в машину и поехали уже дальше. И уже когда они ехали, они поняли, что что-то забыли. И тогда лишь заметили, что Кадырова нету. Потом вернулись,
искали его. Заглянули в трубу, а он там. И, в общем, еле-еле, говорят, вытащили его оттуда. Ну, от страха залез туда. Я понимаю страх, ну, я тоже участник Первой войны, я тоже где-то боялся, у меня был страх, но не настолько. Сейчас расскажу другой случай, ну, это про Кадырова было. Я более сжато это все рассказываю. В Первую войну, в 1996 году, мы как-то выходили из окружения. Тут наши знают эти села. В общем, такое горное село Дуцхоты. Мы поехали туда на своих Нивах. И это было летом 1996 года. Мы поехали туда и уже думали, куда дальше двигаться, потому что российские войска, спецназ, они начали окружать весь район. Это большой район, Веденский район. Войска стали окружать этот район, чтобы всех одним разом убить. Всех командиров, там, президента нашего. Они узнали, что в селе Махкиты, там же, проводилось совещание. И вот они провели такую операцию. И приехав туда, в это село, по нам ударили из артиллерии, ну, недалеко. Ну, так, что осколки попали в наш дом, но мы поняли, что уже и сюда достают. И пошли дальше. Выходим из этого села, там крайние дома уже, и раз свист снарядов. И я, ну так, чисто автоматически лег на землю. Лег на землю, и там лужа была, и весь в грязи такой. Отец с меня смеются, ну, те, которые со мной были. И они меня подкалывают. Ты что, испугался, говорят? Я говорю, я даже испугаться не успел, я просто лег. И потом подкалывают. Ну, я самый маленький был среди них. И они говорят, ну, свист, если есть свист, значит, снаряд пролетел. Я говорю, я знаю, но просто автоматически лег туда. Лег в эту лужу. И мы после этого зашли в лес. Идем по лесу, там большие деревья, бук. И как-то вышли на поляну, и вот когда мы зашли на эту поляну, снаряды попали вот по верхушкам этих деревьев и взорвались прямо над нами. Осколки там рядом пролетели, никого не задело. Я так посмотрел, все лежат, а я такой стою, я не успел лечь, а они лежат. И они меня так дергают, ты что не ложишься? Я говорю, если я лягу, то вы с меня смеетесь, если не лягу, то опять. В общем, такой случай был. Так, сейчас. Ладно. А вот Сашко с Белым были ли тоже знакомы, так, может, видели вот, ну, лично были знакомы с Сашко с Белым? Откуда? Кто? Ну, Сашко с Белым вы были лично знакомы? Это кто? Саша Белый. Сашко, да. Я его видел, но не помню, может, разговаривал, потому что я разговаривал с украинцами, которые приехали тогда. И помню первый день, когда они пришли в президентский дворец, ну, мы такие радостные, мы радовались этому, что украинцы, не мусульмане, приехали к нам помогать нам воевать против русских оккупантов. И вот там где-то как-то подошли, разговаривали с ними. Вот, ну, то, что с ним говорил, не говорил я, это я не помню. Это 94-95 года. Но по сегодняшний день мы благодарим их, украинцев, Украину, за то, что они в такой трудный момент стали рядом с нами. Да, когда вот иногда бывает тролли или боты заходят, представляются определенной одной нации и вот, вот эту рознь, да, посеять.
Да, конечно, ответная реакция себя долго не оставляет ждать, да, люди свойственно отвечать. Но тем самым мы, как вот Анзор говорит, мы благодарны народам Украины, Казахстана, которые нас связывают исторические отношения, то есть не просто там как бы добрососедские, там Да. дружеские какие-то, исторические, да, когда-то был голодомор, украинцев мы приютили. Затем, когда у нас была война, многие чеченцы уехали и в Казахстан, и в Украину. Я не слышал ни одного плохого слова в адрес Украины из тех чеченцев, которые были в Украине и есть до сих пор. Ни одного слова. Очень тепло отзываются и о Казахстане, и о Украине. Вообще вопросов нет, да? Конечно, благодарны мы этим народам. А про тех, которые к нам шли воевать, это же тот же русский мир, который сегодня вещает, да, вот заходят в социальные сети, тот же самый ТикТок. Я с Казахстана, я за Россию, я с Украины, я за Россию. Вот эти мрази еще просто в 90-м году проявили себя, когда еще как бы, да, народ не имел представления, что, скорее всего, да, таких масштабах государства, 40 с лишним миллионов, там 18 миллионов Казахстан, когда определенная часть шла воевать, там, может, они и не видели вот это, да, по отношению к такой огромной страны, это не такая большая часть была, да, возможно, я допускаю. Ну, как, вот эти люди сегодня, их дети уже воюют против самой же Украины. Из Казахстана также едут воевать против Украины. Те же самые русский мир, который воевал в Чечне, да, против Чечни. То есть они едут и в Казахстан, вернее, в Украину воевать против украинцев. Примерно так. У нас нет общего народа, не может быть никаких претензий. Нас связывает многое. Это Казахстан – это наша вторая родина. Украина – это братская страна, которую мы принимали, и нас принимали, и не было никогда. Хотя у Украины, казалось бы, больше должно быть прав на шовинизм и империализм, да, как это странно не звучит. Но у украинцев этого нет. История, это колыбель Киевской Руси в Украине принадлежит. Вся история, вся вот это прошлое, богатое прошлое, да. И если еще дальше копнуть, ну, почти там полземли России нам должно принадлежать тюркам. Если еще так копать дальше. У меня вот к вам вопрос, Анзор. Вот ваша конечная цель, вот вы добиваетесь, получается, свободы Ичкерии. А как вы видите этот путь для себя? Путь, во-первых, вот сегодня по ситуации, если так взять, идти рядом с украинцами, потому что цели, идея, все у нас совпадает, и поэтому присутствуют там чеченцы, чеченские батальоны, которые воюют против. Те чеченцы, которые находятся на чужбине, в Европе там, и так далее, с первых дней мы помогаем всем в информационном плане, собираем вещи, будь это медикаменты, одежда, и все возможное, и отправляем в Украину, и будем это делать. То есть нам нужно идти вместе к этой цели, к победе, цель победа. Победа не так, чтобы там русских убивать, нет, нам дела до этого нету. Нам самое главное победить этот режим, который угнетает наши народы, все, даже русский народ и наши народы. Победить этот режим, и чтобы там в России пошли изменения. Когда там пойдут изменения, будут изменения в нашей вот родной Ичкерии. Потому что, убрав Путина, когда пошатнется его режим, пошатнется и этот Кадыров тоже. Его не оставят, его заставят ответить за все, и тех, которые с ним рядом. То есть я уже говорю о деоккупации. Нам придется поехать домой. Мы же приехали в эти страны, например, я в Норвегии живу, Али там Великобритания, другие там Германия, Франция и так далее. Мы вернемся. Мы знаем, что мы в один прекрасный день должны это сделать, встать, вот, и вернуть украденное. И я уверен, очень даже уверен, что
Первыми, кто будет более активен, даже чем мы, которые живем на чужбине, будут те люди, которые сегодня проживают в Ичкерии оккупированной. Потому что они все терпят это, там, на месте терпят этот режим. Вот. И таким образом, когда пройдет вот эта деоккупация, когда мы восстановим то, что надо восстановить, тогда там выборы, там мы начнем строить свое государство и будем уже строить отношения с теми, кто нам сегодня помогал. Это Украина, это другие наши братья, кавказские братья. Строить свои братские отношения со всеми. И уже с их помощью выходить в мир, добиваться гарантий безопасности для нашего народа. Вот как я раньше говорил, чтобы никто не смел, не имел такого права нападать на нас. Машалла, очень хороший ответ. Я вам желаю, чтобы, иншалла, Спасибо, брат. Ичкерия была. Иншалла. Знаете, вы такой светлый, и вот у чеченцев есть слово такое конах, да, там, настоящий мужчина. Вот это прям про вас. У вас энергетика такая хорошая. Вы очень грамотный человек, видно, что вы такой начитанный. Желаю, чтобы Аллах вас направил на правильный путь, чтобы все у вас получилось. Желаю свободу Украине, свободу Ичкерии и в целом странам в России, которые хотят получить суверенитет. Вот и не дай Аллах войны на территории СНГ, на которой мы сейчас проживаем. Всем спасибо большое, братья, Спасибо мусульмане. большое. Спасибо, брат. Всем ассаляму алейкум. Валейкум салам. Алейкум салам. Я сейчас коротко скажу. Он сказал «конах», слово, ну, что означает ну, человек, герой. Вот. Таких героев у нас много, вот именно которых можно называть конах. Брат, ты тоже такой же конах своего государства. Али, Ибрагим, Тамерлан, другие, вот украинцы тут бывают, и они тоже такие же конхой, которого действительно можно назвать конхой, потому что мы сегодня все одинаково работаем, добиваемся правды, идем к истине, к своей цели, вот, совместно, вот, что нам нужно сегодня. Вот как говорит Всевышний Аллах, что он не дает победу, он дает победу только тем, где есть единство. Таким, вот. Иншаллах, оно есть и будет. Анзор, алхамдулилlah, он есть у нас. У нас есть Всегда еще космонавт были. тоже. И не конхой, да? Да, да. Есть и предатели, Вот как везде. Кто думал, что в такой вот самой маленькой республике, вот как Чеченская республика Ичкерия, вот будет первый космонавт. Представь, ни ракет, ничего нету, но Да, есть. да. Угадайте с 3 раз, кто это первый космонавт вот у нас в Чеченской республике Ичкерия. Есть даже праздник 9 мая, День космонавтики. Да, День космонавтики, кстати. Тамерлан, я помню, Он полетел. до 9 мая, до 2004 года, вот он настолько надоел людям, что вот люди говорили, а вот когда, ну, в то время вот так говорили, такими словами, когда эта свинья вообще помрет. Вот так говорили в народе. Настолько надоела она с 99-го, как он поехал в Москву обниматься с Путиным, и так терпели до 2004 года. Но Аллах велик, вот. Аллах всемогущ, и Он помогает мусульманам и будет помогать, иншаллах. Иншаллах. Слушай, я сейчас не вижу твой ник, к сожалению, но ты пишешь тут Аушо, да? Смотри, ты вот конхой, да? Конхой, не вмешивай, ну, в сторону космонавтики. Аушев был сын своего народа. Да. И, к сожалению, таких как Аушев, да, вот очень мало. Запомни это раз и навсегда.
Анзор, хотел бы у вас спросить за книгу. У вас она в одном экземпляре? Я вот хотел бы купить в своем городе, Которая? если бы она в продаже была. Я за книгу, у вас есть книга своя, вы как-то ее рекламировали, а я вот искал в своем магазине, а ее в продаже нету. Так. Я бы хотел бы себе... Я бы с радостью выслал бы один экземпляр, но у меня сейчас нету этой книги. Даже я сам ее пришлось покупать ее в интернете. Но я просто... Ну, про Джахара Дудаева есть, а вот в вашей книге я... Сейчас... нету, хотел бы себе тоже... Сейчас я напишу... Хотел бы себе тоже купить. Минфарь, я напишу сейчас в чате, как она называется. Можно в гугле ее, наверное, найти. Чечения, Минфарь, Чечения. Это на норвежском будет. Сейчас, секунду. Это с компьютера пытаюсь. Али, что, покушал? Видимо, что-то кушает. Я мяу. Я до этого когда первый раз потерялся. Точно? Тогда... Кушай, кушай. Он хочу булек нашел. Дерок довольно будет. Сатавана перяшк шияц. Если Тамерлан сейчас будет все преувеличивать. Я, кстати, написал название. Ну, сейчас я скриншот сделаю. Там Frihetskämparen Minfar Чечения президент. Спасибо. На норвежском, да, не за что. На норвежском языке? Да, на норвежском. Давай, а случай, перерассказ сделайте. Я сейчас, как ты представляешь, Тамерлан, я сейчас возьму книгу и буду читать ее, переводить сразу. Да, кстати. Ну давай, не проблема. Украина растиражировала бы, было бы хорошо. Анзор, я серьезно. Знаешь, не будет плохо, это нормально. Я видел один прямой эфир, где там какая-то там женщина сидела и книгу читала на слух, да? Я сейчас постараюсь найти, если у меня в компьютере что-то есть. Ну, как раз это можно будет как аудиозапись закинуть тоже. Текст. Таня, на Эрик, если я на определенном эфире, что ты когда продолжить я, что, короче, законно было бы. Ешлури, я мало шагули вайлури, да ладно, 300 страничек там читать, короче. Как было сардаматься. Да, Макайстагуа, действительно, теперь я понял. Ибраим, аллах, что ваше, Тамерлан. Алаша, Элишин, короче, Анзору все, что я Кайстагуа. Айва, уже тоже Лисун. А вот даже здесь страницы в шариате смотрятся, а лишь валаха даже есть шариате. Анзор, да, исток, иду ошибок сомат. Айла, Кайстагуа. Так для шола ее шариате шабок, да, если вообще Кайстагу. Это там типа словесная лумдариза. Ага, да, а что он, ну, хаздавора. Так, я что-то открыть не могу. Microsoft Word, у меня ничего нету тут, оказывается. Анзор, ты говорил в прошлом эфире, что всего было 500 страниц, но в сжатом виде, короче, сделали. Это 500 страниц у тебя же есть, да, Анзор, до сих пор? Да, у меня все это написано есть. Вот,
Алхамдулилlah, то есть не полностью, а чахках. Вот. Как раз 500 страниц это на 5 дней, да? Ну да. Ты жесток. По 100 страниц. Мне лучше... Красовать, Роман, ну, Тамерлан, да, мне легче научить тебя норвежскому языку. Кстати, норвежский язык похож на английский и немецкий. Но Давай, я так не сказал, Банзо. почему? Ферштейн? Да, Ферштейн, я Ферштейн, но все равно, когда я был вот в Норвегии, да, в Осле, я вообще не понимал. Не Ферштейн. Не Ферштейн, да? Рукопись на каком языке был, Жанес? Там вообще, говоришь, другой язык был там, говоришь. Ну, Ферштейн, Фурштурь у нас. Вот говорю, Фурштурь, вообще, Окей, ну, Фурштурь, звонаться, вывести, а ты... Анзо, Что? Жан говорит, рукопись на каком языке? Рукопись все на русском, потому что с русского они переводили на норвежский язык. Да, общий акт Рамадуис. Там. По 10 страниц нормально же, да, за эфир? Ну, можно. Может, как-нибудь с украинским издательством как-то связаться, может быть, они бы как-то постарались бы немножко растиражировать. Или это... Анзор, или Оксонса, самогарите. Нереально. Спонсор? Да, спонсор Оксонса, если что. Вы? Карвак, очень можно на украинский язык. Это хорошая идея, вот. Ну да. Предлагает, да. Это через издательство, да. Нет, да, у нас их много. И Львовское издательство, Харьковское издательство, Киевское. Нет, смотри, дорогой, это да, но все равно давайте будем смотреть реальность, да, вот бесплатно там никто ничего не сделает. Да, надо спонсор. Да, спонсор нужен. А там, чтобы сейчас ему эту вот книгу дать, там запросят сейчас несколько тысяч, короче, долларов или евро, я не знаю. Знаешь, это тоже как-то, ну, семейному человеку, тем более вот так вот, скажем, да, расход. Было бы неплохо, если бы растиражировали бы и было бы... Анзор, примерно, если запустить, примерно Мелаш. Дело, я не знаю. Например, в Норвегии, когда я писал эту книгу, мне одна организация выделила примерно так 20 тысяч евро. И эти 20 тысяч евро не идут мне в карман. Это все идет на редакцию. Там кто-то редактор, кто-то переводчик, кто-то еще там какую-то работу проводит. В общем, для работы вот так это ушло столько. Да, если у нас была бы эта книга такая бы, было бы неплохо. Можно так вот прийти в магазин с прилавки, так вот взять и купить. Ну, было бы неплохо, да, но как Али сказал, короче, там уже, если найдется какой-то там, допустим, спонсор, да, который, ну, возьмет это все на себя, вот тогда, да, было бы отлично. Потом можно было бы даже сделать вот именно аудиокнигу тоже. Потому что сейчас уже люди тоже, ну, слушают аудиокнигу. Алейкум салам. Ну да, тоже вариант, так можно вот себе так лечь, так послушать. Короче, как говорится, да, по сути, короче, везде расходы, расходы и расходы. Короче, нужно как-нибудь, короче, как связь, Анзор, чтобы по 10 страниц за эфир читал, короче, чисто именно дать. Заходишь в эфир строго, короче, именно вот читаешь. Книга вот так. Да. Читаешь, короче, потом, если эфир заканчивают, оказывается, да, вот часть первая, часть вторая, вот, и чисто, ну, 10 страниц, я не знаю, короче, Да.
10 Короче تعوز واحد أدمن ما خلطه خايش по 10 страниц ешь. Хазо сумел хаздусь. Ну, сатва 10 страниц, хакочу, шо. Уже уговорил. И, почти. например, Махаба, Куран, 10 страниц идешь, и дух пьешь чахцабалук до конца, будь табалец, чахмацабалук, каждый день по 10 страниц идешь, чахцабалук. Отсюда барас, чтобы, ну, да, ну, саат ауда, сахалахил дочь. Я киаттахил дочь, он это золотая середина. Халяться, если вот так, это очень хорошо было бы. Али, у меня есть очень хорошая идея, кстати. Анзо, это же и на русском тоже у тебя есть, да? Что есть? На русском тоже? Ну, это книга, ну, листы. Да, есть. На русском тоже. Али у нас самый молодой. Короче, давай сделаем так, что Али каждый день прочтет 10 страниц. С моим русским языком? Ну да. Давай, ходит на воду, раз работа ешь, даже не ставят слушать, короче, с моим русским языком. Ты что, Тамерлан? Да не, я тебе сейчас напомню, короче, так для шалчи вижу ряцерс, алды и страница, алды. Не, а если по сути, да, если сейчас действительно задуматься, да, Олай, в принципе, надо все это переводить, да, вот, допустим, ну, запустить, чтобы на будущее тоже, чтобы было, чтобы люди знали. Да, ладно, вы там елик вы историю даях кашму, мялвега, аудине Почему-то. историю даях каш. Вот я и говорю, почему-то, короче, знаете, вот когда это касается нашей истории, наших, допустим, ну, братьев и сестер, вот, давайте говорить на чистоту, всем, в принципе, ну, с одной стороны, наплевать. Поэтому нам нужно как-нибудь этот вопрос решить. Дела, Хинц. Я пытаюсь тут. Али, а вы, можно спросить, а вы с какого года рождения? 82-го. Был 82-го. Анзор ты имеешь в виду, да? Не, я у Али спрашиваю, вы с какого года рождения? 92-го. Я 86-го. Короче, Али у нас самый старший. Еще как раз день рождения так совпадает мое на 17 марта. На день выбора Хуйла. 07 октября, 7 октября 92 года. Угадай. У кого там днюха 07-го? 7-го Кадырова, нет? Путин. Путин, Мария. Да. Так что ты его смотрите. Так, Али. Пожалуй. Али. Прием. Да. Так. Прием. Сейчас. Короче, я начинаю читать. Давай, стоп, освободил. Сободец. Зачем забор yaşlanıyorsun? Yuşuyor bu ala. Yuşuyor bu ala bulacak kıyatsa geçe. Mayışımsa boz. Все, Масей, микрофон, да, я уже кэш. Не. Камера, он серьезно больше. Он, кажется, серьезно говорит. Ой, серьезно, уже резко кофе, да, скажешь, а то солдаешь, вауш. Свободел, подожди, кофе. Что действительно признал, да? Я пытаюсь тут Word открыть, никак не могу, что-то у меня не получается. Может, обновить надо? Да, там у меня даже нету этой программы. Так, скорее всего, обновить надо, наверное. Ну, я бы с удовольствием вашу книгу бы купил, бы, если вот была бы продажа. Да, вот проблема в этом сейчас. Но я не знаю, там, я последний раз покупал в интернете вот так, ну, нашел, еле-еле нашел на самом деле. А так тут в библиотеках она есть. Это, наверное, так, знаешь, мало экземпляров, возможно. Эта книга нужна именно, короче, на русском языке, чтобы именно русскоязычные все
Смотри, на русском, Иначе, допустим, было бы- английском. И На было бы английском. хорошо, если кто-то и на чеченском перевел, короче, это вообще и на русском, и на чеченском. На чеченском для наших, на чеченском для наших, а на русском для людей, которые разговаривают, понимают. Ну, и на украинском тоже и оно было бы тоже очень хорошо бы. Алейкум ассалам, ва. Ну, Очень И постараемся. это, в принципе, нужно, да, вот на несколько языках. Вот основной язык, допустим, вот английский тоже, в принципе, надо, потому Да, что многие это понимают важно. английский. русский, английский. На украинском можно, там да, и- на русском можно. Антон, вопрос тебе. Скажи. Рано сколько экземпляров, есть еще экземпляров книги было на норвежском? Распечатано. Да. Тысячи. Распечатано, говоришь, да? Ой, я не Да. помню. 1000 или 3000 было примерно так. И все это ушло в Норвегии. Это Анзор, который они выдали, это 20 тысяч евро, Евро. за это все, да? Да, это все. Ага. И распечатка книги, все вот так это ушло. Альхамдулилlah, вообще наши книги. Там еще, если я не ошибаюсь, вошли еще личные фотографии, фотографии вашей Мгм. семейной жизни, личной жизни. Да, понял. Да, есть Ну, фото... семейной или личной жизни, как-то Мгм. я помню, там как-то вы рекламировали. Да, фотографии тоже. Ну вот примерно вот так звучит она на норвежском. Я чуть-чуть почитаю. Здесь очень плохо видно. For ord, i denne boka forteller jeg om en heltemodig kriger som gav sitt liv i kampen for sitt folks frihet. Helter har vi hatt mange av på våre kanter. Mennesker som kjempet for uavhengighet, ære og verdighet for sin tro og for en bedre fremtid. Jeg kan ikke fortelle dere om den alle, men skjebnen gjorde meg til sønn til en av disse heltene, Aslan Maskhadov. Jeg ønsker å fortelle sannheten om han. Плохо видно просто. Ну, примерно норвежский язык, в общем. И он еще это говорит, что он похож на немецкий язык. Ты ничего не понял, да? Но крик, Ничего не понял. крик. Немножко Я понял, финский, я понял. эстонский. Не, я понял, вот Аслан Масхадов я понял. А крик понял? Крик понял, да. Ну, знаешь, так я сейчас буду гадать, что ты там сказал, конечно. Может, ты мне сказал, что я вообще, плохой человек, допустим. Может быть. Немножко шведский такой язык. Да, Алейкум салам. шведский, кстати. Я ну, знаю, что Али плохой человек, я знаю. Ну, это все знают. На шведский похож, да, язык. Мы даже понимаем друг друга, разговариваем. А когда датчане говорят, лучше и не стараться понимать. Они очень сложно говорят произношение. Но датский язык читать для нас, да, легко. Легко лучше, легче читать, чем их слушать. Там масбовой бог, аджа дал духуалок. А bien первый, да, схода улла дал духуалок. Вот такие мовар. Нет, самый лучший вариант халхуат вот я вот. Вот хен бинабая. Да, ацу чуен, там бибо, там масбовой. Делаться бо, цангевой, там бьется бо, там биша да свой, и там це махал хайр. Сходу славы, что сенсал, Ила уж бена бац свой не там це. Сейчас такие дела. Так, я хочу сейчас просто обрадоваться. И, короче, Али, еще 3 часа, короче, и 40 минут. Не, в это я не играю. Как не играю? Надо. Кстати, я транслирую нашу передачу в Ютубе тоже. Ну, для более охвата. И там, короче, пишут, скажи Тамерлану, что я первая дала правильный ответ по поводу первого чеченского космонавта.
И кто? Ну, как кто? Не я. Может, она ошиблась. Ну, хочу просто узнать. Мгм. Потому что Ну, мы-то там все слышь. знаем, кто первый космонавт. Да. Летчик, испытатель. Короче говоря, на 9 мама Баса Майя решил, короче, испытать новую ракету. Алена, мы отовсюду. А вы откуда? Нас мало, но мы в тельняшках. А кто начал войну в Украине, знаете? Что за вопрос такой? Знаем. Не, смотрите, Алена, вот меня зовут Тамерлан, да, вот я не знаю, может быть, вы мне объясните, пожалуйста? Будьте так добры. Чеченцы царят, нормально дома. Алена, кто начал войну? Алена, скажите, пожалуйста, кто? А это любитель Саган, с какой целью интересуетесь? Аккуратно. Мата говоришь, да? С какой целью интересуетесь? Доброе утро всем. Валейкум ассалам. А что вы? Som genar alltså inte med varandra. När tiden har gått tack ram tiden har. Sabadell. Алена, мы тоже не понимаем. Вот я лично вот у вас спросил, объясните мне, дураку, пожалуйста, кто начал войну в Украине. Вот мне, дураку, хотя бы объясните, пожалуйста. Вот я ничего не знаю. А где что? Да, в основном болел. Болел? Да. А что там? За кого болел? За вас болел. Я постоянно внизу был, Тамерлан. Я сразу понял. Я так периодически уходил по делам, приходил, но постоянно внизу был. Любитель, алейкум салам. Алена, спасибо, конечно, вам за дурака. Спасибо. Но знаете, вы не обессудьте, да? Ну вы тоже большая дурочка. Ну это я как комплимент, может быть, вам скажу, Алена. Я думаю, многие со мной согласятся. Ну, знаешь, Али, это я так красиво, мягко, ну... А как на чеченском будет дурочка? Олдала. Олдала. Аудуля, бегом. Вот знаете, что самое страшное? Смотрите, Алена, тут сидят вот сейчас украинцы, да, вот сейчас, допустим, с нами в эфире сидит украинец. Вот он с Украины, допустим. И да, мы, чеченцы, тоже тут сидим. Мы тут общаемся. Вот если ты видишь, ты, по-моему, видишь, да, что человек сидит с Украины, мы не материмся, ничего такого нету. Значит, мы все знаем, да, вот, может быть, лучше, чем вы, допустим.
кто зашел, что кто сделал, где, когда. А вы зашли сюда, видать, после стопки и решили вот, ну, свою вот эту вот чушь нести. Хотя я сомневаюсь, что вообще вы из Украины или украинка. Я в Ну, этом она где-нибудь она где-нибудь в Мухосранске сидит, бодягу хлещет, и вот ей деваться некуда, на кого и надо, что-то там глупости. И вот несет всякую чушь, сидит. Еще и в другом, наверное, Что вы хотите сказать про Мухосранск, а? Что вы имеете против? Что ей там место. Эх, Алена, куда ты зашла? Ой, Ахмад-чай сила, да, я согласен. Я каждый стараюсь по утрам пить. Ну, 2 пакетика кидаю, по правде говоря. И добавляю еще сила, лимон называется такой, вы знаете, слышали? Если еще лимон сила, тоже добавляю. Анзор, тебе тоже советую, то есть пить чай. Чай? Ахмад-чай. Не-не-не. Да, Ахмад-чай. Я и принципиально. Да, и лимон сила добавляй. Да. Я им добавлю. Всякого рода ушлепкам. Хрюшкам. Да. Какой тетенец, если ты так говоришь? Николай, подожди, Николай, а какой я должен быть? Скажи мне, пожалуйста, что если я сейчас не решил, да, вот, лизнуть ваше правительство, вот это гребаное, или вот это вот ушлепка, выходит, я не чеченец, да? Вы знаете, мне даже сейчас за вас стыдно, если честно. Крепостные, проходите мимо. Дальше. Не, пускай они крепостным делать нечего. Не, пускай они заходят завтра. Так, Через конюшни, пожалуйста. по московскому времени это когда бывает? По-моему, 20:00, да? По европейскому 20. А? Где-то 21 или, да, где-то 21. Асад, 21. Ну вот тогда завтра, пожалуйста, будьте добры. Не ошибаюсь. А с какого перепуга Николай, Наташа, да, должен я поддерживать сейчас вот это вот ушлепка? Я ему просто дам ответ, Тамерлан. Николай, ты поддерживаешь Власова? Власова поддерживаешь? Власовцев, которые воевали за фашистскую Германию против Советского Союза. Ты их поддерживаешь? Вопрос тебе, Николай. Да или нет? Тогда, Николай, почему мы должны... Тогда почему Николай... Любите вы распоряжение Киев. Али, Николай, тогда почему мы, чеченцы, должны поддерживать предателя чеченского народа, который перешел на сторону врага и убивал свой народ? Почему тогда мы должны поддерживать? Если ты не поддерживаешь тех, кто воевал против твоего государства, почему мы должны поддерживать тех, которые воевали против нашего государства? Вопрос тебе, Николай. Да, 9 мая. Столько глупым быть, да, то, что им рассказывают, опять же, им 1000 раз говоришь, не повторяйте, как попугаи, то, что вам уши заливают. Они нет снова и снова. Для нас Кадыров никто, и звать его как наш враг Россия. Кадыров и другие чиновники, которые надели российские флаги, это являются представителями российской власти, такие же русские, то есть представляющие интересы Российской Федерации. Нам не интересно, они такие же, как остальные россияне, то есть
они к нам не относятся. Если вам там как-то вот сказали, что ну, давай коротко поймешь, есть президент и глава республики, допустим. Разница есть между должностью президента и главой какого-то субъекта. Как можно поддерживать какую-то более финансированную часть? Вот. Лучше спроси, почему Путина вы не поддерживаете. Это будет правильно, если ты так вопрос поставишь. Потому что ты немножко умнее выглядел. А то глупости какие-то рассказывать, сидит. Реально они глупые выглядят. Не, Ибрагим, я вот скажу тебе сейчас честно, да? Я вот сейчас действительно подумал, когда ты сказал, что ты сейчас скажешь коротко, то ты скажешь ему, да пошел ты к чертовой матери. Но, к сожалению, я ошибся. Да. Это народ, их надо просто идите, холопы дальше, через конюшню, через товарный там задний двор и в берлогу. О, метис. Почему ты метис сейчас? Скажи мне, пожалуйста. Кто тебя сделал метисом? Ник уже все сказал, да, за него? Да. Что он говорит? Посмотри, что говорит. В Грозном красота, и не нужно лезть сюда. Прикинь, приехал на нашу родину, точно. Нет, Да. посмотри, что пишет. Вот поэтому я ему задал вопрос. Метис, почему вот, ну, у тебя ник метис вообще? Ты кто такая? Плохая, как вот у фильма «Кто ты, воин?» Вот мне лично стыдно было бы вот поставить вот такой вот, ник, даже близко подпустить мне было бы стыдно. И вот этот вот, Чепушила еще ходит, по миру с этим ником. Короче говоря, ребята. Я видео лёгш, варса куча кырцы ёкс. Увидел. Ну, там про этого лопуха речь была. Вот. Про этого лопуха их же много. Хосе Юртовского. Понятно, вот сегодня, который я тебе скинул, видел, ты закинул? Госслужащий, я это Россия. Россия это я. Да, это неправильно подход. Вы кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской Республики. Госслужащий, я это Россия. Россия это я. Да, это неправильно подход. Вы кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской Республики. Госслужащий, я это Россия. Россия это я. Да. Еще раз. Неправильно подход. Вы кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской Республики. Шариков. Я это Россия. Короче говоря, собачья сердце, походу, да? Да. Кстати, Али, я сегодня поставил твой самый любимый гимн. Тут была одна Жанна, да, которая очень так усердно просила, чтобы мы учили гимн России. Вот я ей поставил самый твой любимый гимн, кстати. По-моему, Да, я слышал. Даже я слышал. Ей понравилось, кстати. Кто слышал про этот прикол, как девочка, мальчик спрашивает: папа, что такое Дихидон? Это, говорит, Кадыров в земле лежит. Дон, Дигидон. У меня есть вот насчет этого тоже очень красивая песня про Дона Дигидона. Нет, там много всего плохого. Слушай, там ничего такого особенного нету, в принципе, да. Ну, там есть там чуть-чуть французский язык. Там, имеется, да, так скажем. Не, почему? У меня она на странице стоит, пускай послушает, кто хочет.
Анзор, а это Яндербиев не хотел с Ельциным садиться напротив, если я не ошибаюсь. Да, да. Там есть такое видео, где Ельцин говорит, садитесь. Я не сяду. Это было... Так молодец, этот Яндербиев так да. старался не унизиться. Это было в Кремле. Встреча была с Ельциным, с президентом России. И, короче, Ельцин как сел? Он сел на одной стороне. С одной стороны хотел посадить Яндербиева, с другой стороны посадить Завгаева, дочку Завгаева, чтобы выступать вот как бы примирителем. Во главе стола. Да, да. Вот. Но эта встреча была не с Доку Завгаевым, а именно с президентом Ельциным. Поэтому Яндербиев не сел напротив этого Завгаева. А Завгаев был тот же Кадыров, но во время Первой русско-чеченской войны. Первый секретарь. Да. Сейчас. И, кстати, он первым заявил о суверенитете Чечни. Да. Ну, кстати, вчерашнюю песню они не пропустили, да, так? Не пропустили, да? Не, которую мы с тобой, ну, помнишь? Да, да. Кто такой Кадыров? Я, знаешь, по-моему, надо, короче, ну, потом, короче, поговорим еще, да. Я, может быть, найду такой способ. Технические стороны, да? Да. Как-то обойти вот эту вот дорожку, так скажем. У меня тоже есть одна идея. Потом поговорим об этом. Просто я знаю, они многое не пропускают, к сожалению. Да. Это плохо очень, с одной стороны. Ну, алейкум салам, ну, что-то придумаем, короче. Беслан, знаешь, он Ахетион, Беслан Гантемиров. Беслан Гантемиров был, ну, тот же Ямадаев, но во время Первой русско-чеченской войны. И выступал за Россию. Он любил Россию и по сегодняшний день любит эту Россию. Алейкум салам. Там тоже самое был, что Адам Дениев. Да, Гантемиров, Дейну, он где-то в России, Сянальча. Кадыров прогнал всех. Всех прогнал. И они уехали в целях безопасности. А Адам Дениев, это полковник. Адам Дениев. Полковник. Со вторым был но он также жил в Москве. Да, полковник ФСБ. Да, ну, короче, больной на голову, да? Ну, да, он там... Кстати, были люди, которые ему поклонялись, на самом деле. Да. И он даже убил односельчанина своего, сказав, что он воскресит его. Тот поверил и самоубился. Да, я помню. Когда спросили его воскресить, короче, он сказал, конечно, не, он говорит, что ему это нравится. Да. Короче. Ну, такая вот... Да, не хочет возвращаться. Не хочет возвращаться. Алло, серьезно? Да. Ничего себе. И, кажется, если не ошибаюсь, 2 таких случая было. Сундек Цедовой. Вот, ну, один точно. Вот, насколько я знаю, был вот этот вот случай. Да, был. Насчет второго случая, вот, я что-то не я знаю, слышал, не помню. Честно, но именно один случай я знаю. Да. Он же там в Москве же собирал вот, это как там, людей же там к нему приходили слушать его, вот это вот все, ну, брехню вот. Бред, да. У него своя секта была. Секта, да. Так что были у нас какие-то уже чудаки, так скажем. Алхамдулиллах, Кадыров не любит Беслана. А что ты хочешь, чтобы мы сейчас попросили Кадырова, чтобы он полюбил, что ли, его? Ты уже
второй, третий раз, что ли, пишешь, вот одно и то же. Ойтрер, вот, Фантомас. Вот это, если ты имеешь в виду сейчас Адама Дени, он Адам, был да. со второй. Со второй, да. Да, вот латинский. Короче, это... Анзор, а как вот звали вот тоже там одного президента, он с вашим отцом вместе находился? Там есть видео, где Кадыров ему наступает ногой на руку и осматривает часы. Абдул-Халим Садулаев. Да, он молодой погиб. Молодой был, все его нас любили, очень уважали. Такой светлый человек, грамотный человек, мусульманин. Он, где он учился, Тамерлан Дагрошин? В каком исламском университете? Я не знаю, не помню. Ну, учился, вот, знал ислам очень хорошо, даже Масхадов, Басаев и другие советовали с ним. Он же был с Аргунем, говорил, он же Да, был с Аргуна. Там Кадыров... Я его знал, но не так, может быть, конкретно дружеский вид, вот, отношений вот не было. Кадыровцы там проводили операцию, такую свою операцию. Видимо, какая-то информация поступила им, они пришли там и начали проводить эту операцию. Они не знали, что там находится Абдул-Халим Садулаев. И, в общем, в этой перестрелке и Абдул-Халим, отстреливаясь, вот так и он погиб. Потом его тело привезли в Хосеюрт, в родовое село Кадырова. И вот, как ты говоришь, брат, положили это его тело, раздели и матерились, и пытались оскорбить его. Вот. Ну, сейчас я эти подробности не смогу даже сказать, но вели себя очень недостойно. Ну, предатель есть предатель. Вот. Эти Кадыровы, все кадыровцы. Да, к сожалению, это так. Потому что они, знаешь, они просто этим хотели, вот даже после его вот смерти, да, они хотели его унизить. Они хотели унизить его достоинство. Потому что когда он был жив, у них это не получилось. Не получилось. У них душка не хватило. Так. Отключился. Вас издаст. У меня тут эфир отключился. Сейчас постараюсь включить. Добавьтесь. Добавьтесь. Сейчас добавимся. Подождем. Тут проверка связи. Это надо мной. Сейчас. Сейчас я верну эфир. Я надеюсь, вам тоже интересно. Слава Уругваю. Папуа-Новой Гвинеи. Слава. Ты звук заглушил, короче. Танк Т-14 на платформе Армата. Все говорят, что его не существует. Все нормально, понял. Понял. Сейчас я верну все. Так, где они у меня? Я не вижу, короче. Все, пригласить. Амин. Штапалки бокс нога, сонун сака экуду. Обновите, не? Sayeri gümrük обновить. Да, я. Анзор, камера вот и. Пришел. Вернулся. Вот я. Садись, вот. Любитель, он аккуратный, да, и вот под конец зашел там. Ай, Дэрил, вот давил мне сам порку, что
Да. Нет, Тистуш. Того, что где шаушунсо. Так. Я поверну сюда. Небось все отпустила. Ну, ага. Почему-то Кадыров старался всех вот унизить, всех принизить. Я не знаю. Да. И люди в это верят. Дальше. Короче, Путин приехал в Чечню, и Кадыров-младший, вся эта команда и Путин пошли к могиле Кадырова-старшего. И там, ну, положили цветы на могилу, что у нас запрещено у мусульман. Так, любитель. Ага. И положили цветы на могилу старшего Кадырова. Затем, что Кадыров-младший сказал Путину: мударь, затем Иван, мой отец видит вас, мой, Да. Мой отец видит вас в гробу. в гробу варится. Мой отец видит вас в гробу. И тот сказал, короче, типа, Да, если, да. не дай бог, короче. И Кадыров сказал своему этому, ну, который был рядом. Походу, я сказал что-то не то, короче, ну, поправь, типа. Да. Да, Галдали Кальчих Тердуа. Да. По поводу Просто это Навального. у нас на чеченском это, ну, как-то Ну, звучит по-другому так красиво. Да. Мгм. Мы про... Из видео. Да, любитель. Или же, да. Я перебил вас. Это тут мне просто со связью просто. Алла, у тебя эфир на паузе стоит, или ты куда-то ушел опять? К холодильнику пошел. Нет, главное, чтобы эфир на паузе не стоял, потому что если на паузе, то выкинет нас обратно сейчас. По-моему, там, короче, любитель тоже уже на кухне работает, короче, там холодильник атакует. Так. Нет, Тамерлан, не надо грязи, не надо. Не, я так, это по-братски, короче. Да я понимаю, брат, я все понимаю. Я и так на кухне сижу. Ну, я знаю, вот поэтому же я говорю, там, по-братски ты работаешь, по-моему. Не, я виноград покушал. Нормально. Народ, я сейчас один видео там, только ничего не говорите, там, выключите микрофон, даже 18 секунд. Там шума не было. Сейчас кое-что покажу. Окей. Так, сейчас. Подождите. Так, мы сделаем вот так. Ага. Так. Ага. О, сейчас покажу, посмотрим за раз. Мечай, вроде. О, круто. Генерал, я герой. Я человек Кремля. Знаешь, я человек Путина. Понимаешь? И со мной вот проще простого. Даже мне не нужен звонок. Любой человек от президента передаст, что Кадыров ты давай. Все, я все, кусты. Генерал, я Слышно было? Да. Кусты. Я просто конец включу еще раз. Подождите, конец. Самое прикольное. передаст, что Кадыров ты давай. Все, я все, кусты. Антон, ну не плачь, молодец. Кустарный воин. Это Кадыров. Вот что я скажу. В трубу не хочет уже. Да, уже не хочет, кусты хочет. Сейчас уже кусты хочет. Приколисты, да, вот здесь.
Идут одно кадра, ну, Ему в Comedy Club надо было выступать. Да. А я думаю, он там уже выступает, в принципе. Да, в детстве чего мечтателем клоун, мелчого, я генерал. Опять 25 выключили. Эл, волча, юар провокацииш. КМС Вольника Йович Сацвиласу Далмула. Едер бичем еще мягко сказано. Саца баранбук на самом деле. Кавказ, да. Сейчас мы вернулись. Опять 25, да? Ага. И Wi-Fi. Wi-Fi я хвачу, известно, Wi-Fi нормально улучшился. Потом согласен. Вот и даст. Походу, любите что-то там мутит, короче, я не знаю. Да, это мое любимое дело, мутить. Вот кто-то в Ютубе пишет академик неизвестных наук. Язина. Всевозможных наук. Чё, Сома, вы чё? Юрист высшей степени. И хирург. И стоматолог. Короче говоря, И косметолог. Он всё и вся, да? Опять. Вали. Иншаллах, Саш, КМС Вольник. Или его война, синцавая воя. Так. Телефон не тешься, не галяли. Интересно. Опять 25, да. Пока, кажется, включили. Вернулись. Может, из-за этого. Все понятно тебе, все. Из-за того, что я свернул. Хочется, а свернуть арку шрутсу, а гыцется, пусть хусетсу. Если телефон, хайвахку лёху, Саяхкаш. Тамерлан, у меня вообще смутные сомнения. Айла решил свалить от нас технично. Я с первого раза свалил, если что. Ну, сейчас более тонко работать ты начал. Я свернул, короче, подождите. Я думаю, он, короче, сейчас, знаешь, учится, по-моему. Вот он ты какой, северный олень. Хую вообще, что это такое? И олень, ты вот, Дондон, Моахила. Да, синц, хота, винирас и дамовока. Могу я ответить, короче, одной. Оля, я вижу и YouTube, я вижу и TikTok, я вижу все. Андор. Да. Эффект, чувак, тебе раях кайс. Зимою.
تقع عيون خوسي ورترجاز اكو شي تهلون تقع ايش تقول تاكس تحاولون افكت او شو بالي سلو استرن اغلو عياليهم سيا خوش انا وشون خوش ورترجاز لانه ولا تاخذوا شو صبري кружок его Элла, так тебе идет? سيا كده دايرت ميچايو Прям махараджа. انزو سبويتون سبودي لا هاي جاز ayaklar خوسي покажу انزو اوه гушиюн صبريلا аража окуза углу харюн в углу слева в углу да слева углу ажа окуз гушиюн хуютига кружок кёдо или запрещено да отмена а система тайна вот в чем дело так перезайти иди анзо так صبري камер дай انا ну газ дамся yok uçur Архоси ответишь сейчас Оле с Ютуба, да, Оля видела. Молодец, умница. анзо ичу арабия зано чува чажа Я походу тут везде или работаю. كنت جبرتي انزو потом отмена это عايزة да سؤال ده صبري بس العيون например جبرت her huyum sağa son Heilig Meier, Heiligisch. именно сами гет куда я ай хуже жестоких он еще Всегда пожалуйста, Оля. Sorry, гад, عيوني Беги, Алина. На два фронта работаю, да. خوسي ورترجاز هسه يا عيش اخوي حياة زغية عيش ما يجاز ما يجاز بس انت إذا أحد غلطان برشي يعمل يا ربي ده مصر مسؤولة تدون سكوتش عودين دي أخوشتك Так, Айла, Рыга, КМС, вольники, Альжумашев, дало Бог. Дели сломаш, вот сенга дало. Так, изам ценгазам нашелся. Рио يلا دلوقتي التنين رخصة انزل على تيا подожди يعني хуй у тебя все нормально мы победили Атаку отбили. Так, Скабата, Тахин Хинзариас, Анзор Тахин Зариас, Ариас, Эдер, КМС, вольник, маршал, дало Бог, маршал, не дало. Дели сломаш, вот сенга дал сломаш. Все. YouTube channel. Ну, короче говоря, на два фронта мовил, что там был. Все окон. С какого города? Так, подожди-ка, Александр, а кто тебя обидела, дорогая ты моя? Александр, это ты обиженный по жизни. Не, она Александра. Девочка, Она да? Александр. На твою мать, а вот обиженная. Так что иди отсюда, давай. Она воспитала такого. Да, это очень обижает. Воспитывай не рабами, да, свободными людьми. Крепостным дальше и дальше. Вниз туда дальше. Сюда не надо ходить крепостным. Еще и сидят под имперским флагами, вот это и с нами Бог. КМС вольный. Аллах Ясу. Пыры, массажи, маршал, регадуха. Пока тажибался
Штифлик, Энте, Мелбуду, значит, не все потеряно, Оли. М? Алейкум салам. Алейкум ассалам. Хубо, YouTube, мабой. YouTube Чуабувай. Видишь там. Амзур, можно спросить у вас? Да, конечно. А вы слышали про таких вот, и как-то я так вот давно читал про базбийцев, и говорят, это они тоже как-то связаны с чеченцами. То есть это как бы и грузины, и чеченцы. Они как-то вот раньше жили на территории Чечни, а потом перешли на территорию Грузии. Как-то они так потом название у них такое появилось, базбийцы их почему-то прозвали. Бандиты? Ну, разные историки нас относят к разному. Ну, например, кто-то относится к бацбийцам, там, к другим. Ну, я даже сейчас конкретно не могу сказать насчет этого. Ну, Я просто слышал про таких. ну, я тоже, да, слышал. А чтобы говорить конкретно, я даже не знаю сказать. Ну, я так, знаешь, как слышал еще. Они еще с тех времен, когда, в то время, когда мы еще не приняли ислам, там же живут еще, даже до времен царицы Тамары, по-моему, там живут. Да. Именно в Панкейсе, да, вот Ахметовский район, вот это вот. Я еще, ну, так слышал это все. Мы после этого еще приняли ислам, а те, ну, другие не приняли. Саид, сколько вам лет? 27. Тамерлан, это ж так, мы же так договорились, да? Да, 82-го года. Всё. 82-го, 27 хлопцев. Ну, короче, 82 года, короче, да. В общем, будете... Да. А 48, что получится, Оля? Они такие гера. Арвал хочу, Айля, давай, Арвал. Арвал. Атила, мало, что говорю, Арвал, а казахи сами вон. Еще гердаться ты можешь, а что он? Динабая. Да. Слушай, 48, что даться, реально. Музу. Да, сколько нам? Жизнь, да, Ваша. Вообще в жизни такого не было. Тамерлан, согодится вообще? О, хожа? Паспорт, я 27, да? Да. Если 82 года, значит 48 собой. Вышло 48, что? Да не, в общем, перепутать, 94 год, вот. Так, целый 20. Ума, да, царинам? Обязательно 27 будешь, да? Главный год боя. Больше. Четко. Батальон имени шейха Мансура. Дело, Антон, я не зря сказал, да, что я вот, иншаллах, соберусь вот в гости к вам. Значит, я неправильно, ну, не зря сказал. Чтобы я решил поехать, проехаться, подарки собрать. Да, чтобы я мог, короче, ну... Ты лучше с нам с подарками приезжай, дорогой. Не, я сам ходячий подарок. Вот это поворот. А мы что, не подарки? Нет, вы не подарки, а вот у вас есть подарки. Любителям вообще молодцы подарок. Вообще. Да, Элам, да, я вообще молчу, короче. Элам, вообще видится от Но он нас с тобой вообще резко отшил. Да.
Короче, Дела- вообще, короче, давал, короче, будете, да, короче, вообще, точно. Суда Маул. Суда Маул, да. Bunu maç işi iyi şey aldı, korоче, знаешь, да, я короче. Куза саохреч нан ёлши светанию нан сандука. Джон, я тоже хочу галушки кушать. Хорошая идея. Вот хотел я, что бы вы ни говорили, ну, КМС, вольно кури, вот и уж он саканскую. Дерок, короче, вот, берите, что тут не алды, короче, и печатаю, ну, Анзори, да, значит, Анзори, да, сакма, да, и так, берите. Это, Да. короче говоря, вот знаешь, вот когда мне говорят 18 лет, да, я вот такой вот я слышал, вот Али я вообще не услышал. Сугубо, На 3 года, а я тоже сам после него. Да, Татьяна, тяжко, тяжко. Татьяна, а вам не тяжко? Да. Главное, понимаете. Это самая хорошая такая. Татьяна, по вашей фотке вам реально тяжко. Вам и вашему народу реально тяжко. Ну, я не знаю, Татьяна, вы же говорите, вам тяжко, не тяжко. Вот я тоже задал вопрос, а вам тяжко? А мне-то с чего? Татьяна, при чем тут галифе, когда ноги кривые, а? Потому что он Татра. Похоже. 3 дня возьмем Киев, за 3 дня не получилось. Видите, насколько все тяжко. Да, и Чечню мы хотели за 2 часа взять. Шутка странная. В Ютубе стрим. Не странная, а нормальная, к месту. Ой, Татьяна, а я наел гество. Была. Да. Добрый вечер, Наталья, добрый вечер. Вот нравится мне имя Наталья, вот не знаю почему. Песню слышал? Натали. Да. Вот. Это не мои Наверное, это из-за не этого, да. О, да, возможно, из-за этого, да. Анзора прожектор нарисовался. А вообще темно тут. Аппаратура. Да. У меня есть маленькие, но они очень слабые. Ой. А, У меня такой уже на фотоаппарате. Занимаете на стрим, Вот эти, да? к сожалению, Наталья, я бы, конечно, вас принял бы. Татьяна, с какой целью интересуетесь? Татьяна, сейчас пока Анзора нету, да, я сейчас скажу, я Ха- вот без вас не могу. Хэшон, Хорошо. Короче говоря, Татьяна, я тебе потом на ухо шепну, потом, хорошо? Почему? А сама что-то не спит, а? Она сама без меня не может. Вот, Яна пишет, он Тамерлан принимает личку. Да, персонально.
а это фотография ваша или соседки? Анзор, по-моему, на кухню ушел. Гучмавак. Хешуно. Ай, вот шумет тахе шоксу. Да не, блин, скажу тебе, хорошее фото мужа, если честно. Ну, я не знаю, Татьяна, я поэтому и спросил, это ваше фото или соседки? Просто я хотел бы узнать. Космический наш язык. Наталья, смотрите, Наталья, мне уже сказали, что вам 53, но все равно вроде бы неплохо, да? Так скажем. Что за язык у вас? В каком смысле? Что за язык у вас? Я же ей сказал, космический, марсианский. Устроит, Татьяна? Я не знаю, вот Татьяна, как говорится, жду вас завтра вечером. В смысле неплохо? Ну, Наталья. Ну а что делать, Наталья? Жизнь такая. Да, хорошо сохранилась, конечно. Ну, в смысле неплохо? В прямом смысле неплохо. В каком еще смысле? Татьяна. Да, бухаем страшно. А вы бухаете, Татьяна? И если что, вы что бухаете? Мы массандру пьем, а вы? Да, я, к сожалению, самогон не пил, ну вот это вот пойло, да? Ну, не Мы только массандру. А что, по праздникам? А сегодня праздник у вас, Татьяна? С чего это с горя-то? Да вот я сейчас радости выпил, что увидел. Мы по любому поводу. Массандру глушим. Вот такую красоту увидел. Фу, на тебя. Татьяна, нет, Татьяна, а вы замужем, скажите честно? Она в поиске. Ага. Сейчас посмотрим, что она ответит, конечно. Может, это ладу взяла уже, или там мешок картошки. Не, если она не взяла, я же вот и хочу сейчас это узнать, ну, проверить, да? А что, не про О, нас? Господи, не про вашу честь. Ё-моё, какие мы курносые. Ну, вали тогда отсюда, что ты приперлась, не по вашу честь. Вы не понимаете, любитель, вы не понимаете. Мы, конечно, не понимаем. За своего мужа, который отправил в Украину, получила мешок картошки там, или мешок лука, обиженная, зашла женщина. А вы вместо того, чтобы понимать ее, начинаете ее называть. Не, мы это понимаем, а она что хамит-то? Мы с пониманием отнеслись. Ну, она же хомячка, понимаешь, вот и хамила. А, вот она что. Вот она. А хомячка, она была. Я ничего не говорю. Ой, Татьяна. Татьяна, будьте проще, и к вам люди потянутся. Да. Татьяна, во-первых, я не виноват, что ты одинокая, да? Я не виноват, что ты такая страшная, как моя жизнь. Я, конечно, не извиняюсь. Вот я лично не виноват в этом, да? Я не виноват, что ты сейчас сидишь там и пьешь какой-то гребаный самогон, понимаешь?
Вот я тоже не виноват в этом. Татьяна, вот приезжайте в гости, я вам, может быть, да, налью хорошего вина, я не знаю. Ну, не самогон вот этот ваш. Хотя, да, я не пью, к счастью. И ненавижу тех женщин, которые пьют. Так что, Татьяна, берите, пожалуйста, вот, ну, дальше, да, вот чуть дальше потопайте. Вот только без пива. Да. Просто сейчас резина в России дорогая, да? Ну, вам такой совет, так скажем. Сейчас у них в тренде китайская резина. Ну, если китайская, то я, конечно, вообще молчу. Ну, это, конечно, очень даже жестоко, я тебе так скажу. Тамерлан, А, как ты относишься к Рамзану Кадырову? блин, Ты вот я знаю, я Рамзана О, Кадырова, Анзор, черри, я тоже черри. сейчас 205 человек, да? Вот я сейчас на 205 человек официально объявляю. Я Рамзана Кадырова так сильно люблю, Что кушать не хочу, не могу. что я готов бы, да, вот, что я готов его вот, блин, любя, да, вот, чисто задушить нахуй. Вот так сильно, да. Вот клянусь бы, я его вот так чисто любя задушил бы. Вала, осторож, мет, цирк шух, придется, ну, за потом салал. Алейкум ассалям. Алейкум ассалам. Хасин Анзор, черри, помдор, шварё, шуае. Да, Аишу. Зато чебурек на самом, да. Машатала. Причем Тоха переводится единица. Анзор смачного, это по-украински приятного аппетита. Спасибо, дякую. Дякую. Оля с Ютуба. Валлахи, охота, вот мне лично охота пачкать руки на эту грязь, да, вот я чисто любя его задушил бы, да, вот я готов испачкать свои руки. Ну, скажу так, 1,5, да, руку, ну, я готов этому. Но зато после этого, да, мой народ бы не страдал бы. Вон. Ну как, зачем, Денис? Я его любя собираюсь душить, вот, знаешь, любя. Как народ страдает? Денис, ты вообще с дуба рухнул, блин? Или откуда ты пришел-то? С какой планеты Земля? С Московии. Земля Московия. Хорошо, Денис, поднимись, пожалуйста. Поднимись, короче, ну, и, может быть, я постараюсь себе объяснить, да? А почему не на Москве? Что делаешь в Таиланде? Молитву плана, какой народ страдает? Почему мой народ страдает? Поднимись, Денис. Вернись на родину, Денис. Вернись на родину. Украинцы. Киев должен взять за 3 дня. Киев должен взять. Подожди-ка. Он живет в Таиланде. Ты сейчас живешь среди трансгендеров, что ли? Разные захватили. Ну слушай, на твоем месте я бы не говорил бы, да, что я живу в Таиланде. Ну ты извини, конечно, меня. Это он от мобилизации смылся.
Да, он, походу, там уже, знаешь, переделывался, по-моему, ну, по женщине, так скажем, да? А может, он был женщина, сейчас стал мужчиной. Я в этом сомневаюсь. Может, была Дениска, а сейчас стал Денисом. Ладволоч. Садим настроение, Аля. Давай, давай. Да, первый Цахазиру Ранзо. Да. Нет, он в реале так и разговаривает, ну на самом деле. Не, реально, когда он разговаривает, в основном непонятно, о чем говорит. Смотри, Анзор, он говорит, что он в Таиланде живет, при этом говорит славу России, понимаешь? И говорит, скоро 23 февраля, то есть он намекает, ваш праздник 23 февраля, говорит, понимаешь? Вот типичная Вася. Что? Денис, ну вот если ты сейчас был бы, да, рядом, я бы тебе это 23 февраля засунул бы в одно место так далеко, чтобы тебе мало не показалось. Я понимаю, Дениска, да, вот с Таиланда, что ты там, ну, переделываешь, да, вот. Сиди в Таиланде, тебе там, ну лучше будет, поверь мне. Ну, настоящий патриот России. Убежал с мобилизации, поменял пол, кричит там, я живу в Таиланде, хочет слава России, скоро у вас праздник 23 февраля, понимаешь? Вот типичный Иван. Наташа. Валейкум салам. Так, его же просто заглушили, да? Эйла. Да, просто, насколько я знаю, заглушили. Так, подождите, короче, я сейчас поставлю ему твой любимый гимн, короче, ну, там, чисто для поднятия настроения тоже. Ну, это чисто, так сказать, по-братски, да? Короче, Дениска, если ты еще слушаешь, да, вот послушай гимн России, это мы сейчас все добровольно хотим выучить наизусть. гимн России. Слушай, да, Дениска. Мы рождены, чтоб всем вокруг нагадить, взорвать плотины, затопить дома. У нас сидят придурки в аппарате и долбоебы, вся наша страна. И с ней воюем мы и убиваем, такие планы нашего Кремля. Зачем живем на свете, мы не знаем, и нахера, блядь, носит нас земля. Россия, 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 могучая куча дерьма. Россия, 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 огромная наша тьма. Россия, Так, Сабадя. Ой, малахка давай. Малула, ответ, Малула. Симон, ответ, Малула, царевич. Внимание обращать, моей сынёвы. Нет, сам просто, да, корабль, дажуга, что ли. Остажи корабль, это цаам. Просто заглушите нахуй. Вот, понимаешь, вот. والله هذا تخوال حال هوا دي أحد دي تخو عدتي تخويها ما دي تخويزا ما دي تخبيجنس تاي سينجل تبيش تاي بالبي نو تاي بالبي شتا ساشتو قدري ثم داتي هذيك
А Путин одноразовый, и все, разница его. Ну, изам само собой, это он и так знает, по-моему. Скоро, короче, дохожу, да, короче, Украине дохожу, да, доктор доходу, там статус хватил, да, я что, он, короче, муртатка. Дело из-за этого, Едут, едут, там, сажал, не слуду, что, штета, и целого нахцербать. Алейкум салам, Аллах. Валейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салам. Вы чечены? Нет, мы не чечены, мы чеченцы. Но Короче говоря, Дениска ушла, Наташка ушла, Танюша ушла. Кстати, субханаллах, Ал Битсмадилисон. Он там сказал, а вот посмотри, там Али сидит, да, никогда не воевал. Если я не воевал, если я ничего не сделал, почему меня вы обвинили, короче? Федеральный розыск, международный розыск. Надо все отменить тогда. Да. Я как раз, если вы отменили, я бы мог отказаться от российского гражданства, пожалуйста. Отмените, если я ничего не сделал, это очень хорошо было бы. Так, я сейчас хотел бы спросить у этого, ведите себя как мусульмане для нас хороший пример для мусульман. Да, все хорошо. Он никогда не делал такие вещи. Кто не делал? Ты о чем вообще слушай? Ты хотя бы определись, кто ты есть. Если тебе есть что сказать, хотя бы поднимись, чтобы люди поняли, да, вообще о чем ты, короче, что ты хочешь сказать. Но по-любому мусульмане как-то не фоткаются, чувак. По-любому Пророк не делает. Я Аллах, короче, да, исчезни отсюда. Я Аллах, просто исчезни отсюда. Исчезни отсюда, слушай. Ты не достоин даже это слово произнести. Вот скажи сперва бисмиллях, да, потом произноси это слово. Этих умников. Нет, главное, любитель, знаешь, главное, как он фоткался. Стоит у зеркала, короче, вот так. Там девушки видели, как фоткаются. Я говорю, это так мусульмане не фоткаются, короче. Сперва, перед тем, как зайти в эфир, кому-то, короче, делать представление, хотя бы сфоткайся как мужчина, пожалуйста. Вот смотрите, я лично, да, ничего не сделал, допустим, да, ничего я не сделал. Почему я вот сейчас не могу жить у себя дома? Хорошо. Али тоже там не воевал, да, там, вообще в жизни, он, вот верите, не верите, да, Али в жизни там руку, автомат не взял, вообще, короче, никому ничего не говорил, да. Почему он сейчас тоже не может жить у себя на родине? Вот, допустим, сидит, короче, Анзор, любитель. Почему Анзор не может жить у себя дома? Почему любитель не может жить у себя дома? Вот скажи, мы ничего не сделали, хорошо, мы не воевали, мы никого не ущемляли, да. Мы, короче, какие мы есть. Но тогда вопрос, почему мы не можем жить у себя дома? И таких сколько по всему миру? Да, вот помнишь, Олег, как кто-то мне один сказал, ну тогда ты извинись, когда я сказал, почему я не могу жить у себя дома. Ну да, пойди извинись, где ты будешь жить. Да. Артисты еще те. Ну это было вообще, знаешь, это был уже удар ниже поезда, я тебе скажу так. Типичный русский язык. Люди должны, короче, извиняться за то, что... Смотри, я тоже ничего не делаю, но живу дома. Почему? Скажи мне, ты где дома живешь, юзер?
а где твой дом, сможешь сказать мне, пожалуйста? Вот тогда я посмотрю, да, вот какой мне тебе ответ дать. Живешь дома, потому что тебя вообще не интересует проблема чеченского народа. Поэтому ты живешь дома. Именно ты, вы такие, как ты. А те люди, которые, короче, просто ждет своего времени, они не заходят в эфиры и такую ерунду не пишут. Вот разница между такими, как ты, и теми, кто живет у себя на родине, да, и не согласен с оккупацией. Они просто ждут своего времени, не заходят в эфиры, никуда комментарии не пишут, а живут. А вот такие, как ты, как раз таки те, кто добровольно лег, короче, под Россию, и себя прекрасно чувствуют. Не, дама вакадza, сэр, юзе. Сагон сразу, вот, да, я сразу хочу я лег, кеча кауди. Саде, юзе. Если ты живешь дома, если ты говоришь, что там так хорошо, что у вас есть там свобода слова, да, просто тогда скажи хотя бы там, да, вот, допустим, просто, короче, не, знаешь, я так скажу, конечно, просто выйди с флагом Палестины, да, вот завтра в центре города и включи камеру, пожалуйста. Я просто посмотрел бы, да, как тебя там, блин, ну, прищемичат, как собаку. Если ты не помнишь, 3 выстрела в воздух, 4-й прямо в лоб. А почему-то я могу тут выйти с любым флагом. Вот как получилось, да, уже мне иногда на нервы действует, короче, да, Аллах. Тамерлан, не обращай внимания на это все. Валлахи, да, я с одной стороны, да, Валлахи, я говорю, альхамдулиллах, что у меня нет такой мощи и возможности, да, как у Всевышнего Аллаха. Валлахи, альхамдулиллах. Валикум салам. Если бы у меня сейчас была бы такая возможность, я Аллах, я их, скорее всего, поставил бы в один ряд. Аллах, скорее всего, я просто смотрел бы на них. Алейкум салам, Аллах. Да. У меня был один друг, ну, самый близкий, да. Его как-то русские забрали. Ну, дома. Забрали, валахи, избили, короче. Когда он вышел, короче, я его даже не узнал. Ну, до такой степени, да. Его избили. Его, ну, сперва в Ханкалу увезли, потом в Чернокожу увезли. И с помощью Аллаха, короче, ну, вытащили, вышел. Что я сейчас хочу сказать? Короче, как-то сидим мы ему говорим, короче, вот, короче, да. С одной стороны мы говорим, вот все золото мира, золото, деньги, бриллианты. И с другой стороны, те русские, которые тебя били, кто что-то выбрал. Я просто сидел, короче, он встал, короче, вот так руками махнул, говорит, я не знаю, короче, ну, не, он говорит, солдат я выбрал бы. И мы спрашивал, а ты что ты сделал бы с этими солдатами? Я не знаю, я просто смотрел бы на них, короче, и все. Даже понять не я сам удивлен. Саламу алейкум. Алейкум салам. Здравствуйте. Алейкум салам. Хотел бы тут пояснить немного, если кто-нибудь тут из тех, кто слушает эту трансляцию, не понимает, что такое русский мир. Мунаш, насчет... Вистхала? Алло. Да, слышим мы тебя, Да, слышим. слышим. Вот, продолжаю разговор. Я по национальности цыган. Ага. Живу в Украине. Живу в России. Живу опять в Украине. Ну, то есть, как произошло? То есть, до 24 февраля, ну, я вот, знаете, как в том анекдоте,
24 февраля я засыпал на русском языке, а 24 лютого прокинувся совершенно с другим пониманием происходящей ситуации. Если не буду ругаться матом, но тем не менее, дебилы, которые не понимают, что произошло 24 февраля, я им понимаю. Я им пояснять буду каждый долбанный раз. Долбаная тупорылая русня навязывает всем свою русификацию. Я не понимаю, почему дебилы, блин, этого всего не понимают. Каждый долбанный день руснее. Смотри, во-первых, мы-то это все знаем. Во-вторых, я думаю, если ты сейчас будешь дальше так продолжать, к сожалению, ты отсюда уйдешь. Потому что тут, во-первых, не матерятся. Ну, я не матерюсь. Ну, смотри, ты уже сказал пару слов, которые, допустим, вот мне не нравятся, да, вот. И поверь мне, за эти слова тоже кто-то очень жестко выкидывает. Мы-то это все понимаем, мы-то это все знаем. Так Да. что нам это, да, вот, объяснять не надо. Мы это знаем еще с 94-го года. Я знаю. Кто такой? Я знаю, что вы это знаете с 94 года. Но у вас есть аудитория, которая не факт, что знает то, что знаете вы. Я, например... Не, вот мы и объясняем. Мы это вот. объясняем. Так вот, я хочу в том числе донести вашей аудитории, ну вот вы же чеченцы, а я украинец. Я хочу в том числе, как и вы, доносите ту мысль, которую вы пытались донести с 94 года. Я сейчас из 2024 года хочу донести людям ту же мысль, которую вы пытались донести с 94-го. Ту же мысль, которую говорил Джохар Дудаев. Мы его тогда слышали, но мы его не понимали. А он говорил: ребята, украинцы, мы сейчас оттягиваем внимание руснявых на себя. Собирайтесь силами. Вам с ними придется биться. Вам с ними придется бороться. Мы его тогда слышали, но мы не понимали. А вот теперь, спустя сколько лет, мы это, прочувствовали на себе. Да, вы это поняли, как говорится, когда это вас коснулось, к сожалению. Да, так я тебе об этом и говорю. Поэтому, если я там что-то, ты говоришь, я там что-то сказал, какие-то слова кривые тебе не понравились, и за это, типа, меня забанить, твое право, можешь. Не, смотри, тут сидят, допустим, наши сестры тоже. Именно тут. И мы стараемся, короче, этого, не допустить. Чтобы, кто-то матерился и тому подобное. Если, допустим, я сейчас даже ее ставлю, да, поверь мне, тут есть одна наша сестра, которая может и меня выкинуть, и любого выкинуть отсюда. Такая, так сказать, да, правильная, жесткая и справедливая в том числе. Просто послушай меня. Если, опять же, кто-то не в курсе за русский мир, я хочу пояснить, что из себя представляет русский мир. Есть же трансляция, есть люди, да, которые это слушают. Русский мир – это уничтожение любого, человека, любой нации. Это насаждение ненавистничества ко всему остальному, кроме русского.
Русский мир. Кстати, ты вот где живешь? Что? Ну вот ты, допустим, да, давай. Я, допустим, в Австрии живу. Где живешь? В Австрии. В Австрии. Ну, сложновато, да? А я живу в Украине. И вот мне русские ублюдки рассказывают, что Украина – это окраина России. Я с этого смеюсь, вот точно так же, как сейчас поржал с этого. Потому что это чушь несусветная. Потому что Украина еще в XII веке упоминалась в летописях. Ипатьевская летопись. Ну, если что, ну, можете погуглить, проверить мои слова, я в курсе. А в XII, в том же веке, Московия, только-только Москва была основана тем же киевским князем под названием который Юрий Долгорукий. Как Украина вообще могла быть? Ай, блин. Как она могла быть окраиной России, которой еще не было в помине вообще? И опять же, которую основал киевский князь Юрий Долгорукий. Вот это вот самое смешное. Поэтому, когда московиты дурные, эти, блин, долбаные лохи там что-то пытаются мне рассказывать про историю моей земли, я улыбаюсь. Это очень смешно на самом деле. Ну, дружок, я тебе скажу так. Тебе бы надо бы заходить в русские стримы, им объяснять эту тему. Вот это было бы лучше. А мы тут в курсе все. Мы сами об этом говорим. Точнее, не можем. Подумай об этом. Донести в любом. Да. Жизнь. So, Ирина, и вам привет. Что вы там писали? Слушай, как я могу заходить, дружище, в русские стримы? Они же туда не пускают. Ты же понимаешь, в чем прикол русских стримов? Они там хотят слышать только то, что им нравится. Мы знаем. Да. Мы с Тамерланом знаем. Мы в курсе. По-моему, Когда им говоришь правду, им это не нравится. Ну, то смотри, есть, представь. Айсмен, смотри. Да. Вот тут тоже, да, вот тут тоже на данный момент, вот меня зовут Тамерлан. Вот ведущий Али, поверь мне, мы с ним это знаем. Мы уже знаем, что проходили это. Хотя мы как два идиота, да, вот лезли ему на стримы. Объяснять мой, Да, объяснять. Тамерлан, слушай, извини, но пробач, я тебя перебью, но я знаю, кто такой Тамерлан, я знаю, кто такой Али. Я подписан на вас, пацаны. На Али я подписан. Я слушаю ваши стримы, и в этом-то и как бы беда, что как мы можем донести русским ублюдкам то, что они не хотят слышать? Ну вот поясни мне это. Я захожу в любой стрим, я захожу в любой чат, я оставляю комментарии, они их удаляют. Как еще можно с ними разговаривать? Как им можно донести свою мысль, если они этого не хотят слышать? Вот смотри, поэтому мы и создаем эти стримы, понимаешь? Вот, да. Мы создаем свои стримы, мы Вот. общаемся, мы теряем время, да, вот мы ночами не спим, днем нужно, допустим, работать. Вуаля, я скажу тебе честно, да, вот
вот сейчас сидит вот Анзор. Вчера мы с ним тоже, до скольки, Анзор, до 4 часов, Ну, по-моему, да? до или 4, 5. да. Тоже с ним позавчера до 6, по-моему, потом решили вот с ребятами еще, ну, в нашем отдельном так, группе пообщаться. До этого тоже до 6. Знаешь, мы тоже как-то стараемся все это делать. Я знаю, ты сейчас один сказал неправильный момент. Ты сказал, мы тратим время. Мы не Конечно, тратим время. смотри, И я вы не тратите время. время. Извини, пожалуйста, я тебя за то, что Время. перебил. Послушай Смотри, меня. Я трачу вот свое время, да, допустим. Ты не тратишь время. Трачу время на идиотов, да, которые не понимают. Я трачу время. Вот ты видел фильм такой был «Бриллиантовая рука»? Помнишь? Смотрел фильм? Да, Как видел. там Папанов сказал, если человек идиот, то это надолго. Он ошибся. Я так не сказал. Потому что, по моему мнению, если человек идиот, ну, а если это русский идиот, то это навсегда, скорее всего. Ну, смотри, если надолго, это и есть одно и то же. Потому что этого человека, да, невозможно, ну, ему объяснить. Тратим на них, нервы, портим себе, всякие нервные клетки. Но все равно стараемся как-то донести, да, слава богу, да, может быть, до кого-то доносим, может, кто-то понимает там, ну, те, кто не понимает, у нас есть такой вот корабль, отправляем туда, пускай там сидят, придет время, надеюсь, поймут. Ну, корабль там не один, тут уже один тоже отлетел, оказывается, в отрицательное плавание. Ну, да, корабли-то есть, но у нас, слава богу, у меня есть свой собственный, у Али есть свой собственный, у нас, ну, свои собственные имеются. У Анзора, по-моему, там несколько. И тут, и там, короче, ну, он там на 2 фронта работает. Конфликтуем корабли ихние. О, Анзор. Что? Корабли, да, про корабли, пацаны, ну, вообще очень веселая история. Ты везде успеваешь, короче. Ну, у меня Все тут... корабли россиянские, они тут что-то как-то в последнее время уходят в отрицательное плавание. Вообще, это мне очень нравится. Это Ты не понимаешь, они становятся подводными лодками, понимаешь? Да. Али, Айсман... Большой десантный корабль из статуса большого десантного корабля перешел в огромную большую подводную лодку. Да. Это прекрасно. Айсман, дай-ка я тоже добавлю. Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Ну, горький опыт тоже есть. И, конечно, да, вы правильно заметили, что вот тратить время зря, но Тамерлан тоже, с одной стороны, прав. Ну, и я знаю, о чем вы говорите. То, что мы делаем сейчас, вот, в данный момент даже, мы делаем это что-то для нашей идеи, для нашей общей цели. Мы проинформированы. Вот, и вот эту информацию, которая у нас есть, мы пытаемся вот распространять по всем каналам, ну, учитывая наши ресурсы. Ну, даже сейчас я транслирую нашу передачу в Ютубе, например. А то, что заходить к русским и что-то им объяснять, это просто невозможно. Им ничего не объяснишь. Они вообще терпилы. Они конченые люди, которые просто вот упертые, вот такие, упертые. Им все равно. Я с тобой не соглашусь только в одном моменте. Ты говоришь, мы тратим время зря. Не тратим время зря. Мы доносим мысли. Все равно какие-то русские ублюдки сидят здесь и слушают нас. Нравится им это или не нравится, мы им доносим правильную мысль. Мы им доносим правду. Вы, чеченцы, доносите им свою правду, которую мы, украинцы, уже спустя там много лет только поняли. И тем не менее, я тоже, как украинец, сюда к вам зашел и тоже русским ублюдкам доношу правду. И это
блин, все, каждые мои слова, которые я говорю здесь из Украины, как и вы, и как Джахар говорил 20 лет назад, в моих словах нет и слова лжи. Мы не тратим время зря. Смотри, Мы Айс, несем правду. я тебе сейчас докажу, да, что правильно. Али, Вай, сколько раз ты сейчас тратил время, тут вот когда заходили к тебе вот эти вот ушлепки, да, которые ты старался объяснять часами, что такое вот их русский мир, ты объяснял им. Час-два ты сидел, вот нервничал, свои нервы тратил, свое время тратил, да, ты объяснял им, и что они тебе отвечали вот эти вот ушлепки. Если я отвечу, то что меня Жан сразу заблокирует. Ну вот, тогда скажите мне, пожалуйста, разве это вот на этих ушлепках, это не означает, что ли, там рэп тратить? Если человек не понимает, когда ты ему час, два, три объясняешь, показываешь факты, ты все делаешь, да, вот, чтобы этому идиоту доказать, показать, объяснить. Но этот человек не понимает, он все равно делает свое. Я лично считаю, когда этому человеку что-то объяснять, вот свое время лишний раз тратить. Дружище, давай я тебе отвечу на этот вопрос. Ты зря считаешь, что ты зря потратил свое время. Вообще неправильно. Помимо того, что ты этому... Подожди, Айсмен, смотри. Вот сейчас зашла одна Татьяна, да? Кем вы себя возомнили? Вот смотри, ты сейчас с ней будешь, допустим, час, два, три сидеть и объяснять. Ты не будешь даже материться, да? Ты постараешься интеллигентно ей объяснить. Знаешь, что она сделает под конец? Под конец она тебя пошлет. Вот 3 часа, допустим, ты ей объясняешь красиво, но она через 3 часа тебя пошлет. Понимаешь? Слушай, дружище, пусть она через час, два, хоть своего ребенка русского запечет с яблоками, мне без разницы. Помимо нее есть другие слушатели, которые меня, тебя и всех нас здесь услышат. Ради них мы здесь сегодня все собрались. Или нет? Я не пытаюсь там кому-то, какой-то каждой там Татьяне или там Наталье или какой-то там русской тупой швали, которая отдала своего ублюдка на СВО с надеждой получить денег, чего-то доказать. Мы здесь сегодня общаемся для того, чтобы нас слышали люди. Да или нет? Так, подожди, Айсмен, еще раз подожди. Эльгин, если ты такой умный, если ты такой понимаешь геополитики, да, если ты такой профессор, как наш там сын космонавта Кадырова, да, академик, профессор, я не знаю, кто он там еще, да, тогда, может быть, ты включишь стрим, может быть, ты будешь объяснять, да, если ты такой академик, вот ты, да, ты даже не знаешь, что это значит. Ты, блин, вообще ты не... Я ему отправлю приглас на Милан. Ну, сейчас посмотрим тогда, если поднимется, да, пускай, короче... Поднимайся. Вот, если он такой умный. Поднимайся, объясни нам. Да. Интересно. Это очень интересно. Заходи, Вася, заходи. Ну, я с удовольствием послушал бы сейчас академика номер 2. Что не заходит? Жена не разрешает. Хозяин боится кого-то. Что там? Заходи, академик, короче, заходи. Ну, что говоря. Парни, поймите один простой момент. Может быть, у этого академика не жена, а муж запрещает. Ну, может быть. Такое тоже, все возможно. У тех, кто так умничает, у них все возможно.
Баркал Масала. Ну и где наш академик? Монтана, алейкум ассалям. Алейкум ассалам. Тамила, когда ты печатаешь ночью, это жесть. Или сам отправлять ящик. Результат. Не пали мою контору, оставь меня в покое, я в печали. Академик не зашел в бой, а? Да. Я-то думал, он сейчас мне объяснит все, короче, а тут я ошибся, короче, да, черт только. Говорит, я в печали. Ну да, это смешно. Ну а что мне еще сказать? Он там написал, ну, типа такую умную вещь, да, и решил свалить, так скажем. Так ты сам правильно сказал. Он написал типа умную вещь. Он думал над этой типа мыслью, а потом ему нечего было возразить и как-нибудь эту типа аргументировать. Ну, блин. Оля, я с вами согласен. Вот полностью поддерживаю вас. Я тоже сейчас учусь у Анзора, на 2 фронта работаю. Анзор, я эфир عشان телефон شو يعشويز Не сам, алкай. شو телефон ديري Şu telefon ya. Компьютер печатать дальше. На 3 фронта. На 3 фронта, да? Амвиз. Иншаллах, кест эмер, во, вы кест надала мукла. Компьютер, да, хочу, все там рваться, если блокать, мувила, слушай. Главное, Анзор, главное пирожками и через запастись. Вот. Да, Анзор у нас любители покушать сладкое, как и я. И оставлю я вас на минут 5, к сожалению. Я ушел. Masana dördal geç. Пошел хомячить. Allah razı olsun. Из Грузии, скажи, правильно. Сейчас я отвечу. Ребята, приветствую из Грузии. Опять. Просто выключить меня. Ребята, Алейкум приветствую из салям. Грузии. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы не кадыровцы, но признаете за собой тот факт, типа, что воевали против Грузии. А ты признаешь тот факт, что Сталин, грузин, и Берия выслали чеченский народ. И убили, короче, больше 45-40% чеченского народа. И также ингушского народа. Вы это признаете? Это вина Украины, это вина грузинского народа? Украины, говорит, да. Причем здесь Украина, казалось бы, но он об этом сказал. Могу я ему задать такой вопрос? Тогда мы тоже признаем, подождите, Мила, тогда мы тоже признаем, и чеченцы уже не один раз об этом говорят, поэтому хорошо, что признаете. Альхамдулилlah, что есть такие люди, которые признают. У меня есть к нему другой вопрос. Я сейчас не буду заходить так далеко. Я сейчас возьму 2008 год. Россия. Скажи мне, брат, с Грузии, а вы признаете, что вот на грузинской границе в 2008 году было убито 12 чеченцев, которые поехали с Европы, которые решили через Грузию перебраться в Чечню? За что они были убиты? 2008 год. 12 чеченцев. Вот видите, у нас тоже есть что сказать, но мы от этого не обвиняем вот такими вопросами. Мы не кидаемся на людей, заходим в эфиры и так не обвиняем ни грузинский народ, ни другой народ.
также советую вам тоже, чтобы вот так не кидались. Еще я хотел бы ему напомнить, что, брат с Грузии, что кроме чеченцев никого не было, что ли, ты хочешь сказать, ну, когда в то время шло, или только чеченцы там были? Мирлан, я тебе еще больше скажу. В этой войне против Чечни в российской армии было очень много грузин. Так что давайте вот эту ерунду нести не будем. Приходит провокатор какой-то, всякую чушь. Анзор, Слушай, любитель, Тамила, освободишь, я просто объясню, потом вы свое скажете. Тамила, они, вот, например, они вообще, у них там говорится, вообще я заметил, что у них информационной войне, у них говорится, что чеченцев было 2500, 1500, по разным оценкам, вот так говорят. Понимаешь? Вот, Анзор, у меня вопрос к тебе, Анзор. Вот он говорит, у вас чересчур было, он говорит. Где? То есть, Где? в Абхазии Против Грузии, да? Да. Примерно Не могу какое сказать. количество было, Анзор? Например, я слышал, от 150 до 200 я слышал. Ну вот как раз таки я и хотел тебе сказать, никаких тысяч там не было на самом деле. Там очень хорошо сработала русская пропаганда, чтобы грузины вот именно сегодня вообще упрекали всегда чеченцев. Ну, говорили, вот вы, уверен, вы слышали, что вот там, вот в такой форме русские распространяли такой миф, что чеченцы приехали, Басаев приехал в Грузию, воевал против Грузии, резал головы, а потом этими головами играли в футбол. Вот так распространяли вот эти слухи. Это то же самое, что распяли ребенка вот, в Украине. Я сейчас включусь, не могу молчать. Да, Хорошо. ты правильно говоришь. Долбаная русня рассказывает всем о каком-то распятом мальчике. Да. Нами, украинцами. То же самое. Руснявая пропаганда, она на этом и строится. Она делает фейки все время, бессовестно. Абсолютно просто взятые там из не пойми откуда мифы. И она это разгоняет. Она это делает для того, чтобы что? Казалось бы, да, вроде бы для любого адекватного, нормального человека. Откуда вы, русня, это берете? Да она из воздуха это все берет. Но долбанный руснявый электорат, он это кушает. Это факт, это истина. Русне не нужен думающий человек. Русне, я имею в виду государство в целом, это поганое, ей нужен овощ, которому она сможет напарить любую фигню, и этот овощ эту фигню скушает. И вот именно поэтому в 90-х годах дебилы шли к вам в Чечню, и теперь те же самые, вот ровно такие же дебилы идут к нам в Украину. Я не понимаю, у меня аж пригорает от этого. Я не понимаю, как эти дебилы, вот как их можно было настолько, этих дебилов, оскотинить, что они из людей превратились, в скотов. Да не были они никогда людьми. Я хотел бы сейчас ответить, вот Мурат Метисов, у тебя даже фамилия нечеловеческая, да, это во-первых. Ты говоришь, почему нас не блокирует ТикТок? Это же ТикТок, ты говоришь. А потому что мы нормальные люди. Мы оплачены Западом. Да. Мы нормальные люди. Проплаченные Западом, да. Госдеп. А вот ты, чеченцы проплаченные Западом, и украинцы проплаченные Западом. Вот, смотри, Киса, ты сейчас у меня уйдешь отсюда. Давай исчезни отсюда. У тебя фамилия даже нечеловеческая, да? Почему, говорит, вас не заблокировали? Да, это Эти провокаторы лазят тут. Не,
знаешь, в чем прикол? У него фамилия Метисов. Метис, ну, откуда вы беретесь вообще, я Аллах? Короче, Анзор там поперхнулся аж даже. Да. Да, еще раз. Так, Буро, как тебе там, короче, правильно будет. Сталин был грузином, Берия был грузином, Российско-Кавказскую войну, то же самое грузины участвовали за Россию. Понимаешь? От этого мы целый народ Грузии не обвиняем. Понимаешь? Не обвиняем. Как к нам заходят некоторые грузины и там пытаются нас, все это дерьмо на нас свалить. Не получится, народ, не получится. Понимаете? Не надо, не надо такие вещи писать, не надо. Если вы не любите, когда вам отвечают, то не нужно это писать. Потому что мы не можем молчать, понимаете, народ? Мы не можем, когда пытаются на наш народ там, все это дерьмо навесить, нас делать крайними, то это не получится. Потому что у нас тоже есть много что сказать, но мы об этом не говорим, пока к нам не заходит история и пытаются в лице это все обтирать, понимаете? И тем более, наговаривая, то там, да, добавляя от себя такие истории, там вот там чеченцы пришли, там больше 2500 человек, убивали грузинских детей и женщин, забегали в дома, вырезали грузинов и так далее, потом играли в футбол с головой. Именно российскую пропаганду гнать не нужно. Всего чеченцев по разным оценкам от 150 до 200 человек за все время. Также там воевали все кавказцы, которые хотели, чтобы был Кавказский мир, Горская республика. Люди обманулись на Горскую республику, думая, что там хотят вернуть Горскую республику. Этим поможет Абхазия, да? Вот так и случилось то, что случилось. Но не нужно все это говно на чеченский народ. Прикиньте, вот во всех, вот, понимаете, самое прикольное в том, что у русских мы виноваты, у некоторых грузин мы виноваты, у наших соседей других мы виноваты, у России мы виноваты, в западном мире мы виноваты. Это что такое, народ? Я сейчас ему даже скажу, зайди в Википедию и посмотри там, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, 47 человек, вот чеченцев, погибли на стороне Грузии, которые воевали, да, вот в тот момент против Абхазии. Зайди в Википедию и посмотри, почему вы не говорите за тех, которые погибли за вас, против вот России, да, вот именно в Абхазии, которые воевали вместе с грузинами, чеченцы. Почему вы за них не говорите? Мне уже надоело, когда, каждый раз, упрекают мой народ. Мне лично. Это провокаторы, Валлахи, надоело. Алло, убери этот номер, сейчас тебе пойдет этот блок. А я кто номер чую. Остается блок. Валлахи, у меня, вот мне лично приходило. Давай сделай скриншот. Отправил номер. Говорит, номер давай. Сумка сжала, блядь, и Эрон автоматом. Провокаторы все лазят здесь, швалит все. Вот, допустим, вот сейчас, когда мы сидели, вот уже несколько часов, мы не говорили, за кто там воевал, кто там не воевал. Зашли, и начали говорить, а почему, а признаете вы? Да я Аллах, мне уже надоело вот это вот ваше, да, вот скажите мне, пожалуйста, вот я то, что увидел, я поставил вот у себя на аккаунте, да, как грузину, который вот единственный грузин, который я увидел, да, вот, который поздравил, который напомнил вот про Джохара Дудаева, да. Вот сейчас он буквально позавчера он выпустил это видео. Почему вы не говорите вот такие вот хорошие слова хотя бы? Почему мы должны все время молчать? Почему мы не имеем права отвечать? Надоело уже все, ребята, хватит уже. Валлахи, хватит. Каждый раз упрекает лишь чеченцев, кроме
чеченцев там никого не было. Как будто. Договорите вы хотя бы, кто там еще был, кто там еще не был тогда, если бы на то пошло. Вот, иди, короче, лучше к Адаму, да, там тебе Арсенал, блин, объяснит Бурно. Арсенал тебе каждый день объясняет, да? Спроси у Арсенала, да, у своего земляка, почему он каждый раз упрекает мой народ. Ты у него спроси это, блин. Я уже никому не позволю, чтобы упрекали мой народ. Я лично никому не позволю. Я буду отвечать любому. Надоело все. Вала, вот, короче, вожу, да, постоянно лаги, да? Каждый день выпускают видео, каждый раз, короче, упреки в сторону чеченцев. Да уже надоели вы все, блин. Почему-то, когда мы сюда заходим, когда запускаем стрим, почему у меня нету, допустим, блин, ни одного видео, да, вот, где я кого-либо упрекаю, блин. Почему-то, короче, ваши, короче, все время выпускают вот эти вот видео, блин, гнилые, где упрекают чеченский народ. Вала, я лично, я сказал, короче, я буду это говорить. Я люблю свой народ, я ревную свой народ. И я уже никому не позволю, чтобы мой народ, как-то вы стараетесь, да, унижать, оскорблять, упрекать. Я, валлахи, это уже никому не позволю. Хватит. Приехали, короче, уже. Да сам ты шакал, короче, иди, короче, отсюда, блин, девочка толпы. Давай послушаем, шакал. Слушаем, шакал. Алло, Вася. Понятное дело. Если душка нету, даже поговорить в ТикТоке, зачем хочешь всякое писать? Давай за русским кораблем. Цезарь, последний корабль есть, который отмолвший. Давай. Вала, цанги ума бог, да, цанги ума лüч, да, да. Солнце, вообще, Неужели? Здорово, ребята, Молдавия, Кишинев. Здорово. Это без этих русских, украинцев, туда-сюда. Без слава России, слава Украине. По существу, брат, вот смотри, Али Бакаев, как там тебе? Ага. Вот, брат, давай так смотри. Я с Молдавии, с Кишинева. Вот хочу тебе вопрос задать. Во всей этой хуйне, вот сейчас что творится вообще? Юзер, давай вот так, без оскорбления, хорошо, там... Без мата. Не, даже... Нет, просто я предупреждаю, что модераторы заблокируют. Не, ты чё, даже не обсуждается. Но смотри, мы как-то, знаешь, считаем то, что сейчас типа происходит в жизни, мы про эту пандемию забыли, когда там что-то где-то кто-то начал. Смотри, вот была румынка Диана Будян, так ее и зовут. Короче, была пандемия, до полгода до войны, прикинь, она выходит в эфир, она говорит, через полгода будет война Россия с Украиной. Даже это до полгода до войны. Она уже говорит, будет война, потому что это американцы хотят. И прикинь, так оно и было. Это прикинь, ты ее не знаешь. Юзер, подожди, пожалуйста,
Чаадаев в 95 году сказал, что будет война между Украиной и Россией. Что скажешь? Ну, как И он сказал, что виновником будет Россия. Это 95-й год. Ну, смотри, давай Давай, я ясно. по-другому. Смотри, мы с Молдавии, правильно? Вот ты образно как бы американец мне не брат. Честно. А русский брат тебе? Да, конечно. А почему русский? За то, что они творили в 92 году, хочешь? Вот мой родной брат, мы, вот смотри, мы с Молдавии, я с Молдавии. Мой родной брат переехал в Россию, это было где-то 20 с чем-то лет тому назад. Мой брат живет в России. Компаньон моего брата абхазец, Мираб. Живут нормально, ладят нормально, все хорошо. Мы как бы тоже ладим неплохо. Вообще все нормально. То есть вопросов нет. Понимаешь, мне американец мне не брат. Мне русский брат. Понимаешь? И нормально вроде живет. Вот до сих пор. В 92 году кто Тебе, если русский брат, дальше о чем с тобой разговаривать? Молдова. Тетя моя живет в Украине, Ярославском. Мои двоюродные братья в Украине. Все. Двоюродные братья. Все нормально, все жили, все хорошо. Почему уже возникла вот вся эта ситуация, вся эта схема? Вообще, кто делает всю эту схему? Россия делает. А почему? А Америка что делает? Подожди, Америка напала на Украину? Вопрос тебе. Или Америка напала на Россию? Нет, подожди, Молдова, подожди, пожалуйста, подожди. Давай. Кто напал на Грузию в 92 году? Кто напал в 92 году на Ингушей, пригородный район? Кто напал на Ичкерию, 94 год? Кто напал на Ичкерию, 99 год и вел войну до 2009 года? Подожди, я не сказал. Кто напал в 2008 году на Грузию? Создал там республику Южная Осетия. Подожди, дай мне это сказать. Я же послушал твое дерьмо, которое ты льешь, наше русское дерьмо. Я же послушал. Так, кто напал? Подожди, дай мне это сказать. Иначе я выпущу тебя, да? Не перебивай. Все, весь смысл уходит, когда ты перебиваешь. В 2008 году кто напал на Грузию? Кто отжал грузинские земли и создал там республику Южная Осетия? В 2014 году кто напал на Украину? Создал там, Донецкий, ДНР, ЛНР. Кто создал? Кто высадился, в Крым? Отжал Крым. Кто напал в 2020 году на Украину? Кто напал на Украину в 2022 году? Это Америка сделала все. Американцы? Али, послушай меня. Ты сейчас занимаешься тем, что называется, как говорится, есть поговорка. Подожди. Так ответь на вопрос. А Югославию кто бомбил? При чем тут Югославия? Югославия входит и проблему Молдовы, проблему Украины, проблему СНГ, стран СНГ, туда входит Молдавия. Ты можешь добавить, и Ирак можешь добавить, пожалуйста. Но сейчас говорим не Америка, мы говорим именно тех стран СНГ, именно, которые входили в СНГ. Пожалуйста, не надо там бегать там, за индейцев, там, понимаешь? Давай, я тебе задал вопрос. Я тебе полностью сказал, какие страны Россия показала свой русский мир. Ответь, пожалуйста. Смотри, я хочу тебе другое. Я не знаю. Мне другое, не надо, объясни. Вот ты Европу, ты говоришь, я Европу очень прекрасно знаю. Я в Европе. На мой вопрос ответь мне, пожалуйста. Не бегать как штучка, не бегать туда-сюда. Ответь прямо как есть. Подожди, еще раз. Давай я тебе задал вопрос, ответь на мой вопрос. Какой твой вопрос конкретный? Я тебе перечислил те народности, которые пострадали от русского мира. А что ты не видишь тогда грехи американцев? Что ты видишь просто оставь Америку пока что, оставь Америку. Мы можем поговорить о Америке. Хорошо. Ты сказал, что Украина была вот это. Послушай сюда, послушай сюда. Ты по-другому не понимаешь. Я тебе задал конкретные вопросы. Кто полез в
хорошо сделала. Тебе вопрос задали еще раз, говорю. Я тебе отвечаю. Я Америка тебе еще раз, Вася, повторяю. Оставь Америку сейчас, мы можем по Америку. Вася, ну я тебя спрашиваю, я живу в Молдавии, правильно? Ты живешь в Чечне, да? Нет? Ну а где ты живешь? В Северном Корее. Какая тебе разница, где я живу? Ну, Какая тебе разница? Так подожди, брат. Смотри, те Европу гоняют, что типа Европа хорошо, да? Я тебе, смотри, еще раз, Юзер, я тебя сейчас я тебя сейчас уберу, если ты не понимаешь, если ты можешь нормально, короче, поговорить, нету смысла поговорить. Еще раз повторяюсь, те страны, которые я сказал тебе, кто там воевал, кто там проливал кровь, кто на грузинских землях оккупировал некоторые грузинские земли, там создавал короче, республики, кто создавал ЛНР, ЛНР, ХНР, ДНР, кто создавал? Кто напал на Украину? Стена Берлинская, где она? А? Берлинская стена, где она? Берлинская стена у тебя в голове. Иди нафиг, короче. Иди нафиг. Берлинская стена у тебя в голове. Голова ты совковая. Даже не пытайся адекватным людям напаривать эту свою совковую дичь. Даже не пытайся. Вот видишь, Айсмен, как ты сейчас, короче, заговорил, да? Вот видишь, какие они? Вот теперь понимаешь, почему... Народ, подожди, сейчас, видишь, Андрей... Так я и знал об этом. Ну, в смысле ты говоришь, как я заговорил? Ну, я... Подожди, пожалуйста. Подожди. Смотри, я только что когда говорил, что этим идиотам чего-либо объяснять, время теряешь, да? Свои нервы теряешь, время теряешь. А сейчас ты начал сам свои нервы терять и время терять. Вот. А сейчас я скажу про чату. Так, всем, кто желает, да, вот желающих, никого не принуждаем. Вот у Анзора есть новый ТикТок-канал. Он открыл новый ТикТок-канал, короче, у кого есть желание, просто подпишитесь на этот канал. Анзор, хотя бы там поставь точку, я не знаю, чтобы люди знали, да, где, что, когда, чтобы было ясно, так скажем. Да, написал. Все, вот это вот видите. Тамерлан, я добавлю, Тамерлан, тут написано было Андрей, стоит флаг Киргизии, понимаешь? Вот эти русские. Один сидит в Таиланде, другой сидит в Германии, другой сидит в Казахстане, другой сидит в Киргизии и оттуда поддерживает русский мир. И оттуда оскорбляют другие народности. Пожалуйста, когда я говорю, черт возьми, не перебивайте. Да что за привычка у вас? Короче, я его выключил. Вы извините меня, пожалуйста, ради бога. Али, извини. Хоть я сижу, Ахид, в Китае, какая тебе разница? Я не сижу, вот в Китае и оттуда не поддерживаю войну, понимаешь, Вася? Вы понимаете, идиоты тупые, вы понимаете, что вам говорят? Люди бегут, от мобилизации в страны СНГ и Европу, оттуда поддерживают войну, оттуда поддерживают геноцид и оккупацию других народов и поддерживают свою Россию. Ахид, иди отсюда, пожалуйста, иди с русских проблем. Или не иди, заходи давай к нам. Давай, заходи к нам. Нет, я что-то там. Вот, Где ты кого-то настигнешь? Где ты кого-то настигнешь? Не подойди. Тамерлан, а что ты не на Украине, Тамерлан? Покажи лицо, Вася. Вася, покажи лицо. Тамерлан. Подожди. Да ты, ебаный в рот, в Европе сидишь, Арпасан. Тамерлан, стоп, подожди. Иди за своей мамой, пожалуйста, давай, все. Пусть твоя мама тебя воспитывает, ушлепка. Я сейчас добавил бы ему, да, смотри, дорогая ты моя Наташа, которая сейчас только что зашла, да, давай сделаем так. Ты тоже сейчас приедешь в Украину, да, я тоже поеду туда. И давай там встретимся, вот как мужик с мужиком.
Тамерлан, он тогда сказал, что приедет, он никуда не поедет. А я кама давай за мамой, хоть пусть тебя мама воспитывает заново. Хотя я уже признался, да, я беженец, я сейчас, там, допустим, да, живу в Европе, да. Оставьте вы меня в покое. Почему вы хотите сейчас все меня отправить в Украину обратно? О, Олег, короче, сразу, короче, Тамерлан, Олег, короче, Сокош, ну, бога. Помнишь, этот был Сослан, или Ослан Ерис, помнишь? Такая наложница, короче, русских там, из Казахстана, помнишь? Да, с ним заходила, помнишь, одна, короче. Вот Да, теперь понятно. Слушай, Наташка, я же ей в то время сказал, чтобы она хотя бы сказала, где она там живет в Казахстане. Она и то не сказала. Почему, интересно, она не сказала? И Ахмад Сила был, пришла именно Хамза, такие некие. Ваша мама Сила, которая вот родила таких баранов, как бы. Это реально, насколько должна быть женщина силой, да? Сколько у него силы должно быть, чтобы рожать таких баранов. Я вообще удивляюсь. Там уже, короче, есть очень мощная сила, я тебе скажу, потому что родила и воспитала таких идиотов. Я извиняюсь, конечно, да, ну это так. Почему-то, короче, они заходят сюда, сами сидят там у себя дома, да, а мне говорят, чтобы я куда-то поехал. Или Али говорят, чтобы Али куда-то поехал. А почему вы сами не едете? Вот вопрос. Вот вы какие, блин, боевые такие Наташки. И во-вторых, послушайте, мне никуда ехать не надо. Альхамдулилlah, у меня есть там братья есть, знакомые есть, друзья есть. У меня есть даже вот именно украинцы, да, которых я называю, вот лично я называю вот его своим братом. Хотя мы с ним по крови не братья, но он мне брат. Потому что на данный момент, благодаря ему, ну, случилось, да, вот с помощью Аллаха и благодаря ему, ну, кое-что. Вот мы стали вот братьями. На данный момент они, поверьте, за меня и за Кавказ тоже вам дают по шее, так скажем. Я-то хорошо сбежал, ну, нормально-то все, я признаюсь в этом. Так, еще раз, короче, Анзор, ну, вот этот вот ник, Который? поставь там точку. Точку. Может быть, найдутся желающие, да, которые там захотят подписаться на твой новый канал. Вот, кому интересно, все подписываемся на этот вот именно канал, который сейчас там стоит. Анзока, Турбек, подними я не могу поговорить. Ну давай. Давай посмотрим, что он хочет сказать. Все подписываемся, вот видите, Низам канал, вот точка там стоит, на этот канал. Всем салам алейкум, чигиты. Валейкум салам. С Алматы, из Казахстана. Анзор, извини, я до этого Аслан тебе написал. Да ничего, я видел. Я хочу сказать, что вы настоящие чигиты, потому что именами ваших отцов сейчас люди называют своих сыновей, внуков. Вы показали, что такое геройство. Весь мир знает, весь мир это сейчас признал. И Али, хочу тебе сказать, сейчас ты до этого спорил с кем-то, с молдаваном. Он не молдаван, он потому что свою страну даже правильно не может назвать. Он говорит Молдавия. Молдавии давно нету. Ты с ним зря споришь, это утка кацапская. И тебе еще раз хочу сказать, Али, просьба тебе большая. Пожалуйста, не оскорбляй моих баран, пожалуйста, как казах прошу. Не сравнивай моих... Не, ты не дослушал, Олег. Не оскорбляй моих, пожалуйста, баранов, не сравнивай их с русскими. Это оскорбление для моих баран, честное слово. Большая просьба. Все.
Я вас, Джигит, сильно уважаю и буду уважать. Спасибо, Ваше брат. геройство. Спасибо, брат. И всегда слава Украине, слава Ичкерии, Ичкерия будет. Всем героям слава. Слава Всевышнему Слава Аллаху, Всевышнему а нам бы Аллаху. побольше оружия. Аллаху Акбар. Все, Джигит, вас услышат, вас поняли. В то время, когда ваши отцы воевали, братья, не поддержали, честное слово. Сейчас Кстати, это понял. брат казах, и, кстати, скажу так, не в обиду, да, но мне нравится вот баранина, да, вот люблю я, не знаю, вот твоих баранов я люблю. Ну, люби, пожалуйста, ну просто их с русским не сравнивай, это оскорбление для моих баранов. Знаешь, вот я и говорю, я люблю вот именно вот и твоих баранов, да, и знаешь, да, ты согласен, русских не надо с баранами сравнивать, потому что баран это, ну, хорошее животное, так скажем. Ну, потом, когда услышал, что с русскими сравнивают, 3 дня голодовку объявили мои бараны. Хорошо, тогда с ослами, ну, осел есть вот этот вот. Не, Али, он с одной стороны прав, больше не надо их связывать с баранами, потому что осел тоже бывает упертый, вот как они. У них есть там сходство, и вот честное слово. Джигиты. Просто беседуйте, вот, честно, я за Анзором тоже, то есть вот слежу, конечно, за Али слежу. Тимирлана не видел канала. Слава Богу. Слава Богу. Размером Джигиты, да. А то, знаешь, уже, короче, любой, кто сюда залетает, короче, сразу на Тамерлана накидывается. Не знаю я почему. Имя такое знаменитое, Тимирлан. Наверное, нести из-за надо, этого, не знаю. достойно нести надо имя. Я же говорю, вот любой из этих ослов, который сюда заходит, сразу, короче, на Тамерлана накидывается. Как груша, да? Как груша. В свое время их всех строил, порядку учил, человечески жить учил. Жаль, что я не могу это сегодня сделать. Слава Аллаху, я научил бы. Скоро будет. Скоро будет. Я бы научил бы. На чеченском языке слово железо как будет? Эчик. Этик. У нас просто темир, это Тимирлан, это Тамерлан. железо. Железный, да? Да, ну да, это так. Ну знаешь, братан, если так дело пойдет, по-моему, я скоро стану железным. Уже родился и Тимирлан. Да нет, уже скоро у нас будет железная часть, хоть кое-где, так скажем. Каленым будешь, каленым. Железным. Да, ой, доброе. Я на пару минут Да. хотел поблагодарить за эфир, хотел поблагодарить Анзора, что просвещает народ, да, рассказывает вот о подвигах своего отца. Огромное спасибо, Украина. Давно хотел найти хотя бы сайт какой-нибудь ичкерийский. В конце концов вот встретил вас. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Большое, огромное спасибо тем людям. Вот тут Али есть Тамерлан, Ибраим, другие наши братья, которые вот так ведут эту работу, очень полезную работу, кстати. Открывают глаза людям, которые вот действительно вот, нужно признать, пропитаны пропагандой. Вот, российская пропаганда действительно хорошенько поработала над людьми. Вот, спасибо им, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, Али, тоже. Да, работал я немножко в Германии, да. Были у меня знакомые ичкерийцы. Именно ичкерийцы. Я вот сколько раз спрашивал. Не кадыровцы, а именно Понятно. нормальные ребята. Огромное спасибо еще раз. Спасибо. Все. Я на работе, ухожу. Всего хорошего. Спасибо. Дякую. Всего хорошего. Береги себя. Спасибо на добром слове, как говорится. Я постоянно на вашем канале просто работаю ночью и слушаю. Да.
Хорошо. Приходите, заходите, будем рады. Всего хорошего. Всего хорошего, спасибо. Нет, действительно, Анзор, вот с утра настроение поднялось, действительно, живой ваш голос услышать, вот Али, вас, действительно, вот я давно сижу, я же говорю, повторяюсь уже, вот сейчас первый раз в жизни у меня, мне 63 года, я уже не молодой уже, внуки есть. Вот действительно, мне вот сегодня с утра настроение подняло, когда вас действительно ваш голос услышал. Спасибо, нам тоже очень приятно, взаимно. Вы сейчас в Казахстане, да, или где? Алмата. В Алмате, да? Но мы тут уже много раз, я извиняюсь, мы уже тут много раз говорили, что Казахстан для нас как вторая родина, ну, потому что наши родители там родились во время вот трагических событий, вот во время насильственной депортации. И мы тут как раз таки говорили, что вот до того, как чеченцы приехали в Казахстан, казахов действительно пугали, что вот к вам едут людоеды, которые действительно кушают людей, вам везут бандитов, чтобы никакого контакта между нами, чеченцами и казахами, не было, чтобы нас не приняли. Но когда вот чеченцы прибыли в Казахстан, вот, когда казахи увидели, кто на самом деле чеченцы, вот, приняли, помогли и помогали все это время. Вот, поэтому спасибо вам, что вы сохранили наших дедов, родителей, помогли им. Мы будем вас всегда благодарить за это. Анзор, я рахмет большой, конечно. Это очень благодарен, да, за такие хорошие слова. Анзор, просто вы говорите, когда вам спасибо, это не нам, это нашим отцам, матерям, сестрам, братьям, старшим, им спасибо. Честное слово, это их труды, их понимание. Это им спасибо. Я тоже им спасибо говорю. Сам казах, я им говорю, что спасибо, что вот, помогли этому народу. Ну, не нам, не нашему поколению, честно я слово. понимаю, короче. Да, понимаю. Спасибо сейчас, им. Наоборот, сейчас наши казахи даже родной язык не знают. Сейчас они за русский мир. Да. У нас один умный человек сказал, ребенок на каком языке вырастет, он за этот народ и будет работать, на этот народ, на эту страну. Сейчас у нас казахи, которые не знают свой родной язык, они действительно, оказывается, это умные слова, они действительно работают на Россию. Они родились, выросли здесь, казахи. Ну, это мангурт у нас называют, мангурт. Да. Они душой и сердцем за Россию. Вот это вот. Это, видишь, агитация русская, это пропаганда. Конечно. Ну, то же самое происходит сейчас у нас вот руками Кадырова пытаются из чеченцев сделать русских. Вот. Язык, даже вот культура, обычаи, все это стирается руками Кадырова. Вот внедряют вот этот русский мир, потому что только таким образом можно уничтожить народ. Не надо там своих солдат губить, не надо обстреливать, там, войну вести. Вот нужно вот такую войну вести, чтобы уничтожить народ. Вот что они делают сейчас. И поэтому я действительно очень беспокоюсь, чтобы, не дай Аллах, в Казахстане произошло то, что сегодня происходит в Украине. Русские способны на все. Мы это на себе испытали. Сегодня испытывают украинцы. Поэтому как-то надо делать все возможное, чтобы Украина выиграла эту войну. Она по-любому выиграет, это видно. Вот. Надо поддерживать Украину. Это наша общая борьба. 100% согласен с тобой. Это общая наша победа будет. Да. Ну, Украина воюет за нас, за всех. Да. Душой и сердцем болею за них. Только перемоги им желаю. Иншаллах. Анзор, можно вас спросить? Да, конечно. А вы как вы относитесь к легиону РДК? РДК? Да. Так, Русский добровольческий корпус, по-моему. Ой, ну, я не знаю, я не хочу ничего плохого говорить, но если они будут помогать сегодня Украине, вот, с нормальными искренними намерениями, я за это. Но у нас в народе, вот из истории так идет,
наши прадеды, деды, вот от них это пришло, вот такое изречение. Русскому человеку верить нельзя, потому что русский человек меняет свою мысль 9 раз ко дню. Вот так научили нас, потому что мы всегда спотыкались, мы всегда ошибались. Вот. Да, дружили с русскими, дружили какое-то время. У нас друзья были русские. Вот. Но пусть воюют, пусть восстанавливают справедливость, удачи им в этом. Пускай воюют против этого режима путинского. Я вот почему спрашиваю, потому что, вот смотрите, они воюют за свободную Россию, а мне свободная Россия не нужна, мне нужен развал России. Да, мне тоже. Мне тоже. Вот мы задышим тогда, просто мы задышим тогда. Анзор, я добавлю, что они уже высказались по поводу, какая Россия им нужна. То есть границам 91-го года они хотят. Здравствуйте, да. Да, и когда их сторонники делают, когда разговаривали про Ичкерию, они говорили чеченские боевики. Понимаешь? То есть чеченские террористы. Вот прямо сидя в Украине, их боец говорил чеченские террористы про наших воинов. Да. Понимаешь? Так что, короче, одна фигня. Ну, такие же империалисты. Я это мягко сказал. Если они, вот, ну, если конкретно сказать, если они сожгут свой Кремль, вот, пускай. Для нас лучше бой. Да. Поможем. Мне лично нет разницы между путинцами и ими. Абсолютно нет разницы, потому что и эти оккупанты. Почему они перешли на сторону Украины? Потому что уже понимают, что нет шанса у России. И хоть что-то спасти, это мое мнение, Анзор, хоть что-то от России спасти, да, все это делается. Я так думаю. Вот сказать, вот видите, мы же воевали за это. Мы же не путинцы. Да. А при этом у них написано полностью, такая статья была написана, что куда входила и Чечня, и все республики, которые сейчас есть. Границам 91-го года, как они сказали. Никогда больше этого не будет. Буквально недавно, в общем, в Киеве я увидел, чисто случайно увидел белоруса, который воюет за Украину. Ну, в форме, там все такое. Он у меня спрашивает, откуда. Я говорю, вот Ичкерия. Он удивился, обрадовался. Вот. А я спрашиваю у него, а ты откуда? Из Беларуси. Вот. Но у этого бойца, который воевал там в Бахмуте и в других местах, который воевал за Украину, вот, чувствовалась вот эта искренность, что он хочет именно вот такой победы, о которой мы говорим, что он хочет развала этой страны, России, которая угрожает всем нам. Вот когда мы задышим спокойно. И сами русские тоже, кстати. Пабло, алейкум салам, рахматуллах. Как сам? Что у тебя нового? Как жизнь молодая? Он вопрос не хотел особо перебивать, короче, ну, чтобы ему ответить. А этих, о которых вы говорите, вот эти вот. Анзор, просто я добавлю, Милан, добавлю, пока я не забыл. Когда какой-то Вася, который перешел на сторону Украины, неважно, короче, когда он начинает говорить, что чеченцы и ичкерийцы были террористами, я советую украинцам закрывать им рот, короче, сразу же там. Понимаешь? Потому что я ненавижу, когда оккупант, который перебежал, короче, на сторону Украины, а затем, короче, сидит, короче, дает интервью и называет чеченцев террористами. Вот это очень неприятно, короче, когда его раз украинцы не берут и они ему не говорят, короче, как положено. Вот это реально обидно. Али, скажут, знаешь, когда скажут? Когда те же самые, да, когда скажут вот именно за украинцев, да, вот тогда скажут. Надо сразу рты закрывать таким людям, короче, просто.
приехал в Украину, короче, давай, не называй, короче, свободных людей террористами. Вот так должны нам говорить украинцы. Ну, к сожалению, пока не касается, не говорят обычно. Когда касается самих, вот тогда уже начинают говорить. Тот самый, кто это был, который снимает фильмы, который снимал «Чистилище», Невзоров? «Грозовые ворота», «Шестая рота». Невзоров, да, вот видите, он тот же самый, коч, перебежал, получил гражданство Украины, и дальше там сидит, коч, и хавает Ичкерию. Понимаешь? Прямо в Украине коч, сидел и хавал Ичкерию, понимаешь? Да. Вот это реально это обидно, короче. Вот, я не знаю, короче. Это тот самый человек, благодаря которому украинцы поверили русским. Это тот самый человек, благодаря кому страны СНГ поверили. Понимаете, что чеченцы террористы. Именно такие люди, которые снимали фильмы, которые показывают чеченцев, короче, плохой стороны, вообще с дикой стороны. Помните, да, вообще, вот видели же, как там чеченцы были? Матерились, пили, отрезали головы, на гранатомет снаряды, короче, закрепляли и стреляли головами, прикинь, Назор, это «Чистилище» фильм. Там все там во рту сигареты, короче, ха-ха, ху-хи-хи, пуху, короче, и своих мочат, короче, и там, короче, таких зверей показали, короче. Да, помню. А Шлепок убежал, короче, когда уже тонет корабль, убежал, короче, в Украину. Оттуда начинает, короче, дальше хавать, прикинь, Ичкерию. Говорят, что чеченцы быстро забыли и легли под Россию, говорят, прикинь. Прямо, короче, интервью, я не знаю, ты видел, не видел? Типа якобы чеченцы предали, короче, Джахара Дудаева, короче, так быстро, говорит он, короче, так легко и быстро, говорит, поменялись, короче, стали за Россию, прикинь. 350 тысяч жизни кто отдал? Кто воевал, короче, 11 лет подряд, короче, на своих землях, кто воевал? Об этом ничего не говорит. Да, особенно у них такие фильмы «Брат», «Два», там вот это вот, Сергей Бодров, такой режиссер постоянно высмеивал. Саламу алейкум, приветствую всех. Алейкум салам. Вот я хотел пару слов сказать насчет, вот добавить то, что Али говорил. Знаете как? Вспомним любого лидера Чеченской Республики, Ичкерии, и вспомним их лидеров. Вот эта свинья, которая всегда пьяная была, находясь в роскоши, когда страна дохла с голода, его страна, а он как свинья всегда в отключке, под алкоголью. Ну это стыд и срам. Ну вот я не знаю, стыд просто народа самого. И вспомним лидеров наших, да, которые с оружием в руках, как рядовые граждане, воевали. Ну, тут задуматься, да, просто надо, кто террорист. Там не надо лишних знаний. Почему они не могут над этим задуматься? Ну, наверное, потому что тоже вот эти граждане, которые поддерживают до сих пор свое правительство, они тоже те же самые свиньи получаются. И сравнивать, сегодня все знают, информации полно в интернете, в соцсетях. И самое страшное, когда сегодня люди не понимают этого до сих пор. А кто террорист, это все прекрасно знают. Это одна большая страна под названием Российская Федерация сегодня. А мы все освободимся. И вот тут вот некоторые существа внизу пишут, типа хотят зацепить тут нас чем-то. Я вот сейчас читал. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы вернемся, вам будет не до смеха. Алло, ты, походу, заболел, по-моему. Да, я не нравится. Да. Ира, можете зайти? Интересно, что вы знаете лучше, чем мы. Вот я хотел бы узнать. Можешь зайти?
Кто его? Чечню. Прикинь, лучше нас знает по Чечне. Чего себе, ах, какая Ира у нас, короче. Но Жан ее отправил на русский корабль, все. Я, конечно, дико извиняюсь, может, Ира у нас была домоработница у всех, у чеченцев там, ну, знаете, есть такая профессия. И Тамерлан. Как скупница. Мне очень интересно было бы, да, послушать, короче. Один раз мне так сказал, короче, русский, короче, типа, дай номер WhatsApp, говорит. Я ему дал номер WhatsApp, и мы вышли на связь. И он говорит, я был в Беслане, говорит, когда вы убивали, короче, осетинских детей, говорит, в 2008 году, говорит, Тамерлан. Да, он говорит, в 2008 году. Прикинь, даже не знаю, в каком году был Беслан, короче, прикинь. Он с Грузией спутал. Да, он оказывается, короче, ну, параллельный мир, не знаю, у них там, короче, фильмов насмотрелся. Не забывают, в каком году кого убивают. В 2008 году. Столько у них этих кровопролитий, что они даже забывать начали. Али, я хотел вопрос задать. Как вы думаете, кто победит на президентских выборах в России? Конечно, Путин, а кто еще? Вот я хочу честно, что я мечтаю, чтобы был Путин. Потому что Россию так больше никто не унижал, не опускал Россию, как Путин. Они сидят с этим царем. Там голосование вообще не работает, брат. Там вообще-то... А я, брат, немножко не согласен в том плане, что там смысла нету, кто придет к власти. Ельцин, он, я думаю, тоже унижал свою страну. И даже хуже там, да это вообще постыдное существо было. Это я его человеком назвать не могу. И плюс Путлер тоже это вообще, я не знаю, ада. Ну, нацистскую Германию Гитлера никто не оправдывал, по крайней мере, как Путин оправдывает ее. Там Даже нужен ниже царь. Пепса даже. Там царь нужен. Он оправдывал. Ну, я вещь такую скажу, что Гитлер для нас что-то хорошее сделал. Ну, в плане каком? Если бы не Вторая мировая война, я всегда это подчеркиваю, мерзавец Сталин сделал бы все, тогда Россия ослабла. Они бы сделали все, чтобы от нас не осталось ни следа. Не было вообще бы наших народов в общем. Мы бы были русифицированы все. Это все как во всем мире вот 20 век считается самое высшее зло это Гитлер. А Гитлера Путин оправдывает. Значит, он хуже, чем это даже Гитлер. Гитлер отдыхает, по-моему. Да, я к этому. Я хочу, чтобы он сидел дальше опускал Россию. Если даже у него отец у Зеленского воевал, а отец Зеленского вообще после войны родился. Да, Так, стадии что Дальше кечвело. Еще рано, еще час. Короче. Только час еще остался. Ну, час сидеть. Папа, как я с ними встретился, с этими взрослыми, короче, людьми, короче, я потерял, как говорится, сон. Ну, знаешь, слушай, тут я с тобой поспорю. Это когда мы встретились с тобой, мы потеряли сон. У монеты есть две стороны, да? Не, Али, а как ты так вежливо сказал с этими взрослыми людьми? Али, я тоже взрослый. Папа, кстати, какого года? Я 83-го. Ладно, короче, ладно. Хорошо, что мы сейчас не находимся в одном комнате, то приходилось бы вам чай нести там туда-сюда, ходить. Ну, слушай, это не обязательно сейчас в одной комнате. Короче, где мой чай? А шамел наглый, уй. Сидит там, короче, довольно такой. Да, кстати, Тамерлан, а что насчет посылки?
Какой посылки? Ну вот, видите, Али, он уже забывать Не, начал. Пабло, он уже еще ноутбук добавил, так что нормально. Нет, насчет этого мы с ним уже договорились. В марте отсюда мой друг гей, ну, летит в Лондон. И там уже встретит человек Али прямо в аэропорту. Короче, как-то так. Так что... Ну, машинку, шуточка терпения. И ноутбук. Павло. Да? Ноутбук, машина и футболка. Кстати, ого, да, забыла, Анзор, короче, М6 очень, да, заказать не все, М6 очень писали. Алло. Hayır, M6 Ладно, стоит. Чигит, удачи. Спасибо. Нет, Спасибо, брат. смотри, он сказал мне, короче, Тимур, ну, типа, Тамерлан, ради Аллаха, да, купи мне, короче, ну, это, как ее там, М6. Я сказал, без проблем, братан, куплю. BMW. М6, BMW, да. Вот я, короче, знаешь, его проблема в том, что он не сказал, какую именно ему надо М6, да? А я сказал, без проблем. Я сразу ответил, валахи, куплю, сам проблем. Я скажу, я закажу с Амазона, куплю тебе М6. И, кстати, хорошая машина, я тебе скажу. Вот такая. Нет, знаешь, главная машина, вот, согласись. Ну да. А жимо тахадяча. Надо водой поливать иногда, чтобы вырос. Али, ты знаешь, даже я задумался потом. Он так спокойно сказал, думаю, дай-ка я тоже у Тамерлана машину попрошу. Сейчас это наш брат Бек хочет. Да. Было очень приятно, честное слово. Ну, спасибо, брат. Пообщаться, тем более живой ваш голос услышать, пообщаться с вами. Удачи вам, здоровья. Заходите, спасибо вам тоже. Всего хорошего. Буду строго, вот, слежу до этого, да, следил и буду следить за вашим творчеством. Удачи вам. Все впереди, все будет хорошо, Джигит. Удачи вам. Иншаллах. Спасибо. Взаимно. Кстати, Цана, такие думал, что утро навел Тимур, так можешь, Тимур, помнишь, Павел, Тимура тоже? Он же тоже хотел машинку, кстати. Да. Короче, все у меня, походу, заказывали машину. Пабло, я еще раз лоханулся. Я хотел, чтобы у меня скинул это есть этот подарок. Именно, как это называется? Да, это 10 тысяч золотых стоит. Я ему опять-таки поспешил, сказал, короче, ты сперва подарок скинул, он мне там взял, короче, который по 1 золотой стоит. Это скинул, говорит, все уже, ты сказал подарок, я уже скинул. Так что... Смотри, Пабло, тут тоже, он мне говорит, Тамерлан, короче, как он сказал, нет? Подарок просто. Нет, типа, короче, да, скинь мне подарок, короче. Я резко нажал, короче, скинул. Он говорит, не этот подарок. Я говорю, слушай, ты сказал, короче, скинь подарок. Я тебе скинул. Вот видишь? Я нормально поступил, короче. Тебе надо было просто объясниться, такой именно. Так что... Какой именно. Так что, Али, теперь, повторяй мои ошибки, Пабло, не повторяй мои ошибки. Теперь, если что, пиши все подробности. Ничего, и я буду писать вам все подробности. Валикум салам. Павлодаром, Казахстана. Вы же Аслана Масхадова сын вроде, да? Да. Лицо знакомо. Знакомо. Салам алейкум. Валикум салам. Валикум салам. Как поживаете? Заело у него. Связь. Связь. Подешу. Хум швац, хум дас даша, шодешту. Мог шай. Наш. Ваханева. С Павлодаря. С Павлодара, да? Казахстана. С Казахстана. Аубаков. Дикция хазмасом. Связь ловится. Да, у вас связь, кажется, плохая. Ага. Так,
Антон, напиши там точку своего нового аккаунта, да, чтобы люди знали. Сейчас. Ладно, удачи вам, Анзор. Спасибо вам тоже, брат. Спасибо вам тоже. Казахстан. Спасибо. Тамерлан, Да. Али, а вы знаете, у меня сердце чувствует, я знаю, кто будет президентом следующим в свободной Ичкерии. Главное, чтобы не Али. Не Тамерлан Бая. И не Тамерлан. И вот такой должен быть президент. Павла, подожди-ка минутку. Все, кто хотят, подписывайтесь на этот вот канал. Видите внизу, Низам-канал. Вот который в чате стоит. Все, кто хочет, подписываемся туда толпой. Да, это канал Анзора, это именно канал Анзора, новый канал его, короче, так что все подписываемся туда. Да, Пабло? По-братски потом Анзору скажи насчет того, то, что я тебе говорил. Насчет чего мы общались. Да. Я сейчас просто на своем поговорю все. Испанском. Или можно даже так сказать, но на русском ничего такого страшного нет. Короче, вот наш брат Пабло предложил вот такую вот систему, да? А неплохо бы там, допустим, создать какой-нибудь вот конто или что там, короче, типа того, да? Чтобы на будущее, на всякий пожарный, так скажем, да? По-моему, ты лучше знаешь, наверное, как там это открыть счет или что там. Я вот в жизни такого никогда не делал. Там, в Ютубе или не Ютубе, и тому подобное, да? Просто я в этом плане, скажу честно, я вообще не понимаю в этом плане. Так что, ты даже можешь даже и сам им как-то объяснить вот свою мысль, да, так скажем. Да, я бы хотел, вот благодаря вот стримам нашим там, да, я не знаю, это возможно ли через ТикТок, я видел это в Ютубе, чтобы мы начали какой-то фонд открыли, денежные средства, чтобы копить, чтобы там, я не знаю, пусть в Европейском банке там проценты плюс хорошие они выдают, и чтобы сбор какой-то, чтобы у нас были какая-то сумма, да, вот мало ли что, чтобы мы как-то вот на хорошее дело, да, на наше освобождение может понадобиться. И мы смогли этим воспользоваться, чтобы как-то чем-то еще плюс ко всему были готовы. Я думаю, что там можно набрать, если у нас тут, не знаю, людей много нормальных. И не обязательно там, чтобы это какие-то огромные деньги были. По возможности, кто сколько может. Плюс, да, пусть даже кто-то там евро зачислит. Тоже дело. И, не знаю, я вот так подумал. Если там, я не знаю, этот айсберг двинется на дно, знаем мы о ком. Да. Нам не повредит, по-моему, лишние деньги. Пабло, у нас сейчас вот, с Тамерланом мы еще не поговорили с Анзором. У нас такая цель сейчас именно постараться там как-нибудь собирать на камикадзе для наших чеченских батальонов. У нас есть новый батальон в Украине, создан новый батальон, Ичкерия называется. Это уже 6-й батальон. В этом я с вами. Да, это да. Но я имею в виду, Али, вот отдельное. Я знаю, что у нас в исламе, Пабло, как сказать, в банк, чтобы положили проценты, добавляли, это запрещено, нам так нельзя, поэтому... Ладно, пусть будет просто счет, который хранит деньги. Или пусть даже это кто-то пусть собирает. Мне не особо важно. Это было бы, конечно, хорошо, но я думаю, что... Я знаешь, почему, Али, это говорю? Потому что, как уже временем проверено, на нас часто никто не обращал внимания, никто не помогал. И уж лучше нам самим как-то позаботиться об этом. И за какой-то период можно что-то набрать такое, что
Может, там, я не знаю, не обеспечить всю армию, но неплохо так и поможет. Павло, я реально я сомневаюсь, Павло, просто искренних тех людей, которые хотят, это очень мало. И самое главное сейчас, именно я думаю, что самое главное, это постараться помочь нашим чеченским батальонам, чтобы они побольше мочили орков на территории Украины. Эли, Не проблема, мне тоже скажите номер счета. ну, я понимаю примерно, что он имеет в виду, что ты имеешь в виду. Есть батальоны, есть которые, ну, люди, которые воюют на фронтах, чеченцы, ну, кроме чеченцев тоже есть много. Вот, им, да, будет хорошо, если мы будем им помогать. А вот, что наш брат говорит, то это на дальнейшую работу, например. Ну, я понимаю. Будь это проекты, будь это потом что-то произойдет, какие-то изменения будут через лет 5 даже или 10, мы же не знаем. Вот чтобы мы были готовы к этому. Ну, примерно такой, так я понял. Сейчас, конечно, все это на публику. Я даже ни малейших деталей не хочу говорить. Могу предложить свои идеи, как я это все вижу, как было бы хорошо и правильно, и справедливо. Мы можем это потом обсудить. Отлично. Все. Я вот это хотел. Я думаю, что это очень важно. Конечно, важно. Так, Светлана, спасибо, тварь, что ты зашла. Очень благодарим тебя. Я просто сейчас тут открыто прям не мог все сказать. Не, вот такие вот твари к нам заходят, благодарят нас. Конечно, мы очень рады им. Вот я, знаете, что один вывод делаю. Когда вот так заходят пакости, пишут, я понимаю, что в них царствует страх. Ну, конечно. Да, это не просто так все. Если боятся нас, значит уважают. Да. Значит, меня любят. Они понимают, что сломать народ не смогли. Временно оккупировали, но знают, что все вернутся. Да. Я, как говорится, хоть и отличаюсь чуть-чуть от обезьяны, но всегда добро пожаловать. Да, я положение это печальное положение, да? Да, я в положении, но ничего страшного. Я всегда сказал, да, я чуть-чуть отличаюсь от обезьяны, просто у нас с ним уши разные. У обезьяны граница 15 века, не только 91 года. Верите в границы 91-го? Да вот, 15 века, до 15 века границу. Как это говорится, да? Да, обладежек, хазам войсу, алия, сенсей, реклам, пояс. Давай. Только рекламу только чтобы на русском. Шохума Эйдол Шват Дацбая. Все равно ума Эйдол Шват, да, эйсен, сагайх себе волюсу. Таама Обама Вези. Я же должен вот сейчас сам себя похвалить. Когда вот в этой два моих братья, вот три даже скажу, да, вот все сидят молча, короче, да, ну, нету дела там. А я должен как-то о себе подумать. Не всю жизнь я буду холостым, ну, холостяком ходить. Али тоже там нашел одну, как ее там, Крис была, что ли? Короче говоря, да? Говорит, нашел, короче, когда я ему отправил видео, кто она. Все, короче, ничего не дал, ни телеграм, ни телефон, ничего. Я все забыл, короче, Али. Вот про меня конкретно забыл. Видюшка. О, еще один наш полчак, который похож на обезьяну. Знаешь, я не один такой. Ай, Тамерлан.
Мне больше всего, знаешь, что нравится, когда Тамерлан что-то радикально скажет, так как скажет, как отрежет. Разрежет, да? Ну, это я так любя говорю. Так, Анзор тоже смотрит там на часы, по-моему, или на кухню смотрит. Я в YouTube смотрю, у меня в компьютере YouTube. Не, знаешь, там, по-моему, через YouTube там стоит холодильник, по-моему. Вот я как раз таки думал, может горячий кофе налить. Нет, чай. Кофе. Только чай. Кофе. Нет, кофе нет. На сегодня хватит, только чай. Все уговорил. А то, короче, уже сколько ты сегодня выпил этот кофе? Уже, Ой, по-моему, это- 5-6 стакан, что ли? Это жестоко, да. Да ладно. А он на кофе, блин, продвигается. Да, ну это По-моему, вред. вместо крови тоже сейчас кофе, наверное, там гуляет. Я вот честно, раньше я вот как-то, лет 5 назад я чай не пил вообще. И мне мой родственник привез с Турции хороший чай. Мгм. Я вам честно говорю, я такой чай в жизни не пробовал. Это было что? Название можно? Ой, я не помню. Короче, красная такая-то самая была пачка. Мгм. Я потом посмотрю, могу даже в личку написать. Хорошо, я Это один. что-то было просто. Вкус неповторимый. Я фарите пью такой чай. Я фарите пью такой чай. Ага. Или провокация Шрила, что выключает вайпер. Так. Чай, Манзур. Так. Да, посмотри, короче, вот это я взял, короче. Я уже скинул. Как тебе на... Я уже подарок скинул, я уже все. Меня этим сейчас не возьмет. Ты сказал скинуть, я тебе скинул. Не, а я тебе тоже скинул подарок. Вот скажи, что не скинул. Скинул же? А с Боху я ничего не видел там, короче, абсолютно. Вот у меня связь пропала вот в тот момент, да? И Пабло, я ему WhatsApp отправил, короче. Ага. вот смотри, Пабло, разве я не прав? Смотри, он мне что-то отправил, да, вот у всех связь пропала, у меня тем более, понимаешь? Короче, я там ничего не увидел, короче, но автоматом связь пропала. Ай-яли. Короче, Как бы я не пытался, не получается у меня. Я же говорю, я учусь на твоих ошибках. Каждый раз учусь на твоих же ошибках, кстати. Ничего, я сам заработаю, потом, короче, с другого аккаунта себе скину это. Почему себе, почему ты себе скидываешь? Скинь мне, покажи, короче, вот скинь мне этот подарок, покажи, как он, короче, выглядит, как он приходит, да, вот все, короче, как в реальном времени скинь мне, потом я подумаю, скинуть тебе или не скинуть. Понимаешь? Я же тебе говорю, я от тебя учусь. Хоть я и молодой, конечно, да, чем ты, но я учусь от тебя. Ничего, земля круглая. Ну,
Слушай, вон, отец, короче, там. Только тебе говорят, ассаламу алейкум, Олежка. Да, наша семья. Вот тебе и на, Олежка. Они уже как на русский лад, Алешка. Он, Тут- девочка, я, Тут конечно, свои дико не люди, сильно. понимаешь, что тут свои люди, короче. Не, я, конечно, понимаю свои люди, да, я понимаю это все. Но она сейчас с тебе, ну как это говорит? Тема салам тебя алейкум, говорит, возьми Тамерлан. Не, сейчас смотри, она тебя приговорила сейчас к смертной казни. Все, это не то, что к смертной казни, Али. Он тебе все вымотает уже. Я тебе в натуре говорю. Хочешь, расскажу один прикол. Короче говоря, как-то у Али на телеграме, да, я не знаю, кто-то говорит, короче, Али, ты покушал, короче, ну, что-то там такое, короче, говорит. Али там ей ответил, да, короче, не говори так, короче, а то сейчас неправильно поймут. А я в это время уже печатаю. Понимаешь? И он там скинул свое сообщение, следом идет мое, короче. Али, я уже не понял. Вот, все, теперь началось, короче. Конкретно я его поймал. Я прикинь, только я написал, нажал, короче, я уже перед тем, как нажал, и я сразу вижу, печатает Тамерлан. Сразу печатает, короче. Написал, короче, я уже не понял, говорит. Я уже подумал, смотрите, Я уже не понял, да, я уже не то понял, что ли, там, Я же вам говорил, вот, со мной вам надо быть очень осторожным. Я, как говорится, везде вас достану. Кстати, он умеет на нервную систему давить. Ну, научили, как говорится, да? Да, это чисто так, не провокационно, да? Да. Рамзана Кафирова знаете, нет? Нет, мы не знаем Кафирова, да, мы знаем космонавта, кстати. А ты знаешь космонавта? Вот первый космонавт Чеченской Республики Ичкерия. Шамиль. Нет. Чеченской Республики в составе Российской Федерации. Первый космонавт. Первый космонавт. Чай. Так. Чай. Ахмад чай. Да, вот видите, вот. Украина готовит, коч, от кадыровцев чай, коч, от Тамерлана. Прямая поставка. Анзор. Да. Так, тут сейчас мне пишут, а вы кто? Мы папуасы. Кстати, хороший вопрос, кто я? Ты кто? Северный. Али, короче, Али, она тебя уже, знаешь, забыла. Она вот сейчас уже на Анзора, короче, на глаз положила. Не надо на меня никакие глаза. О, какой дядя классный пишет. Дядя. Антон сказал тебе дядя, как все. Короче говоря, это уже девушка, как бы, ну, не провокационное оскорбление. 27 лет. Да. Вот, кстати, мне тоже 27 лет. Вот. Просто они долго не спали. Ровесник, одноклассник. Так, подождите, вот это вот меня сейчас тоже удивило. Карина, по-моему, да, с России в любую страну можно выехать. Карина, какую страну? Скажи мне, пожалуйста, вот вы даже не можете заехать на своих собственных машинах, да? Вы не можете сейчас заехать, так как ваши машины конфискуют. В какую страну ты можешь выехать сейчас? Вот скажи мне ты, Карина, с России, в какую страну? Тамерлан может в Северную Корею. Да, может. Согласен. Ну тогда пусть ей туда и дорога, кстати. Да, Тамерлан, когда мы спать? Да, скоро уже. Да. Еще 43 минуты. 43. Нельзя пораньше. Нет. Договор был до 6. У меня с тобой никакого договора не было. Было.
Покажи бумагу, вот я подписал. Казашка Украины, по-моему, да? Я Тамерлан, а вы кто? Украинский. Просто с собой, ну, вишни осы банк сайын лап, я уж просто. Телефон, что уже время, гомы, уже. У нас Тамерлан, как Байсангур. Без глаза, без руки. Израиля Тамерлан хочет. Короче говоря, ты сейчас сделал так, чтобы все девушки сейчас сбежали от меня. Неправда это, не верьте ему. Он нехороший человек, он близко. Тут один писал, что я уже киборг, короче, ты вообще сейчас, короче... Не, казашка, я не говорю, что ты ищешь, ну, жениха. Я-то ищу невесту, понимаешь? Я-то имею право на это. Все уже, Тамерлан, поезд ушел. Уже опоздал. Смирись. Я что говорю, ты нехороший человек, ты зараза. Пабло, я знаю, я не знаю, ты видел, не видел, я прямо в прямом эфире, какой эфире, чат рулетка, да, прямо вот добил номер, вот добил, для него, короче. Али, ты говоришь сейчас, как есть, или я расскажу всю правду? Да, ладно, не надо. Вот я расскажу сейчас правду. Пабло, знаешь, правда в чем? Я ему отправил видео этой девушки, да? Али посмотрел, короче, и все, короче, он забыл, короче, за телефон, за все, короче, по сегодняшнему дню у меня ничего нету. Хотя он говорил, что он скинет, да, вот, что он мне отправил. Ну, Али, правда такова. Алейкум салам. Салам, маршал, вечерга, Израиль, оккупант Али. Дели, салам, маршал, ну при чем тут я? Дели, салам, маршал, холмсовыш. Ну, поверь мне, ты мне Америку сейчас не открыл, так скажем. Ну, он мне поводу, хочет открыть Америку, понимаешь? Прикинь, еще под конец, на Израиль, оккупант, Алия. Да, долго крыло, какого этого. И знаешь, таких смс в личке сколько знаешь вообще? Знаешь, я поэтому вот сейчас в последнее время, да, я закрыл вообще это личные сообщения, да, я закрыл их. Потому что я уже устал вот эти вот смс или другие смс, вот эту вот бред всякую слушать, валахи. Я тебе говорю, меня, вот смотри, меня в этом ТикТоке некоторые сделали уже смотрящим. Короче, в общем, прикол. Я не, ну с этой темой я как бы соглашусь, в принципе. Я вообще не смотрю, я даже близко не подхожу туда. Я вообще такой мирный человек, сижу там, телефон звонит. Кстати, вот сейчас Нина тебе звонит, она сейчас тебе по ушам. Я знаю, что ты именно это скажешь. Я уже сразу, короче, хотел вот... Короче говоря, вот увидишь сейчас, короче, Павла вообще исчезнет из радара. Короче, ну, не будет его сейчас. Так что... А я сейчас отход гостевой часов делаю. Гостевой что, холсо ждать. Вала, отчу бать-блин, аж молодцы суваш. Ты, кстати, ну, знаешь, что я извиняю. Вала, сундам цагины сухуязин. Алейкум салам. Алейкум салам. Кула.
Okşay perhtay. Alhamdulillah, to je dika. Singapur. Şun se goti boş. Ladu şun saçı satranı so. Anzor Ali Tamirlan. Şabe şoyun şu mevzu. Kıve gurş mevzu versin kuzavmak. Valla su вопрос درس шукхат. Киеган деллер مثلا Украина وجا شوق العبغني قوزن شو أوكراني بغني كيجن دلير ديلدا ميت شامل خيلجا نوختي يوشيل سلاسون بعدك دي شوي تسوتياسو سانكار غروات никогда в жизни имит шавласо нохчи тюрила сун просто сам штхала эршугер али хам тажим жиму мятсон хам даксада мег штатонкас шуя дадул делган وصادق دادول الغان انظر الموش دادو شلانك سؤال تقجم غاس سمعتهم انظر سوسح إشادو إبيرو يتوام دا بالي دا خواتني بلجيني والشيندوي دال جيشتوى دال غازو طويبولدوى أصلا مسادو بچا خارجم شين بوخشنس داق انظر يحداو البوخش دا سمسي قيتيو И действительно, патша харжа вещь, законно харжем патша, варис. Хаусу таганешина, суэлэр, тогда делда. Асколько азюга бу, кихирса гола, асэра да, сес, а передача, вести яш госон, али постоянно чори, ладу, оснагадуй. Цурис публикадуй, цурена, хватинагдуй, цадистый дацас. 405 населенный пункт Чеченской республики. 405 населенных пунктах сайюрца и снится, одмуш идцадеш. Царь квартуаш садуш, одмуш идцадеш. Группа бегабель, смасадун, тухалбордуй, и пачалк яцаюч, и хватцаюч, туй. Хин сомет хабах канокш блилш биш, аж куне один ичкери, куне один ши представитель ши, куне один ши адвокат ши бош был. И на би تانيشان ديلر واحد عشان ديرهم يعيدل سوسا خيسة دير يبتشر يوغا إيش يو دهال تربلادي إيش بيقوم سيك عيدل سيكر أخير لا بروتي وغير مخصوص ناقل سير دوغين مدارس уже все полностью да вот я казнеется что подчака же закон чаквер первый единственный человек официально признатый шаквер подчавори вайцелейер وای گروپیروک جیکای هر رایون حیوی رایون حیوی هوکر نکتاس گرابی تیردو ایتسن کاغرابی تیردو هاین نگو یکای شیء ده دو که رای غیتر و ریسپولیک تیتر شیء ده دو که رای غیتر قیتیو ولی مویزر بش سکسن دیو ولی ولی دیو دال حلقه داوی غریس هینس خسابه کن ادمش دیگه دیو شدی خونی آدینگی مینی آدینگی سعواقی شاکر و شخوزا دو حلقه مالک دیو مواتیو هن سیهو غیترو بوشی سوكوزاو 23 года до وش واقع إنشاءات أيد بيان بابوش أيد الشدو كيتر دو خذ الله كيتر دي بوش إنها بي صغير خلنا بس تشغيت صغيرنا سبنا تشكا يحال بوليوس بش بوكلس سو أصلا مسخدم كوكش تيسنا بوش قيتيو единственный закон накажем пошел кوكш тيسنا بوش سارك إيش حلا بوش يفيزوق دالش никогда жизнь ما هو بيتي قاعد يسوي كده بس إنا حلا بوش كيفش خلي سؤال بيروكام زاهر ومصر من الدول على كذا جديد شيني كيف حلا زاهر وقصة نخيروات إنا حلقة بورشو إنا حلقة بورشو سارق بيت خص حلا نيرز قصة بيحكوا يشق جديد واقعش ندير وعنده يشق قصة قد مش غوشي تروي بيش غوشي تتبيت بيش غوشي دوينش دوقيش أصحشوا لي تروي أسهروا لي تروي بوشي تريش يحدق سار ديلور بس هلوت خصام يدوش نتصور شدي например, дешук соди, сосайберш, тренировать, я что жизнь имал бивуса, короче, соберешь там яхелла, хопа орхелла, саеша уха орхелла, короче, геройский была бела сердце ученик, сейчас пришли, а с Богом, сусади, сусалочи, социация, он бьет своим сучах большими. И это вадуешь с ним газет кусок, гиксон, да это, по-моему, сюда Ленин квартик, гиксон. Кармиру Элиас, ставишь юай. 11 класса, движущая он, присяди, хермиру босс, шином сага боссу, вот взять свои лицо, уже схожу от своего, мух сага босс, миру, вот сага шин боссу, шин сага миру, ос бой, ам садишь школа,
والله عامل غدوش الغوزم سويس بو اسبو وتوكي جيدولشين بوس تعمد احمد قدير ورق بوسي توكي جيدولشين انت شو نقول короче ديش تنمتن شو ايو تخرجي должен и вор босс это юх царь босс ваш босс хажан босс зацая я узлам босс дуич где козаинц я ганзицу кино ери али это псковский десантник Швеции и гуляндги и кино те или босс حاجة بيرش وقضى سكينو جيتا سو بيرش بوسو и шапеш згас блять я ж мог шва босу это потому что мы сит поколение уже прошло это и нахуй как будто в 80-м году Олимпиаде олшенди وها افترغان وخلويس استرغان وخلويس власу خلويس председатель обком партии боже وخيش مو قدر ايش تم غدوش دويس سيجا короче и это غيست ليران ويدي تصدم واحد رخيص لوش ادم داشون سيجا из-за полностью базы цены юхада воспитать одни шум сига 30 лет прошло после этих событий саму цену выльцева вот так сун сенгеню хасу шитцева оппозиции хари альбига бельсали рина и юх короче я нас умбр чосу но ты что ты и мы скадун дизен кук шбы ишсун битцева он даже и ведь не арди хазнесан айгал доса говорит хазнесан начитен образованный воршите и дохуаттери тяхиком был едери придери бира бella هر نيتنو كوات نفتكاس شايو هر غرغورس نفت شيو هر خوني عندي كاي بروش تشيا شبير برو انيس هول اشتغل نيس لويسا وإذا أوكرانيا تمشي بير بوه ذكر وجه روسيا تمشي بير بوه دي نو وين ده كده يعدوشون يساعدوا بيرش دي سير بناتي وخيسن سعودي خذ بعد عن وجه واحوش دبو بغدادشون Бяхме била, що съм се просто ела, ти кладю, що аз анзора гязи, аз ела, ин замислил хеду, аз юхстире, ես юнгязин сообщение, из зараз юнгязин, иш санхият не юшо нас бошлек дуи, и украинч армията, из 2 лет, 1,5 года, старшина роты халаса, низ ахтион, и украинч халаса, сокороче диона, второй день государственный испытатель, полигон, пустыня, 5 бакталаха, лучше служить, ахсаш, украинч бар, as ефрейтер зварич яля дац ишел рот юхкарю штах варпуш сунцага что должен мул буишкетю за ефрейтер родину продаст nach варпуш сега это ден орандор барк асан хитран ефрейтер что его карпетю und der ефрейтер асун терлат я дац рот я мел гухкаруш варпуш и что всем хорошего або кити себе биш примерно хасу мыш бу биш экс Германии мыш бу тикток чуа хорошна мотор байгарди дебо что вместо того чтобы где-то вещи إذا خوش لأنه حاجة أحبوه إنت إيش سيوه إنت تأمبيل شو متى ناخ بخكر بني وين يقع بابوش حضار دخواه إنت ويتأحيا بريتر سوق شو خوش ديريو أسوش كده بوش سبوه حقامي على الغدو والله بالله وتدي اسمه بوي وسيوشونه сам полностью в пользу эля как будто вы ичкериошна вот тысячами на идбеш тысячами на халык беш и вы кам вы халкин сан адиля полностью атайда я Айли собердиш адам да звирт маясов сейчас грису والله сун сагергер да хули плево сун никогда в жизни на таком уровне ахма бог قاعده никогда в жизни санад мегер хайста су ахдит до قاعده حادثنا كذب وبشن خطا Айли سجارة ناخ بلوه كمان ديش بوش خلبو Айли собердиш لا نتقام بيش عليه سجارة ناخ بوسا نو أحد يتندو هم دو والله كديرو من كوتش كديرو شحال إيه بين كوتش وإيشكي وعطاين وإنسنوش عليه وإنسنوش عليه وقالوا سبتيش نعالتات اسمه ما مدي يقول أعمالو البيوخة وإيشكي نتأخو خشنا عقلمو دي فرياس بس إيشكي يسيتش إيه ليريس نو نيخش كيرون عين خوش اللي سون حاجة هم تاع بولنس تو حياس
С первого дня, еще СССР еще генерал политик с детства занимался, что санитация, Чеченской республики, Черя, 405 населенный пункт, قلني يوسف ادم ضد زي ادم اخشش ناخي دوش اسوي صح خلك دودو يتشدك دعوة روسيسكي политики Хажо сабани абек. Хажо хорошо айлом жиму бога, да айлом жим хару. Сатана 48 шуго. 57 дом. Хажо шинни там хдуй, очень там хатажим хотя бы дуй, штатик тухал дуй да аляцас, хорошо. Ну вы хвалинч Аллах вараса, хазасо ахду шло шуды. Ой, делер вар башун, делер варанду. Мож, не, сабани хадал тухваг, мож сум цага шуды. Мож просто. Может, ючу, нохши чуа, цахал там буса, дуй, может, сахал, нохши чуя, книг хал там бус, скорее всего. Ну, сум царасан, дуй, дуй цуг, сум духр хташум. Тамиран, насали. Вот, именно и масаду, дахвата нчулт ясуну ли хит беш бега белирис вурик шия, Тамиран. бери тайгайтар бог. Тамиран. Игас чубар минш ишвар бог. Соболеш, мегердери, насали. Hinz ahboştek kıyıtsa savaş. Tamirvan ahboştek kıyıtsa aile ahboştek kıyıtsa. На самом деле hinz модердича вей республик чуах хеллага чуах галяль ситуация. Вей гасхшин лугдехкар. На самом деле то что было. Hinz хуер за 96 году там дабили чо хаздадир зри толом цани дабили дала вен садел сосот дри и совот лырдаться хер вен на самом деле губи дахича дөрдөрвой хинс قيتو من اللي والله تخدا والله قيت عم مجمد واحمد وخلشي نا خلقو خلشة تنقونا خيتي اشتنو وين خلق خضر выбор шхерю, выбор шеез ситуации РК после первой национальча по конституции мы должны были провести эти выборы. Временно исполняющий обязанности Зелем Хвар Яндербиев, Хона Хвар Дикчак Велери, так выбор Ширвой, Шавик Рейзавар, там Шамиль Рейзвар, Гилаев, там Яндербиев, Шабиш Рейзбар и Халит и выбор. Сейчас-то другое говорят. Делай выбор, шхельча халкво на самом деле с масхадов хельша вокан цадизер виш юстболер шамил югазвор ну шица характер ерцун он хвосом алхумдац но зелем хса яндербейн ца люш за боха сезон ца ли мегердац шабиш дабуна буш далдех обол люш дац ойбос люш за бос сокит зелем хселер ها شامس هذا نقول له خود ترواتي باش نتصهم شترك سيجار يوخ так نينس ناخ إديني باش تخمش ده إدينا ويشارم ناخ إدينا ويتعرف ويل نو نسام ديل خلك خدو تقول تعميلش لا تنس أسيتير أفيتيرشة بالا بيت إنغوشيتي تيجي سيها بوخي ويشان صحبوخ كرش ويشار صح يوتي дабох короче их умлил но за громкие преступления шинаше гайские спецслужбы вчера конечно это на то есть спецслужбы конечно я не верю على تشوتها موديتها خاخوش والله بالله تالله любой сомнение واستغوات شو داش حقيقة تتوخر هنا يلقى عدو شو دعيا اشكيري دعوات تسوي درمزا ووتشك قال المدرع يلا Разъясняться дяш. Я хам таган и хум чдина что дукбеш. Эскадирон уля бук. Цацбеш Европе наведа. 5%. 5%. А я до Европе 95%. Эскадирон улихен ахшу. А ишти وعدل نحارسات. يحكوا الوالد يلدع. نيس чату. حاجة هذي دكبه دكسون شو فميري دكسو خمسة أوكرانيسكي زتاواتم. قلت كيوكش داش بوسيان يروي وري. تغن سهرسو يقول. изначально царство город не أصلاً هم بيتي سوي سابردش صين صوت يحكي وين صعود وين
سقيت ريحة أحضر دخوة وويش على غور وبتشعل كير غور يوتد ناحية النبوش تقصو Deel da idinak. Э, Yadın dıddız gılni yosif. Tuyur tiyas kursu respublika kariye sayıyorsun. سابردين تأخذوا إيش هون إدينا صار إيش يا ودينا صار سيرة أحاديث غور يوتد غور يوتد بقول إنه بقول سابردين هيك إدك زات إفكت شو يعني صار إيش أتصل إدينا ودوي إفكت شو أبوخ بوصل دلوقتي أصرفوصل صغير خشت هقر وديني هقر رجني إتصل سابردين خلزت بيعملوا يعدويشتك اللي حنجينهم مش يعدويشتك والصغير واقع يعني سبوا بيش مصر انت سابردين سواش أضل دخوة هو سواش سابردين سيو وبروس دبوس سواش حين جينا فات شو عيوشش إليش حزم شو عيوش خطأ صغير خلش نبوش خطأ خينا واقع خمال شاش يش مدات Соборда. بوك أما شاخبل نا بو شوهد أما شاخبل بو بيروت أما شاخبل بو تخن إتساح يقولش نقول أسحالوتك نقولك ريون شرواني طعم بوشا نح إدبروقنس تانت أعيد لا بلغا ويز نشانك بوليزم نو أبريك ألك دات سيروزنا بو تعجم ما سميني واستقوات شتو رمزان تعم قلبي وري لي واتر بو سميني شو ما داش حلقوا لي تأوخر كوش شو درا يلا تبدي شاش مستازوني ياش تعجم رمزان سون أفتريتيت واس رمزان شيء سمبل شيء كارديه بول شيء سمبل بيشو جد تغم كروتش حكمت تابوش قام إذا صعبوت سلبيها ورتسجع بوش جد قادينا قاشرة خزع بربجان بيتسر لما ديها بورتين وعا وتين سميل بيتسر كنت إنه يلقي أبيك توهت أمبوش هنا إنه ليش مش وقت مش إيمنا تمن اترمزان ولا عيوناك يقش تقيش يومش ليلناش إيوه بتشا ضياق كتخافو هيتناش إيوه نقع برتسغلتناش إيوه نقع يبالكيك مش إيمنا إنه يقش تقيش يوه حاجة أبي سابردين أبي حضر دخوة أسين سيورت على تقول دوي سيورت primero دوي أنت إيش سيورت مش اللي هو حاجة سابردين سيورت دوي سيورت سونا هو شيء تحا ودن واتسطا هو بالله سون سيورت بخدي أكسندكيوز دوي تاليش ده مقوى Und der so sei doch durch oder muss du no sei durch doch du no تخيل تعصو تصحص دو إنس أعبوش هم so distribution association عشان ده ثم ده قمع ده دو أسترونك شحال يعملوا رمزاني حاش واشترونك أسيتينش جوتكي أسقي دوي إيش ده через غلغي مقعدوي بيش حقبة بوت سيجارة ويشار يخو как бы ну за определенную сумму выкупать пешбариш что и юхшей ну юхшей табухш бариш кетё ну бацари что и хососан нохшим дуй жутки бар амалдас гаски бар халдош гаски буй қидо қоншта дуй аситин киеге дуй ну нохчи дуй нохчи я знаю единственный один случай нохчи который украли ну в один дуй очень контроль в один дуй даже даже он еша юса яхты имечеру худу юса дуй он дальше и сына вастуй сосай на вастуй тюнен шу и дат талежира мет Москва аша уй ну ахду что он ждет وي غاسكت ولا проблем اشكيري خلاص عدوك اشكيري ابيك احد صراحه غاسخش по телевизору, да, каждый день. Sabadin, ha, isso é problema, eu quero, isso é problema, das, há problema, o Rayon, حيجينوا ما أدوش حيجينوا ما أدوش يسون يتحملوا صغاء يحودوا صغاء سمكيتيو هو شو أنا يبالبو شو ده إنش نوقع هم ما دوش شو أحدث هو أحدث هم دوي دو غاسخش بالتلفزيون بوش هم دو
غالع زلونا بازرع نخبوك بازر يدي вот أحدوش لو قميل دوي ناخن خيش ناخ تيشر بون دوي أحدوش لو قميل شان سون تخا سون دو حميوش نخشي شواخوا قميل دات وي يروي بروبليم شو ير مت الحين عشان ووز دين وون هالأنظر دوي مليون راس أتوان عادي ليتسوي والله كاتبوتا والله وإيش أنظر سون تخا أنظر سون تحس دقيقة دوي سون تحس دقيقة تعال تسودي تسندهم 405 юртер коч адам просто дахалт яшхала гаски хабе ахнава ва спасибо цу хадицра Қиет нис бош и ца факта юче идица ищас. Например, оставан факт чуйцарю, что там имадая варлячка, не кадыр варлячка, не инци и нахлячен бол наха таван кадырон улябу инцаш мабахара или полица Москва хойш нашбу. Цар фейсбук бол цабини хари уж Москва айрбацер таван. Бахар бацер сига. Инц 400 чем-то юртах, например, нах лячкоши, и хуми, я в это не верю. Цахалай, на самом деле. А проблем, да, существовала проблема. Йолщери, сабал бор, да бохкар, инц, громкий случай, хальча Березовский, ваовый, ахшна шлур, мало бошлячева, айдло, алар, не давайте деньги. Бошляча, Березовский, ваовый, и 500 000, и миллион, и ахшна шлуш. И хумш халмахали, на самом-то деле, с Богом, но хинц на фоне того, что сейчас делает Кадыров, это ничего. И хумш сянди лошдара, и хумш потом, чтобы нас обвинить, шоу там Бог чена, вот там людей похищали Бог. И хумш дейцы-то тячин почву яри. Так что это с одной стороны несправедливо воицунах инцар проблема и дейца эйстова даже, да? Таван Кадыров таван синцеир наш цулило же хахдемуду, к примеру. Анзор, смотри, и это понятное дело, спецслужба дяшум дарис. Это спецслужба, ну как там мы так гопон даже приншара, ялшара, эмло шука хлбонах, потом гучвилш. Явно кочу, вот абайт ФСБшник, шбуй и нахбуй. Тогда, понятное дело, для кадыровцев оправдание хла, он делал было шраск-штани, да, довольно шоу, кам халак тешта, там все мялди, но камял чисто кадыровский помялды с моей стороны. Аллаху, махолю тили кочу чтис. Но сун хаганда, туда до камяла, и вообще в шок кертес. Давай Рамзан, он из халан, то хадо он, а думать цадахал коч, камял деш вакес. Не, ну ладно, хумадаци, деталь. Например, حديث شغلات ساموس نو هين سويت جمع الغو حاينو أدم دقوش دينيو أدم إسنبول ناخبوي سار يمت مسكوا دبوسن جبريل بوش خزيشو خزيش вот تنقوي ودقين سار حوالي نيخ примерно وي أقوديش تجاين سقوديش خور يورتر Сунумца, والله сумош киш пошалка хлати аж ну и сахасон. Нереально. Тамерлан, в общем, Хултыгов, Ибраим возишь. Войс? Хултыгов лечи, вошуй, родной, вошуй. Лечи хонах вар дал, да, кого-ли. Кахайган вар, пламбина вар, Первую войну, Виркой, межвоенный период. Цун ваша Ибраима из-за какое-то время был начальником НСБ нашего. Так, шел от Ламбельча, Кадыров, Дихавельши, батальон Куэлен, Дюхал Ламбешвари. То есть Гасхсани, Уэйн Дюхал Ламбешвари. В общем, Цанах добигнерцу в этот межвоенный период, Белда Бахмадон, нах саляцецу и от снеха родственник шпуй гергана солчи бахка бехкан шаш масхадон те дох каш та проблему элдат НСБ чубехкан на шей гергана бо так азбо хую проблем ициша да царе дицих шей гергана ибрем чубехкан так азбо инс целый президент те доаце юшерла делда бома вон хехкан ибрем молч вон со он был начальником НСБ. Йо НСБ цучу, но это Ибрем босс Ибрем, а цанах саляца уж дахица.
Так он мне начинает, ой, нах оппозиция балбеш хелбуй, хуняник хелбуй, аля, как альдуна, что швай вежли баян буй бош, анил, что вылвали, бо ты мне факты положи, и вайн дюхал, топ классен, уж была, со, Ибрахим, интервал, со, Дауд, Дауру, шум собаси. И он говорит через 5 минут, факт, он вышел со своего кабинета, приходит обратно, и Кисло понял, что его за хвост поймали. Кисло, вати, кузана, и наос, кузавати, оппозиция, балбеш, будешь туда-сюда, камел доволили. Так, инсун улявул, что бог свет свенчу. Лергета, бо, анзор, ахшлюх, шварон шейк бог. То есть, и штахуется, ахшлюх, швари бог. Вот так мой энзор, бо Ибрахим, а вы вежли баем бог царь. Оппозиция цхала бо, хинц ахшлюх, инах набогит волка бос. Шаца деха, так, уля очень хватит, смел деха шугара, окол деха. И шинаус, арвех карас, чур. К примеру, ишта, вот и охкачички, вот и охкач, ишт и набор, интавана кадырван, уля будет. Это просто в качестве примера. Пыль на толородиться, вы хочуай, на заложник шляцироваться. Уж меча бухин, тихакин, свой спецслужб тихакина. Тикбон халы, дом окружили, где-то Катаяна халы. Бог там хали, если гранатомет, пулемет, чат там халы. И потом оказалось, и шайл движение, да, еще заложник Сабехча, Адам Дини группировка. И, к примеру, Адам Дини миру, полковник ФСБ, вот что яхкатер, шейла яхкатер. Иштина бу, ну, с его бо, да, инцо цацтол, эльдо, хум согласен. С Эла, что первый там дабельч выбор шхалер и выбор штаюльча шабиш дайсбойлер, на самом деле. Наоборот, цацать кулакхер, дадоне харивайн таван атхердер, к примеру, дукунах может динахер бар, выбежри. И в этом плане я это поддерживаю, но это ошибки наши. Цун бохасы, сей доглазы, тамила, сей доглазы бохасы. Наша цель, наша задача в том, чтобы вы цахум цеадирза, вы цеадона, цахум дадулдельча, вы, например, туламберча, чтобы этого больше не совершать, чтобы быть более жестче совсем. Горький опыт мой, тамила, Анза, помнишь, мы с тобой еще говорили в первое время Серега просто хада дал гяшнилцем, докте адам дарял, дуется, ну, одна халкука, да царячий, да целущий, да. Мы с тобой говорим, мы все об этом говорили, мы это знаем, мы это видели, да. Ну, чувствуем, да, о, юртера, да, едини, да, едини, соедини. Это невозможно. Это было... Я говорил, вот этот вот, допустим, тот же самый вот Адам Дениев, да, вот я его знал. Вспомнил свой, да, это так случай, что подается я. Он лично нам тоже предлагал, нах Бог, ну, выкупать боешь Бог, что были такие случаи, но смотрите, ночью бабати, что вот. И засланный казачок, вот, допустим, спецслужб, российский спецслужб, то же самое, что и другие, допустим. А вот человек, ичкери, вишкери, видать, он насмотрелся там телевидение российское, я не знаю. Вот это, да, сумка, и что, сумка раздол, он дубос, сумка раздол. Ну, им расхшлелен, спецслужб. Например, можно где-то в каком-то плане докунахан, хамацаха на самом деле. Что было докунахер бухсахича даже. Да, я понимаю, конечно, да. Если тенге, конкретно факт шалах. Да, ну вот здесь... Если телевизоре хайжа,
ناخ إدينيري هر إدينيري إمغاس كتير إنتي دو شو يوتيوب شو حبي رولك شو ده مليري على تا بيلبريس تا واحد تا عشرة تا زود ونوختش حالي ها فنلندا يجوز يا والله صنعاء مش تا بيلبريس تا ومقط شو بس تان إيش كيري هر خلي وش خلي هر داري وش داري بوش نقدر إيمنا نخشي بعني حلقة يلعب شنو أمير ده تيوت أحكا بودي تعشيكو ياسني دقة خلدي شنو خيري خلاشون دوي جوتكي خلاشون غاسكي خلاشون دوي إيش شاش قصناها حق بالباشا حقو محبوشنا وكبايت بويش بوشي ده ويشا إيش إيتا شون دوي إيش يو بيحتنا شون سودي الله تميلان حاجة أبيك حو سيدوش راس عنوكجن قومن حو سقط ياش ولاها хотя бы цан эфирю кадиров чвистеяш цай эфир чучу вали аш лел дяш худу аш ичкери окшана хулилина аш инстаграм шугурил дяш ту ал давист холодуй тун окчу ихна вой нохчи хуан хива масса вой ичкери бяя цая чхетё инса юшвас буа комментарий я уже оштик альве алло следующий раз алып дата нормально алай оштик полностью ичкери вата Россия у каладяха кадиров у каладяха кочи ديك ريزولتات ياو حيلي لازم يشوف شوي انتي لازم شوي زين حاجة صور в первый там يبقى حنس خلاع مش خلاع второй там حنس خلاع مش خلاع لا понятно كويس понятно вам сочинца дитям дается что просто те язычане ты штук сондуй и тенга хла люкс направление хлоится первый там шох там شبيش عم شوي بوتسو صغيرة окей. У меня нету вопросов. Так, эфир даязывай. Анзор Асмаила, Анзор, проблем шхала Ахмаила. Кезгет сахалош, проблем шхала. Ну так и проблем шинаш, это ахуш наш мабу. Кето. Вот, и там удуч датис. Обязательно ичкери вата я хашбез. обязательно وأمير شوعتا أبا حاج بيز обязательно تنيخش حقيز قيتو حاجو أبيك تسليش أميال دات سودياش دوي أصوحيات ندا просто да сум сахизес دوي عبيش عاميني تعاميني دوي но أصيغو بو حدال دخوا دوي تسويشو إيكي بومشتيس دوي تسويشو توتسبيس تيمبولي تسويشو دوي يحيجينهم داتا تيمبولي تسويشو سونتها اللي تيقح участвовать دياشخل تسهل ده участвовать دياشخل عم ديك وخور كردون أنا إشكالي أشخل كنا بود عوالله هين زس كقولون عوالله يستعيز أوكي دعوة كروتش أنت تيجي على ده متى قلد احتراش وكيل أعتقد أكيد عملك والله إشكالي قال لي احتاج تسوق يشوش ده هو ما حاول ده تعشوب سوي حديث يعني أنا تسوق يشوش وسخية يعني شيء تسوي شيء حق وش عشوه سهون ده تيتان تسوق حوائش حمون ده يا الله تسوق يشوع ده حوائش شوع هو ما تقدو مسوا ورا نخشي بعني حدا بوس من زيرو بحاول أنا عشوه يمين نخشي بعني يوني تسوق يشوش شوع يلا حون شني أور دكتور ناواز ميلو غلا اوكي ناديار زي эфир والله هاتونزا كوچي огарам ата до дне да скоч ха бохаш долгаш ты что нормально да шпош озгортю полин свой бяхки до бо бяхки вайдацер бяхки раз хибун бяхки так ну асмабахер ошибка шхалак грубая ошибка шхала что цевющий ошибка шхала но вы уже действительно мы с тобой тоже говорили ну после да как после выборов когда это все было да мы это признаем вот то что есть мы всегда признавали то что есть но когда нам говорят то что нету вала меня это бесит именно когда говорят то что нету
صور حديث على الصبر زي لو تلوزة شو على بيوش اللي بازر إشياء ما им действительно реально хилмало да там. Хотя сунum тебе нас я делал, сунум. Опасно, больше. А بعد الجزادات والله ده إنه مساس ونسي عندها شيء يتصل أول خلط بوريس وش قناع ديش لا شيء تسوي صح تعمل شيء وش يبان هو بان تانس وش نرمال شيء عشرة ده تسوي هاي شيء اسمه حواي شيء اسمه وعليكم السلام ورحمة الله سو حديث سلاحة يمين يسوي نحشي بانها يوروبي حالي أنا عشويس хотя дольше нормально. Юни азгор тюко, чи цоха еще шуй примерно, его хава еще шуй, ему не слуга. Короче говоря, интересно, вот такие договоры с солдатами, такие наверное, хажите, зажить, смотрим. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в рядах. Ayarze bu ifi. Да, а я за меня давно не сбаловался. Dikir So bu. nokçu çubuk, Ali, nokçu çubuk so. Nokçu uso, da Stepan nokçu uso, da Apella nokçu uso. Ayere davon atsun. По-моему, Конич Уанити нашу сенсим. Kako ne bombite baya. Tamerlan. Почувал ее, что он вспомнил, зажимал хотя бы. Слегка перекусить, и дальше лишь. Ne gördü? Dela tak, nadjerzej şimdi. Ali Чечен, ну, он был в Ацу, да, отцу мэра ляцию, да. Объяснил было. Хорошо, ne gördü? Aleyküm selam. Hayır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Так, подует. Окузаа. Hayır. Делать, а он уже вот. مو عيلة عشيرة يا الله تعيد وسمونا. Dure ya da sayılı, ya da ürün ya da sayılı ve onu уже ханялы. عمرك وجه. شدواش على حال وقت كوش هو كدروسكي пропаганда он что-то вот как ты цеешь. А шедواش على там على воле كوش полностью короче. Кадировский. Конечно, я просто человек, да, он бы не я был, что это все говорят, что это шедواsh. Hayazi yani şedواsh короче. Evet, hayazi еще шупа. Evet, son bu ete şudum çalasın. Ya da lavayn. Да, надеюсь, есть, والله, كان إذا مو دخل تسخاوش. Ya hoş bir tadı. Ulan ha, şey telefon dayı arıyor. Вообще звук да я, ну да уже уже сон değerlendi var. Dikirdu takı. Allah reis masana. Allah ehto boy boy varsa boy boy. Allah ni soruyor. Хезер дует да мола. Связал. Hadi ki. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu telefon hamatı samu hudiya şu an hali. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Budu da.